пакости пишут. То есть вот так вот чеченцу посредством аллахских духовных ценностей, все, вот чечен. Убираешь свой маршал. Какое имя у тебя? Какой ты Леча, Кюра? Какой ты там Ваха? Да ты чё, это вообще и близкие имена, Там есть Абдуррахман, Абдулла. Это вот Аллах любит. Ты чё, против Аллаха, что ли, а? Против Аллаха ты? Нет, говорит чечен. Вы меня уже испугали Аллахом, все. Я теперь ваш. И вот так вот потихоньку работает вот эта система, как мы видим. Я все. Ну, Ибря, мы по сути с тобой о одном и том же говорим. По сути, там простоквашины нету. Просто надо разделять мух от котлет, как говорится. И надо на эту историю наших с русскими отношений, надо их разделять на разные эпохи. То есть, если, когда пришла царская Россия нам на Кавказ, ее колониальная идеология, ее цели были направлены на физическое истребление нашего народа. У них это не получилось, потому что распалась Россия, пришли коммунисты. Вот тут начинается новая эпоха российской колониальной идеологии у нас с нашим народом. Начали с того, что опять попытались истребить нас, выслав, да, депортация так называемая. По сути, нет, это никакая не депортация. Депортируют человека, когда кто-то к тебе приехал, ты его депортируешь. А тут взяли со своих земель исторических, выслали народ. Это не депортация. И до сих пор люди сегодня в 21 веке называют неправильной терминологией, используют. Депортация, опять же. Ну какая к черту депортация? Алло, проснитесь. Это одно. Советский Союз начал с чего? Попытка растворить все эти народы в этом советском бульоне. Мы же помним рассказы наших дедушек, бабушек, как нельзя было, не приветствовалось говорить на чеченском языке в общественных местах, где у тебя в школе на русском, где тебе литература, культура, идентичная, с малых лет, скамьи рассказывают и учат ребенка русскому всему. Вот так русификация у нас дома в Советском Союзе. Но потом, опять же, распался Советский Союз, у них это не получилось. Пришла Россия с той же колониальной идеологией, но опять же немного система, инструменты другие. Сегодня на заре 21 века русские поняли, что вот истребить чеченцев невозможно. Что получать? Что их держит на плаву? Их национальная идентичность, культура, история, язык, да, вот все это, мировоззрение, опять же. И вот тут приходит им на помощь ислам, который так же, как и русская идеология, ислам тоже нацелен истребить твою национальную идентичность. Приходят арабы со своей религией, они что делают? Они же тебе в первую очередь не приносят веру в Бога. Вера в Бога это так, как бы в пути, там, как бы там, примешку идет на втором плане. А на первом плане это из тебя сделать араба. Почему я так утверждаю? Потому что думать ты должен как араб. Говорить ты должен на арабском. Схожесть чувствуете, как русские это делают и арабы? Как они это делают? Вот не будешь знать арабского, ты не сможешь читать Коран. А Коран можешь понять только на арабском, понимаете. Непереводимый какой-то, понимаете, язык. Вот таким способом тебя заставляют учить арабский. Ты начинаешь принимать арабский язык. Когда человек учит иностранный язык, вы сами замечали, вы все тут учили иностранные языки. Когда человек учит иностранный для себя язык, он начинает думать на этом языке, мыслить на этом языке. Через этот язык идет и мировоззрение этого народа. Вот что происходит у нас сегодня. Вот их схожесть, Ибрем. Ну, вот. Просто их надо разделять на разные эпохи. Они одно и то же несут, но каждый раз новые инструменты. Вот этот, я всегда говорю, что вот сегодня мы находимся на том историческом моменте, когда идет, как говорится, вот этот последний рубеж. Вот если сегодня мы проиграем в этом идеологическом войне,
с русскими, не с арабами, кстати. Мы с русскими воюем в этом идеологической войне, потому что русские нам навязывают этот ислам. Арабы так, на втором плане, союзники для русских, ситуативные опять же. Если мы эту войну сегодня проиграем, вот тогда наш народ исчезнет. Не физически, конечно, люди будут, но не будет чеченц, который будет соблюдать свои адаты, эти законы, приличия, культуру, этикет. Не будет мышления, нохчела. Все это пропадет, уйдет никуда. Как говорится, человек, который забыл свое прошлое, не имеет будущего. Вот в чего мы превратимся. Саляму алейкум. Это, я не сказал бы последний рубеж, как раз Ибрахим Мельч, я хотел это сказать. Завтра без тени стеснения, без малейшей капли стеснения они придумают новый ислам, этот ваххабизм, наши предки были тупыми, эти длинноволосые, бородатые. Это был неправильный ислам, ваххабиты были, салафиты были, и принесут какую-то новую себе эту версию ислама, как они уже несколько раз на протяжении веков делали. Вот это тоже неисключаемый вариант. Да, На них похоже очень. Пальма, ну вот я как-то думал, знаете, я к чему еще пришел? Может, для кого-то я сейчас скажу какую-то инакомыслие. Я считаю, что именно русские, за счет русских, этот ислам у нас укоренился там. Почему? Потому что когда до прихода русских на Кавказ, этот ислам туда уже пришел где-то 500-700 лет тому. В Дербенте он существовал. И наши отцы его не принимали, кстати. Потому что сопротивлялись этому исламу, знали, что это такое. Но когда вот пришла царская Россия на этот Кавказ, вот с этого момента начинается укоренение этого ислама и закрепление ислама в наших умах. Почему? Потому что когда пришли русские, они начали нападать на нас, забирать нас территории, убивать население. А тут уже приходят османы, короче, якобы мы вам поможем в борьбе с русскими. И с ними пришел этот тюркский суфизм туда. То есть вот косвенно, что вот ислам у нас остался, послужила сама Россия. Не будь это Россия, может быть, мы никогда бы этот ислам и не приняли бы, никогда. Почему? Потому что до России мы его и так и не принимали, он у нас там под боком в Дербенте жил. Участники, у меня интерес, вопрос. Спасибо Туизану, он расставил определенно все по местам, там первое место, второе, третье призовое. Скажите, а до распространения религии ислам, какие религиозные верования были у большинства нохчи? Какую религию исповедовали? На это Пальмут хороший ответ, он в теологии очень хорошо разбирается. Никакой. Потому что в чеченском словаре нету слова религия. Были христиане, небольшое количество в горных районах, и были язычники. Ну, я думаю, как у всех народов на этой планете были так называемые язычники, которые имели свой пантеон богов, они у нас, эти названия этих богов у нас до сих пор сегодня сохранилось. Мы их названия знаем, то есть народ, как и все остальные в мире, был язычниками. Там кто-то солнцу, может, поклонялся, кто-то, не знаю, богине плодородия поклонялся, может, молился ей. Также я думаю, что и греческая цивилизация внесла свой вклад в это, потому что тот же сам Прометей у нас тоже есть в мифологии. То есть мы же не сидели всегда в горах и ни с кем не общались, и ни с кем-то не союзничали.
Мой народ, как и все другие, знали все национальности, которые проживают рядом, и кто-то приезжал, уезжал, наверное. То есть отношение было с миром было. Мы не закрытое обществом жили. Но это сегодня все стерли с памяти чеченцев с помощью, что вы всегда были мусульмане. Вот такими нарративами, которые не сегодня этот нарратив уже несколько сот лет нам вбивается с малых лет в головы, что вы всегда были мусульмане. И если чеченец не мусульманин, то он не Мухаммеда чеченец. были Да что? мусульманами, до Мухаммеда еще. Авраам был чеченцем, Ной был Да, чеченцем. да. И дошло до того, вот единственная национальность в этом мире, я как вижу, да, я с разными людьми общаюсь, национальностью, у них нет таких понятий, нарративов. Если ты не мусульманин, не чеченец. Или если ты не христианин, не француз. Понимаете? Если ты не православный, то не украинец. Такого других национальностей нет. Только чеченцы вот эту мысль вбивают. И кто это делает? Российская пропаганда. Потому что России кровь из носу надо, чтобы стереть у чеченцев их национальную идентичность. Вот когда они этого добьются, все. Для них приемлемый вариант, что они будут арабами или кем-то другим, потому что арабы, культура арабов есть барин и хозяин, да, ментальность барина и хозяина. Чеченцев это никогда не было. У нас не было ни хозяинов, ни баринов, все были равноправны. Мы жили в свободном обществе. И это подтверждают сами русские источники царских времен. Вот почитайте воспоминания русских офицеров на Кавказской войне. Там они сами пишут. Наши рабы, холопы убегали к чеченцам. Они их там принимали. Понимаете? То есть мы еще, не знаю, в 18-19 имели такие же законы, как сегодня Европа. Принимали беженцев, оказывается. А это как работает? Это работает только в свободном обществе. В обществе, где есть сословие, феодальность, то есть такая система не работает. Там, если прибегает человек, он становится, меняет одного хозяина на другого. Вот и все, что происходит. А к нам, когда приходили, они хозяина не меняли. Они становились свободными людьми. И эта свобода у нас сегодня уничтожается посредством уничтожения нашей национальной идентичности, где впитано кровью, в генах, что каждый свободен во всем. Uzauvi Fargo. Да-да, нашел. О, а запись солнца это ро. Грузится сейчас в данный момент. Ага, все понял. Ощущи и телеграм-канал Чучуах. Просто Фаргот, стажим проблему. Хайник миллионок до хахаит. Шайол, что скидывать в архив. Сейчас, запишу, что скидывать ее. Да ты с какого канала дуй? Да что пусаю, лахал отхult. Машалла. А зличку я залю. Все, Фарго, ага, я сделал личку. С какого? А канал мелодик тут еще добавить też. А профили? O dik don Fargo и эмоции ще нас. Сюк сега dik дицло сюк да. Dik даг досон хоя диес кварто dik сабржатоса. Эмоции ждах я вообще так курицас. Это и цор. Мало сел вообще. О, до того по кайфу эфир даялар. Очень дружелюбно. Взаимоуважение. Вопс полностью соответствует Нохчела Адамала этикету, вот как написано здесь. Большой успех, большой прорыв, можно сказать. Дери Сулмасана, Виндетта особенная.
Селган, Да, сочувствительно, и сел. арабо-израильский конфликт, мы раз ючек, почвах, было где-то в Да, обед. да, да, да. Да, это потом уже, потом. Не, в Так, обед, ладно, да, раз, в, ладно. в обед латиняцер, где-то после вечера где-то латирас, канал. Ну, цыган мудр, цачувен, быглиеш, вот из, ну, здесь пререкался с Прометеем, хоча жутки будут, сейчас вистхарвас, уж, нах, я, ишхальш, короче, вообще, хамил да саля, кулек, дик дубас, короче, хамил да он, вот, в соответствии с нашими понятиями. Ищи Рохон, ну, один на один Прометей, хамил ди. Ну, короче, соблюдая все это. Ишь потихоньку, не сбитывали, он нормально начал общаться. Ну, и жидкий, ну, бухца, доком дуизом, короче. Им Пришлось их специально удалить, дело, что возможно, ваем цади да. чана, удюца дош на иду кеума да. Элбес, вахус, халвок. Давай. Сразу на них нападать, доцар, хито. С любой, заметьте, знаешь, вот твоя религиозная тема, сразу цер слабо метегui, цер, короче, я мою иду хотя. Ты хвастал слабо метег, да? Да, они тоже заводятся с полоборота, я заметил. Жидкий бац. Да. Точно, вечер, сан бадык. Участники, Сейчас участники. пропустить садок как бы мимо ушей. Ну да, и штука на уну, короче, хагубел. Ах, возможно, они обиделись, я не знаю, может, расстроились. Но я, короче, спустил, чтобы эти пообщались с Халхет, Гасу. Но это было, надо было это сделать, потому что стратегически все-таки так. Ну, там жить, ишбас, царь и надменный камел, да, царь. И надо там в личку объяснить, не надо сразу объяснить. Ах, вечер, целый лоис. Муха, вала, мировоззрение. Ах, цунг низбит и вул ол, а ухара, ах, надменный камел, вот ах, нисца лоис. Ах, ногчи и озвет. Целый рот цунг, хом. В общем, и ситуация, и цыгане сеешь. Значит, малохольный туда-сюда улица. Значит, дабулуешь, сходу дабулуешь, малохольный, целохольный, бог, да, цасах. Естественно, уху реакции холишь. Ну, там, конечно, это ненормально, потому что оно не дает уже все дальше. Выключается человек, то есть дискуссия дальше не идет. Но малохольно это еще мягко там сказано, потому что они же, это же не здесь, не в этой группе, не на наших площадках все происходит. То есть они там лазят, короче, и маму, и папу, и до седьмого колена всех, короче, матерят там. Так. Это уже идет из других площадок, с других групп. Короче, не здесь оно еще началось. Это все там. Ну да, в общем, Поэтому существующая проблема это. Надо как-то, короче, ее это сообща решать все вместе. Да, обходить надо. Ох, куза, ох, пожар моя, лохая, елки. Елки, выйти, как. Шуматец, ты машир, мертвый. Пожар, ехать. Вот это кулдыши, любой пожар, этого, та проблема, чахуй рону.
Я недавно узнал из Сира пророка, что масит варианты, будут сюда, хорошо. Алло, салам алейкум. Шо? А усе що Ну, ногті да. дати прометей, ногті Сама у вас дела, прометей це на литовкю, да, гаскию. Вы чеченоговорящие, Хорошо, у вас пару освободил. человек. Аузу билlah. Аузу Как ничто? Освободил. Стяг даешь. Освободил, Власти, как Вендетта освободил, да, Мадохкун, да. Вендетта Ты рус- освободил, да, Марк Промоти- освободил قيتا طيويو بس يوشو قيتا Томасу. قيتا то картинки я дек дуеш джим успокоиться да сада декта. Фарго сирду масит тейпанду за западной чарязни что ама из юг арбашязина до масит табу древний до старый до новый до Сира Аль-Халаби Олшду. Ну и Угар первый и Сира дать, на что они все опираются. И Хишама доказ 7 веке, 8 веке, 7 веке. Ибн Исхак Язанин через редакцию Ибн Хишама, который до нас дошел. Изначальной версии Иук. Окей, понял. Санан Адаева Элиньон Шалжи Джинхуа Бонш. Гуава Адаева Аргауа Шо Элин Литок Поева Литака Бака Джинхуа Бонш Тайпан. مكان تو باش دایو های از شهرسان خیلی تستی پاگرد شش حالا ولی شاید سرخ شاید دایش شاید شاید فامیلی تایپن زیوق شالش نه نه نواشن شو انت اخچ اش میلی له هاوس و شو پرستیتوت کشمیت چادلا حلو شاید سرخ ها هاي تایپ نگوتیر Сатфия. А ты давай, наоборот, только юг. تایپ نگ خچ Еша, свеж. Даже по акценту можно у вас различить, что вы русские. Просто вы чеченоговорящие русские. Чеченоговорящие. акценту. Ой, вы чеченоговорящие, душу? Чеченоговорящие душу. Вы никакого отношения не имеете к чеченцам. А у вас тут пару человек находится, всего лишь. Как пару-трое человек у вас тут находится, и всего лишь. Вы даже боитесь, чтобы домой поехать. Вы даже не были дома. За что вы говорите о Чечне? Чеченцы были мусульманами и умрут мусульманами. Запомните. Шунлаах, цалаах. Видишь? كان بتاع حشنير مسلمان Ой, шуках пништу. Цац по очереди, да я зашу свободен. Свободен это уда мач ода Цац дуашала по очереди, да я зашу со Марк або важным по одному слову. Давай. Чечена говорит, что ночью чахил тат, о чем вы говорите, чеченцы были мусульманами и умрут мусульманами. Ты будешь решать за всех чеченцев. Ты хозяин чеченцев, как я понял, правильно? Такие, как ты, не имеют никакого отношения к чеченцам. Ты чисто вылитая литовская проститутка со своими литовскими корнями. Я понял, по очереди, по слогам я записывал. Ты сказал, что чеченцы были мусульманами, умрут мусульманами. Ты хозяин чеченцев, они будут делать так, как ты сказал. Я правильно понял тебя? Ты сначала научись нормально разговаривать.
Мусульманам можно жениться на сестрах. Вот а видишь, чеченцам можно? вот видишь, литовская проститутка. Литовская проститутка ты, литовская проститутка. Марк, подумай, Твоя мама говори. литовская шлюха тебя родила. Марк, Марк, Привод, прошу, сердечно извиняюсь, глубоко сочувствую, переживаю, сожалею, сожалею, что я не умею нормально разговаривать. Я сейчас буду учиться у тебя. Давай, понеслась. Твоя мама шлюха, Марк. Приветствую тебя. Сын Твоя шлюхи. мама Давай поговорим. литовская шлюха. Ты же этого не отрицаешь, что тебя родила русская проститутка. Все. Твоя мама. Ребят, Ты же не твоя отрицаешь, мама- что твоя мама Слово русская сказать, я шлюха, ненадолго. что тебя родила русская я проститутка. хочу пару слов сказать. Можно? А? Ребят, дайте 2 слова скажу. Я так понял, чеченцы разделяются примерно на 2 лагеря. Не Это разделяются, которые они не мусульмане, которые могут чеченцы, постоянно они не чеченцы, они чеченоговорящие люди. оскорблять постоянно чьих-то матерей, чьих-то сестер. Это мусульмане. И адекватные чеченцы, которые действительно следуют своим, то, что предки их следовали, адекватные, которые никогда себе не позволяют унижать, оскорблять. Вот это я только единственное, вот это я понял из всего. Бледью надо называть бледью. Запомни раз и Вот, навсегда. видишь как, Бледей видишь, как надо ты называть говоришь. своими А почему именами. ты считаешь, что ты не блядь, а другие? Это ты, блядь. О, это ты, блядь. Нет. Марк Бедуин, говорите. Блядью послушай надо меня. называть своими именами, чтобы люди знали, кто такие бляди. Такие, как вы. Бляди. Это страна на арабском, если что. Вот, Блядь, вот, это вот, страна. вот ты представляешь, вот по таким людям... Вот, Гимн. ребят, послушайте меня, 2 секунды, я сейчас просто ухожу уже. Хорошо. Вот послушайте, если бы этот придурок знал, как насаждался ислам его предкам, он бы так, как забирали, как приходили, они забирали красивых девчонок, мужчин. Я же среди арабов живу, я знаю, что они среди них очень много педофилов, больше, чем среди и педофилов, и этих, как его, ой, забыл, из головы вылетело. Вот. Инцестников, да, они, короче, им все равно, им когда говоришь, вот, что Аиша была там столько, они говорят, ну это в принципе нормально, может быть еще в то время девочки были постарше. Ну как может быть постарше, в 6 лет женился, в 9 лет как женщина с ней жил. Она сама говорила, что с куклами зашла к нему. Вот, и вы понимаете, это для них нормально. Как они же джизу платили, знаете, что такое джиза, да? Было 3 варианта, или смерть, принятие ислама, или платить джизу, вот, или постоянно жить в унижении. Вот. Они не имели права идти по одной дороге, где, если навстречу идет мусульманин, они должны были отойти в сторону. Если он не имел права судиться с мусульманином, если мусульманин какое-то судопроизводство, он изначально уже считался проигрышным. Дом не имел права строить выше, чем у мусульманина. Это была жизнь в постоянном унижении. И насаждался ислам Кавказу кровью, насилием и постоянным унижением, ребят. Понимаете? Если бы этот придурок бы знал бы, что это такое, как было, это просто со временем это забылось. Это забылось. И все. Они думают, что они были всю жизнь. Мы это мусульмане, и все, и что это нормально. Вот такие дела. Ребята, а вам только респект и уважуха. Я вот уважаю таких здравых людей. Мир вам. Все, спасибо. Спасибо большое. Да таким, если честно, но это был такой экспонат, с которым, если даже они узнают, им плевать. Алхамдулиллях, мы зато мусульмане наших предков, бабушек насиловали, но алхамдулиллях, по этой причине мы сейчас мусульмане, все, алхамдулиллях. Такие есть много очень. Бляди, сразу эту песню арабскую вспомнил, они где про страны поют. Это гимн Арабских Эмиратов, потом Саудовской Аравии.
Потом, ну, короче, много там стран с таким гимном. Валбалаевцы. В свое время Вендетта Валбалаев внес этот мем. Теперь надо Валбалаевцы. Не, в Албалае момент уловить тыками, да, из всех. Уже давно я это... Вот, свою хер, не, и война хвосту, и уловить ты на свою хер. Представь, и война хвосту, сахаji ищет, и хайна хубо, все эти целилы, что шпигун. Все на каждой, персканди на хуйлы, короче, и хуйл, кто не даны штат. Что хуй минут 40-50 тысяч даны что-то. Без остановки. Уил, что кварт лес. Ты, короче, специалист, надо дать должное. И представь, что начал лекции, гладируем, цюхай, момент, хакарев, да, что? كله بو ايوال بلاي Бокулы. Да, اه Берез хуинцу не дуаден, короче, после себя, что, диком ведь нахцоешь, само. Велик я жди стасватуш муати хида. Все это диктаториет и даваты уешта вел муи на Gewoon, maar Ista dat precies. nergens само, да, хинцы хош баудевать. Чего матутериш приход, да, где что это не за очку. Все равно приход приедет, он тебе аж. Абдулла хивери ван и кел аккаунтин, короче. Абдулла я ники нуавен. Тоф я ваймой. Шудели буф бой бяха глаза. Ta keldin de gesagt, da ja schon mal. Ich muss ob den total auch schon mal. Das Rебятки, хельмасели. آخر маршрут. Не маршрут. Диккези со наушники сюда. Разом. Parmert, dat is een gekke. Parmert, het Mohammed Parmert is gedaan. Hij zegt, ja, Limboos. Boekboos. Amel, Karina zo'n. Dachar idiotisch kennen. Jo, Nisa hier, dat is wat je eerst stil, dat is die haas hier tamballah, je let je aan, dat is het internet, wat hier zal dus. Bosso binnen heel nachtbo. Sociëteit kunnen geven. Ze nog zo boos, want oorlog zo halfleeds. Nou ja, het is geen uitsterie. Maar ze zo halderie, zeer aardig dat toasterie. Is dat zo kan skip krijgen. Je komt de mono zo dat zeg je het zo. Zo'n waar ik aan is doorsteekt. Zo'n waar ik aan onnacht dat maar onze been zo'n makkelijk beetje. En hij zegt dat het beter loopt. Je Mohammed bij wat delen ze maar. Zo dik weet zo. Zo heel gedoos, oostboos. Kan je het meer wols. Is weet zo. Maar zo gladwachtje is. Even een gladwacht binnen. Zet zo bad. Zo dat kada element gladwachtje in internet was. En wat ik gewoon aan hier zelfs hoor. No, element gladwachtje.
نيس تيش صار تيش الله إذا يا لي نقول يحكي تيش ما داس لقيق وديز فوق داس أكشاف تبونه تدو أتستح أسيب أوبل سوا سوون إن أو يشهم دو بيوهم بوت ودينا أتستح ويقام يحيى هون صدو تيال تيات فول صحيح شو ولق إسلو إيش نص أو شاينيس وإيد ريحتو بقوا شيء ريحتو إذا كان ريحت شلون مالجوت أنا شيء أنا الواحد إن نجا أحسن سوي أدينا جونس بيسكاو إتاج بعد الديش دينشر أد والواحد أما تلف وصل شغلاد هو بس عشان شوف الجير كان شغلاد يولي وصل بحب بيشتغل والواحد هيل شو عمل شغلاد يوصل ويل يوصل يحكي غير تلصق بعد الديش بحرمة الدنيا ما إسلام دنيا خاص ونش دقيق واش شو دينا لوش أو مايكان تو سيدا هذا إيش مايكان سو دين واحد شو لا بندت تعبارجو سيميني إنستيتوت ثم بعد الديش بوز اليوم شو زي بيتاجو شو ده لقيته بقول شو ده رئيس في الاشتراك حتى يقدر نيس وعيد سن إبراهيم هنيكر هو زعيم دوش تعب إيه سلطنته على في يتسون نلا صوبي خلي شيء أميلا يقاش بيحسب الله حربتين زبي كان الجنيس كده سيقية تمت تحكي هي هم بيدرس حربتين حربت حتى بقى كان توجو دون الدوش كون هو ما كان تو الدنيا نقي قي قادم الوها ودي هدوسه دي سيها تيك توك شو ويل شو ويل شو دي شو وولسو ديلا دي شو كلهم هذا دي يا بات يا الدنيا حما دوزه دي يا حولي دي شو وولسو وتسكيت انا وافي شو ويل شنا حاج حقولش اي داولش نوتشل ما دوي ويلر وديش دك ويدوش دك كنت وعدوش دك نوتشل دو حلوجه بيحكي كم كردو حون حق أميله لابو شلاح ودق وايد حق أميله شكا ما يبشتوي بيحكي ما دول يشتغل دال إيه عبيت تقول دال دي كان صوشة طول دال ماشي دو كله هاوني كان يشتم دو بحرمة تش لالو شلان دق وايد لالو شلاح نيجر عادي كيو فينديت شو عوضه هذيك تاني يا الله من حمده فينديت تعبوار جوها كانت تعجم سبب دي خلا انت نبريمير عدينا نحكي قام نحكي نتحرق ويلا صاخ الليش شوخ الليش سون شون سن بيلقل داقن هم تدوزن ويقوموا اشياءهم دي دين احلاتهم دي تشخينا از اتلتاتنا تهم لو تخيشل ويديش ويمسر محمد بيما ديل اسلام عشان قلت خزيت نوز فيت شو سبب دي شو تعرفش زنت يا رياليتيش عايز دويتو خزيت لا سوبل تعبنا سبب دي شو تروتشي وي قوموا اش بيحكوا بوك تشخينا يأتريتات هون دو هو اللي معنيش وقته شو تي وي هاز هون بيقول شاش بيوتو تشخينا أجر حلقة اش آل ديشتك خدو هون آل حاجل هينا هاي وي جويتن وال بايمر واحد شون از إخيل بحرمت أولش خزسون أما جروبة أولش ملا خز آل حوس ديشو تاقا حاستا تاع وقوة تجور قش واحد شي دين تحكي ليش توجه تشوح ولا خيتش ليش ورز تاخشو بيحكي در بحرمت تقول لك حد أحدين ضلا مش دويتش واتسو أحدين لا مش يوش ده تون ال شو سيخ بيحكي هم در بحرمت بدك إيش بيحكي شاين بيحكي بحكم بدك سيخ مالو الخز أبيسني تحوز حجل ويعيه دينا إيش توقبوش بايمر وي حويتنك إيزو شايش نجعسن توخ ستيشة أمت قرعة شو سوون например سو يقرعن شو لا ديش لوش وصل طبعا احتوان شبهت
أما سيدين دول شو نقاسن تخوح ستي شات خوح تيش ويش تاسو شو حاش شعبول دوشون عليه دقيقته حاجة ميلا خز قال شانا ادم حوصل دوشون اشتصون كيتم وي قامة او تمشكا او قيامة روشادك خلق خلدو психологически могуш дотуш дук нах бой ну даже сосей буш варт сундел могуш нах киетам нис болш сасаби беш кезигбо аш хазелчи киет хаусор бошон фудал эхто бол الواتساب بول واقيس انت عليك يقول اشتغل او شرجم خلا ده تري حقا دائما قلت ترى on حقوش بالشابه شهيد عقام هذا شو قنت آدم بوجون الله عطيازنك دينا نانا ديش وعشات عدو يشتو تاخ إيه يهم عمال ترجع تصدق يشسرونه تنيجاتيوني تا خلوا ما يتوه خل حداشو دولار بارما ديلا الشابه إيش تا دبي دو تا تيت دايان ولا عوجت تا Привыках до кадаса потихоньку дуак чадал до ло кадас цари умштуш сан. Иштамо элча ёне кадлой метуха ол шölч дика до сил реч. Позволению ка и почти хордина бадиешто. نيشتو انت например صحو حكيت سجماهو صحو حكيت ام بقنا بوي تان حلها بيحكي خلدو عليلوشتك هون الچ اوغر حل ابيچ دك نوخچلدو Otun tiwa yüz fa ayık amel masuzda ayık sansi qawso masuzba النخشلر وديز بارما تحدق واج أخجم سيخوال هم دالني حون بيحكي يدو يقدر بيحكي بقى قم كردو أدوان عجلت وقتها إيه النخشلر ديش واحد أولي حايق بيحكي بقى قم ديت أحسن دل لرلوش فيلا خزدي تحوصة ويقام قنخية ميدو ويقام بيرتاح خلدو داجة وي نيز بوت تشا وي تروان شوت شا وي موكشو شوت شا كيتشانا غدا حوس وي كيتش او مشكا داجة شواز نحوين خدينا داجة تان بوتشاكو غدين داكت وي تا غنا وسط لحت وات وي مسارة ودي تنادو اتي وجو واحد يشلق وي قام وجو واحد تان صو موليش دا وجو واحد يش تونديل خزدي تيش دقداش قيتا دوشون ويجي اديك يقول ليريس كيل ماش عيل واو يلا بسرعة شو واحد دايريس فيل هنا حاجة إبوها يازه شوقوي إيه حون ما سيتوس предупреждение на он هايت أخيت ال قيت комментарий от сердца хочу язя облокнуть я шум تعالوا يا هلا قوي ليتوك مدوق سوخت دارت عجيب فيدو نسوي أصلا بيوم جديد تطلعوا بعدين شو انك تملك شيل شدات короче تعالوا شاش والله сразу короче حليت الناس شو انت نيك кажется خيرسو يرزو زوالن شو دويو شماي روسوم شو دوي مايسون شو ديستلي شو تي اسون شو ديستلو شو عسن نوچ اوم هورا ديستليش هلچه شو هو شو عبيستل جارخ قارخ مثلا موازتر دي دو خاص ونوچ يجا مارشو تكريج تون ويرنا وقص تون وقص ماير وشتخر موازر يسوف نيروازر نيروازورا بوي مخ شوارت نوچ الي شوچ داس قورم هلاش اداخيت اداخيت دجول داس قوم هم دو اتساتو دوالو هلا يا اخي يقص ماير زار خيت دليت
Раз عاشوان غزوة شغلان ملورتون تسون دكتور روش ميحتلوش يا عشتغل روش Ногче барзял леккерон вилдета. Маршал Масяги. Марш вот, по-любому подписаны, если шо муджает. Чувак, короче. Так, вот этот вопрос, который мы пару дней подряд муссировали, он все еще в силе. Если здесь есть мусульмане России, вот заходите, будем выяснять, нам нужно выяснить, что дозволено Юпитеру, что не дозволено Быку, как, почему, что вообще происходит, почему в этом мире часть мусульман должна страдать, другая часть при лучших или более лучших условиях ведения джихадов там и так далее, или возможности ведения джихадов, или необходимости. Другая часть отсиживается и при всем при этом подстрекает другую часть мусульман, которая не нуждается в джихаде, вообще в то время как у них вообще более лучшие условия для практикования там своих религиозных ценностей, вообще полностью для того, чтобы жить спокойно, никому не мешать. Короче, вот такие вопросы, они в силе остаются еще. Так что мусульмане России, россияне, русские, подрусские, околорусские, Советский Союз, наконец. Вообще, Российская Федерация, россияне, мусульмане. Давайте, заходите, будем дискутировать, общаться. Сразу читайте вот это тему эфира, попытка номер 4. Взаимовыгодные как условия победы. Да. هذا شو الله أهل السنة والجماعات مؤامر كدافي بوي نقول تملو واتسا حاجة هو قايو قربوستا أوكرانيا طبعا بأشوشايو أفريقيا أوشا بوستا فيديو شرطة تبيستيلا نيشكيريسكي أحمد سيلي واغنري شيفرونش ياتانا أركتوا والشورقي حاجة طاق يا بوش Путин. Инстаграм что, хульцо видео шо, что на Африка, лио шукаса.
Bitti tajola karşıtı Afrika'ya beyaz arı borsa yer aletta aş ayır zıdrı bu tane oğul veriyoruz beyaz ravuş yap o sağ beyaz o kadar yok şükür. Putin için познай. Лёг приводим Раубек офназрен. Ну, короче, шташи. Yok metal da badek chutusu. Oka davigen oka jo bist du hamoi. Så du inte så jätte den noch ja. Tol der keliels bo. Самое интересное, да, пропусти, да ничего второго. Wagen is ja prydesats nog samela choksula fi ashu letta. Stronte roave kana res kuo mi reto. Wagen is ja daje nog samela. Че поема бош мирсан. Ел чуйчеё цейлош. Вот бусел шмаишу. Че штайл зитигиш шнох шун шугую мата. Лучше меглеш ба. Че байлаш беш дало махош. Я دوی قربا مک شون شنریش یا نوچ مات بچویلی شو کست اش اول شو تصدق مت کیاتی شو نوچ شنو عمت کیاتی شو پروستیتوت شو عاش بول نوچ بات اش نخی تریات سون هم ندوزن جود یا شو پروستیتوت شنو اد بوچ بول نوچ بوی شو شنو علیل وارد انجولیلی چش اش نخی تریات سون لیچنا شو دعيوزي تنشوت يا شو تجرجر ليلو شجيت تج بورشة يا تعين ولا ميل ولا شو دعيوزي تنشوت يا شو تيومت ليلو شيك تج يا تخنوش ميت يا Изолцар постоянно, что ногчучу, мудог, а иш муг агбу ногчучу. Шич ялу мегдикарн, бердалу мегдикарн, вещи зуд мосту и амнуш. Кто вам позволит это жить? Не слышал, это не значит, что этого нету. Это есть уже, полный рост идет. Простой, машалла, чо, аз матбуа, чо, хаз бусалп, это турси чо аболш, да именно матбуа, и джишк штуч. Схачичу, джишк штат штуч, эн бусалп матбука, а поема рахалауништ, постоянно. Да еще окуи шел чумши, халат элбош, хеча, передать мандила жербош, да? إيدي جيش كشتيج زينب تشدعي زي زينب منو حاجة والله أبايا ما رزوتا لون منو حاجة تا هور تا حزدون تا قردون
Твой бог бубуа, твой TikTok чуа бюч буа хай это болды. Я дяла бюч балари Олег юхит я хочу сделать это. А TikTok пока TikTok чуа хой хайдини гойчу. Твой бог бомат солчи как минимум Вильнюсе я дяла дис. Так это ахвек бог покар мет бос он да это на диза ама та хайчак доле. Цигада оштуй. А ох чуа хопитушица я шу просто TikTok чуа. Интернет чуа я. Аноним. Догина Осамбеш, Бижамел, Лобуан Осамбеш, Оптам и Розниц. Просто, шныр, алеяла сяхет, но... Так, الولاية يعوشون المجاهد. ولاية مجاهد السلام عليكم ورحمة الله. Приветствую всех. Приветствую. Хармат, вопрос к тебе. Я никогда тебя не лез, не пытался лезть в твоих разговорах, в стримах. Какого черта ты мне недавно позволил себе наговорить в мою сторону нехорошие слова? И... Ну, вспомни, где я был прям пару дней назад. Какие слова я сказал? Ну, вспомни. Я только что узнал, что ты Армат, но тот Армат, но у тебя голос другой здесь. Ну, ты сидишь там в стриме под другой голосом. Окей. Но, однако, я никогда тебе не лез в твой стрим. Никакие сообщения против тебя я не имел. С какого черта ты себе позволил просто недавно какой-то разговор? Я понял, что ты не лез. Что я сказал, спрашиваю тебя. Я не помню. Тогда... Короче, тут наши полномочия, все. Что, столько ты сможешь ответить? Или нельзя? Эй, Так я вообще в твою сторону никакие плохие слова не говорил. На что мне ответить? Ты сам не знаешь, что говоришь. Потому что недавно был, как у кого-то я сидел, какой-то там разговор был. Какие-то вопросы, там мусульмане, где живешь, ты живешь, ты там начал, да, уже понятно его позиция, там, что там. Ну, ты говоришь мне, что я говорил плохие слова в твою сторону. Какие плохие слова? Ну, неуважительные, оскорбительные такие, знаешь. Какие неуважительные слова? Я не делал акцент на твои вот прям вопросы, которые... Ну, тогда вот тебе надо было делать акцент, и ты не заблуждался в этом. Просто контролируй свой разговор и поведение, знаешь. Я не какой-то новый аккаунт зашел. Пожалуйста, Вася, пожалуйста, иди отдыхай. Когда память свою нормально восстановишь и будешь запоминать, что говорят люди, будешь спрашивать. Сам не помню, говорит, плохие слова ты говорил. Вообще никакие плохие слова тебе не говорил. Я сказал, что ты, возможно, я так и не понял твою акиду. Возможно, ты шиит. Потому что в шиизме вот позволено так ее делать. То есть после вашего разговора я сказал на разговор свое мнение. То есть итог, вывод, который я лично сугубо сделал. Какую твою сторону нелестные, плохие, вообще ничего не говорил про тебя. Сказал, что из твоих ответов мне показалось, что ты шиит. Армат, Хажан, давай вот эту тему поднимем. Все равно как бы тут такая пауза. Такие. Вот это такие, она у шиитов дозволена? Она и у суннита дозволена.
Нет, официально, я имею в виду, официально она у шиитов дозволена, так? Не могу сказать, точно не знаю. Скорее всего, это наше очередное заблуждение, потому что, опять же, официально так и в суннизме дозволено. Официально. Прям в Коране есть аят. Если вы испытываете страх, то можете скрывать свою веру. Прям в Коране есть. А вот этот аят про то, что Аллах лучший из хитрецов. Это есть такое тоже. Как он звучал? Они хитрили, и Аллах хитрил. Да, они хитрили, и Аллах хитрил, воистину Аллах наилучший из хитрецов. Короче, у нас получается, что в суннизме официально можно врать, делать такие ради успеха распространения Да. ислама, да. Но при всем при этом они говорят, что нет, мы вообще не такие, вы что, это все шииты. То есть вот так это, да, работает? Это же национальный спорт у суннитов. Не помнишь вот этот Lone Wolf, когда я про Халида бин Валида зачитывал, сразу сказал, это шиитский. Короче, он даже не знает, что это я цитирую из его суннитских книг, но он видит что-то, короче, вот непрестижное для их идеологии. Сразу на шиитов, короче. Это шиитов. Это национальный спорт такой суннитский, это все на шиитов сваливает. На них они сваливают вот этот временный брак, насмехаются на них, над ними. Но подождите, идиоты, у вас в суннизме он тоже был 19 лет. Потом запретил, окей. Но если это такое временный брак, это такое позорное дело, ваш пророк им 19 лет занимался и позволял своим сподвижникам этим заниматься. В суннизме. По суннизму. Хажа хо цажим моқвеч сунлички чу цам точк ба эти цае танжим наси адир да. Главное, что я Аллах. شو زمان خوشی است زمان شما که از چه خوشون زایی هم شما هستن رو کنید چنا چه تست کلبوسی اساسی کش وکشه زرین جلود کشی نه بیش تکیش ما تول دیکنی رو کنه Ну, Иралтан, it's beb, mayonnaise, was помощи есть такие. Чего so хлебные, это что? Креветочка, не so? Чесночный масло, чего он Мисс Фиера, давай, иди. Хайр, батон, эти. Давай. Я могу, Здесь галдеем, сан восьмой, Оксфорд. 200 грамм, видишь, 200 грамм, да, нет, Дина, садил я вам дать око, чукаш. Цинк, дом чистый. Свежие киги креветки. Не до анер голе все. Это киги креветки. Вот и куно харшфую. Это
Doqsak Europæen hočtu to je bavarskine. A ten zan da san şimdi ne amdak o. Mujja shukuli. Mo Afghanistan العبوتيش. Talos bak. İran'ı damsa bakın teş. Так, мусульмане России. Саляму алейкум ва рахматуллахи та'аля. Давайте, заходите. Сделай, сестра, сделай телевизор погромче, начнем. İbrahim, алкоголики, тунеядцы, песчаный карьер баха. Муэр, чё, вы с кавказская пленница, чё? Оторвать, конечно. Сделай телевизор погромче. Завод, айсводен, чё. Logo şu lelo kay. Ba lelo. Uzo pacha khwali, uzo pacha khwali. Ahmet şahs. Uzo pacha khwali, uzo na uzo. Так, куда делся пацифист? Пацифист, саляму алейкум. Где вы? Я вас не вижу. Вы как-то по-английски ушли. Я даже не понял. Давайте, возвращайтесь. У вас очень интересные вопросы. Некоторые риторические. Ибраим, насчет вот этой статьи Шуэпа, который написал, а может ему текст написали и дали сказать вот так напиши, потому что сам он там своими мозгами мог бы он там написать так, без подачи вот наших. Не, это переписка просто в Фейсбуке. Там они в Фейсбуке переписываются. Сулим Муджин Таязеш, мы с украинцами, типа, ментально мы похожи туда-сюда. Ухо, да вы что, никогда, вы похожи на арабов ментально. То есть Сулим ему написал, мы с украинцами похожи ментально,
Тогда как с арабами у нас нет ничего общего. А Шулейпа ему пишет, наоборот, говорит. Ты что это? Это же типа братья-мусульмане. У вас не то, что вы ментально одинаковые, у вас даже в государстве название вам нужно поменять на Арабская Республика Ичкерия. И вот там действительно такое непонятненькое охренение происходит. Он это делает, как троллит их конкретно. Вроде тот ему должен был понять, да, что у него троллит, тоже аудулся, что конкретно образованный сагу. Любой райской на хвост что гомогенность, любой комментарий. В ступор вести. Короче, я какую-то сиру мубахаля читаю, под нее засыпаю бог. Ну, он подсел, конечно, на религиозно. Но тот, когда это пишет, он воспринимает это, наоборот, как комплимент. И тот это говорит, вот как я понимаю, как в качестве комплимента. Он явно говорит, короче, что Чеченская Республика Ичкерия, Чеченская и Ичкерия, это дублируется. Вы неправильно дали название своему государству. Вам нужно было дать название Арабская Республика Ичкерия. И что он на следующем пленуме ЦК КПСС каких-то старейшин там выдвинет, короче, этот вопрос на повестку дня и призовет старейшин исправить эту ошибку и вместо Чеченская Республика Ичкерия, чтобы чеченцы 2,5 старика, короче, поменяли название государства с Чеченской Республики Ичкерия на Арабскую Республику. Ну, я, в принципе, согласен, да, с такой формулировкой. Вот эти все будулаки, они должны себе какую-то арабскую Ичкерию провозглашать, как у них вон в Низаме 2002, там она же уже прописана, исламское государство. В этом я согласен, только не менять Арабская Республика Ичкерия, просто оставить Ичкерию в покое, вот где она есть. Оставили, вот как это, Докка Умаров, да? Оставил чеченское государство в покое, сказал, все, я больше не участвую в этом тагуте, я иду строить, короче, другие какие-то государственные, политические образования. И все, уходит в Эмираты, короче, в вилаяты и так далее, еще дальше. Так и эти оставили Чеченскую Республику, взяли черный флаг в руки и на все 4 стороны. Вон в Украине Арабскую Республику Ичкерия пускай создают. Если им дадут, конечно, украинцы. Я не знаю, еще вон ищут на просторах, пустыню куда-то, вон, огромные территории, там, вот, Египта. Карабахи. Да, Карамахинова, Чабан-Махинова у украинцев можно выпить тоже. Арабская Республика. Ичкерия тоже как-то, это, часть территории, как это, вот пацифист здесь сошел, говорил, что это только часть территории была. Да, тогда откажитесь тоже от этого. Не надо, не часть территории. Вообще, с чеченцами исламское государство не должно быть связано. Это, они что, националисты там, что ли? Друзья, это попахивает национализмом. Берем и прям называем, короче, исламское государство Карабмахетия, Чабан-Махетия.
И все, к Чеченской республике Ичкерия, туда не лезем. Оставляем ее в покое. Это свое государство чеченское со своей конституцией, временно оккупированное. А вы уходите в свои Арабские Эмираты. Полностью. Ну, без нас, без вот, чеченцев, без нашей вот этой борьбы политической, нашей национально-освободительной, вот это оставьте, это зачем вы туда лезете? Это никаким боком, не то, что в 92 году было провозглашено, в 90-м году, то есть потом в 92-м принята Конституция, в 91-м как государство уже организовались. Вот то, что чеченский народ с этих пор ведет борьбу, и то, что вот эти сейчас кустарные, в кустах где-то встречаются, и на ходу конституции меняют, всякие названия меняют. Вот эти деятели оставляют в покое чеченское национальное. Им не нужно абсолютно, исламу не нужно на куфаре, на тагуте вообще паразитировать на нем, скажем так, от него отталкиваться. Руки подняли и сдались, все, пошел ты нафиг, чеченский народ, ваша Ичкерия, ваша, короче, национальная, вот это все. Нам это не надо. Чеченскость это, да? Чеченская. Да, нам 100%, нам нужен все, что довольство Аллаха, все. Мы вот да, мы не будем вообще не использовать никакого куфарских каких-то вещей для установления слова Аллаха там. Начинает это с куфара, как вот навязывают, арабы навязывают, английский язык не как бы три версии халифата у них. Одна версия это Джамбулата Сулейманова, если нас типа косить под Ичкерию, будут закидывать нам хатабов, и устанавливать слово Аллаха, оставить и конституцию не трогать, ничего. Это как бы для кафиров показывать, а на самом деле строить ислам. Другая версия, это версия Тузика, который Абдурахманова, Шмакова, в которой он свою концепцию отстаивает таким образом. То есть он говорит, вся вот эта чеченская борьба, она как бы, мы ее забираем себе, мы вот исламисты, ваххабиты, и потом на ней, на фундаменте этого строим свое исламское государство. Вот поэтапно вот так идем. Сначала было кафирское, потом национальное, туда-сюда, и потом мы приходим к исламскому государству. Руки на намазах поднимают. И третья версия, концепция, это ислам белокиевская, ну, все могут, вот ты можешь. Палестинец или чечен наполовину, что-то, короче. Ну, сам он по своему Я уверен, что что добавить или что-то почти миллионам жизни. Да, он борется за Палестину, и вот палестинец. И этот Белокиев, он говорит, что нет, ни это ничего не нужно. Ни кафирам, короче, подсовывать, ни конституции, ничего. А с самого начала нам вот это все выкинуть надо. И сказать, как есть. То есть, как это угодно Аллаху, вот так вот и устанавливать исламское государство. Никакие конституции не нужны, никакие там, короче, чтобы за ними прятаться. А как Аллах предписал, вот так и надо его устанавливать. Сразу же в открытую, как есть, чисто, прозрачно. И вот его позиция, она мне более симпатизировала. Потому что те две позиции Сулейманова и Шмакова, Абдурахманова, Тумсо, эти две позиции, они как бы посягают на чеченскую историю, на чеченскую государственность и пытаются на ней паразитировать. То есть они вот там на трагедии чеченского народа хотят паразитировать. Сулейманов хочет всем и сейчас говорить, что у нас государство, там конституция, мы светские, туда-сюда.
но при всем при этом Точно так устанавливать же слово Ахлю Сунна Аллаха. валь Джамаа точно А Тузик Абдурахманов хочет нормально. взять всю славу, всю трагедию, всю вот эту вот, весь путь чеченского народа, его взять себе, как бы в исламское государство, и уже от него, отталкиваясь, идти к полному исламскому государству. И у них обе вот эти позиции, они очень вредны для чеченцев, очень пагубны. А вот то, что Белокеев ислам предлагал, это самое честное, хотя я его не приветствую, но его позиция, она достойна уважения была, когда он ее озвучил. Потому что ни за кем не прятаться, ни на трагедии чеченцев не паразитировать, ни с кафирами там по-куфарски какие-то эти делать, не говорить там, не косить под Ойля, говорить там мы демократы, мы туда-сюда, а напрямую сразу здесь и сейчас провозглашать исламское государство. Вот его позиция, я ее поддерживал до тех пор, пока он не скатился до уровня куфара и не стал с Ахмедом Закаевым заодно говорить, что мы демократы, надо кафирам говорить, что мы демократы. Он же сам озвучивал позицию Закаева, вы же слышали, он и дагестанец Сетлинский. Они говорили, что закаевцы, они все за исламское государство, за ИГИЛ, но им приходится перед кафирами говорить, что они демократы там, и так далее, а на самом деле они все строят игиловское исламское государство. Это цитата вот этих вот Белокиева и Сосетлинского. И вот на это он сам в итоге скатился. На такую, на джамбулатовскую концепцию. На джамбулатово-тумсоевскую, абдурахмановскую. Хотя начинал красиво. То есть его вот эта позиция, она была более для всех удобная. И для исламистов. Вот мы им дали бы сами даже заказали, сшили бы черные флаги, дали бы им флаги в руки и вот туда вдоль по Питерской, по Тверской вот так вот направили бы за русским пароходом во все стороны со своими черными флагами. Но они видишь, он все-таки у них вот это вот мукдех ксандина 500 раз уэлхиит слох считаю. Вот, и поэтому раз на ходу у него поменялась вот эта концепция, он перекинулся опять паразитировать на трагедии чеченцев. Ладно, паразит, вчера я дало, нашу мудрых кисан. Петушин, угрош, я сказал, ты, что я речь не чаю пор. Петушицам дидер, Roman paydan ja, Zustand. Ja, podkarjagújon, her szüli, her teter, her bidagyóhom, sért. Hokargi, ami ustógy, dalócsan, ásuk, áhbelőn. Mers pacsálsá, és hóni, szóni, hok, csújen, pitusice, de csók, enti bors. Sipász, tász borgan. Mi cséri, igyegyét. Itt a jó,
Тузик, Шмаков, Тузик тоже, Абдурахманов, Тузиков, Шмаков тоже, помнишь, говорил? هم نشدت شون خوزا كافرشن خسخيتك اير دري خوزا اير دري то есть у нас Для мира одно, для мира да, у нас такого нету. Для мира, говорит, для кафиров одно, а потом как бы в сердце держать другое. Мы говорим вот как есть, что мы хотим, там, шариатское, исламское государство. Тузик, который этот говорит, сел и говорит, что он феминист. Полностью поддерживает, короче, демократические ценности. Блин. Роберт Де Ниро стал. Да, он-то, понятно, это шпигун 10 лет, который мозги здесь компасировал. Не, когда он просто это говорит, вот это барантабля, которая слушает его годами, что у них там в черепушке происходит, вот это я не могу просто уловить. Салам алейкум. Варахматуллахи вабаракату. Я Батл Шишани, товарищ мусульмане. Маршал души. Молчи. Маршал Абукри. Делда Ибрahim, сисер сота. Гал мелда чуман тенис лосо. Это. Короче, хастатал, ладуир кое. Израильский салки, специально обученный собак, что насилуют бег нахуй. Ладуир кое, договор. Да Йоксон, сисер эфир, это Гелбог, Виткиченсине, Кутаеви. 25 минут 54 секунд. А saya, конечно, еще затешу, ладу, вот что, прямой эфир даешь. Кутаеви, что, жалдук? Представь? Уже, короче. Ты что, суба? Ты что, суба? Пуделем, да? Пудок жалду, az seni, delda, motor, rasta, davizine, al, liečtuizam, da, это, да. И дасаца, это, смотрите, сатица, что, жалду, az sen док жалдар, стана, чисто solution, сейчас сатиешен, сисер, гелешен, transition, 25 минут, 54 секунды, мацо. Ладу, йо-йо, леч, что, жалду, очень. Окоен, шариат, чекуа, это, око, жалая, жалая, далее. Örünçe, yani spolguka ya, šnilškan tukar, демократ. Все галстуки это я шел ход мой. Да. Просто оля. Любой, даже от Содвич, так от израильские солдаты это делают. Даже что хочешь он чтер, даже жалится и штучвала солдат, просто чтобы их здесь в пасе. И специально обученные собаки, мабарцу, Ибрahim, сундали, я хочу, жала дух, жали азду, жали. Чтобы их утвердить здесь в пасе, да, кафирам, чтобы внедрить их в кафирское пасе, вот эти ходорковские, там, дебнюки, они его даже могут спокойно, короче, с этой собакой вот так вот. Да. Как будто бы случайно там камера включилась, да, и вот эту вот картинку показать. Представь, жалдук чуавойчен, да. Айда да лабо. И жали боше, больше волден, я специально обученные собаки был. И аз жали, аз дух, жали, аз ду. Да, мы тут реакции, он то, да. Я или не синчте, да, сын. Что, дух бой контакт. Ишь мукор. Что имеешь, ишь бушон кенти, да. Короче, до того, что شاید دین دیو چو اجال مهول متوسط لیکی که اونها ایتون دیگر Geçiyor televizyon, açmayır her şey var. Ne görüyorum, leste var. Nasıl yaptı? Ставлю уже, муджач, ба, nasıl bu? Çok havalı. İş polisi, dinle.
يعني إسبانيا بوغ ما مش شين هو مواد ابراهيم هنا بوتونا يا ايش تليجرام شغال وجا تخواتو يس نيش على ايش بيتشك تخواتو ايش شو كاتشا شو سبيشال بوش نسباكيات إذا كاتشا شو تخواتو ايش هو it's supposed to take this بدأت صار ساعة ما يمدوا يدوسوا بتوع يعني بقى شو اشتردوا ده مودو دو سندل شيء опыт личный опыт يقدر يدوش في الوقت يا كذا سو إيش ده بيش ده كان ده صار ده متامش إنهم نعم تقوى يا تشتك داتش شين يا كان وردري شاشوا جو شين يو درست ناخذ وتمشي نتابع الفيديو خليش نوصل نعم تحش دوتشتك شين يحوز عدو ده باش دابويش ما بعت نعم زعلت ده ساعة عم خوب دنا تتسيش دابويش ده باش ليش ما جو رياكسيو هاي الرسول على يلدي هوني اثنين Huiz, Букирил, это только что чуян. Huiz, келу модуй. Ой, нақош буйр, типтей мишави. Кута вши, может буйш? كيف الإيفيريو ده يوش لا تصدقيه شنو عايز حلو كنت شو عجال دوق представь Ничего себе. Иуду. европеец демократ представь себе прогулка Аежом, да, это Букирил? Аежал, да? Аж до дата гуш да я лечите короче гуш верит что это на ролике прямой эфир он вещи сейчас И, наверное, для охраны, Букирил, наверное, для охраны там скота, уяра, курятника, это бандл. Жалибо, что اشتردوا израильский салты специальные обученные собаки, что насилуют палестинч бубо там стал. Бич мои цели то так, я хокерал, там буквы, надо было. Жалибо, что фантазии حلت خلقت оказывается, да, это его фукса. Доққымды, Абу Кирилл, и бусал дин мял дүйчбеш полностью ча мял долунду и жалдала, қиумдала там полностью сейчас запрещенный мял долум лил дэш букуш. عوض إيديولوجيا بويسة الشاب برشي أزيو باو بطريقة داش دوسي دائما يبال شو بين يبال ليلوس بالمحبوي يشتغل عليه يشتغل شيء بيتيو شيء سوري شيء شو آخو شيء ذكرنا الدنيا خالية أسبوع هنا صار يشتغل على ليلو صار يلعب بالو Аллах мне судья Бож, да, Абу Кирилл? Мел дайал мел ласа диня судья Аллах Бож, صح؟ مل أحد دوخان يا أبو كريم. يخبر دوش حلوك عليه لو يشوفه. وتشرر تواجه ينتقن تنبولي. أختيشن لبوم برشة داش دوك وتشوا واحد عيل كان أهو داش بلادات. بوصل بوات الجماعة
إذا أجعل بطل هلو разрешение لو فترة عنوش любойهم هذا. الله 11 короче поверх ногтя. الله 11 на встречу в ногтя. полностью дам да Машалlah, блядь. تعبيروا لك نفسهم بطل بقينا مو واحد فينا. يا فلاش اشتغل غايد وفي وقتك كفاية اليوم. يدايت إن هم بنا بنا حاس بنا أم شادقي يوس من يقول يو هاول يو راسه حدق يسون ديلا هين بوتو غلوي كرسون يو خاخين عشان تو راس عبادو راس حودا أنو Кирилл, из Гено Суна, из Сейд Малвара, Хосен Хажвон из ألبا ديلا بابا هل راس بوتو دقو يسون تو خاخين عشان بوتو غلوي كوريت ساعة Сун Масу Шу, да где нас сразу. Аз буто представляю тёдо Джамбулатову нохчиш молочное братство Ючхена. Просто буто ты не себя представлять, что ты логи алети. عندنا أيودي عندنا خير دون وزي لا مو دوز ديسا سيري خبر طبعا صعب Молочно, брат, но и ром, что ты хочешь, а не слака, мы вот. Но дня на алха молочно, брат, мой вес. И дog. بخيوز وقيت ديس موديلي بخيوز Братья Шмаковы Церцхилдол Амела и Дик проанализировать Сидинейл Хецунлой. Насчет Конституции Дитсандол Амел. Ну, это бутоец Хилдол Амел, да? Тигамаю конкретно даешь дискредитация чеченского народа. يدي تسد حديث مدوق متاعو اتساعو تنبولي صورة 3 градус его يخطر Закон сходу иштахичу қият. Положение юқсик ахадит. صحيح وجهه Un tā un 35, jo. Sutra sadalus där. Man halbärsen du har lärt där delsen. Säg что مخبوط вообще это همشين تاتو تصدقوا وال هردو ارا ميمو А что ногти? А что? Ну, Кирилл, вентилятор был, мохи был. вентилятор هو موتور فارما توكسو да кондиционер он залили да Парма дагиони вентилятор рего келайоли вентилятор. С потолка висеть ящик. люстр синий гис Ага. Дагиоды. и жалчу аду что ламаз да нагимат да Malik amzado huzme. Hola не знал. Отбой, мабай, хайла командчик. Это план. Strasburg'a представь, осень, делка, жалко был кидок, шуринар, да, сахили, делда.
Буту, представляешь, да, секретарь? Assalamu alaikum, but Oshishani, so. Прямой эфир, да? Вы, Okaram šeš dvau, kai to kuš sakira, kuš liels bubos, amils do. Ba bol na zendel. Буду табел, кета, бед могу, да? Яла би отвечь, да? Я чекубо жду, что он полный стират добилось. Мы думали, жалко это. Полный демократ такая. Европа, Галил, Франция, тем более Галил, так вообще, короче. Та бездомный, та без, а я шанколос моя, да? Еще должен учитывать, что казахская спецслужба, какая слабость сейчас, доктор душом. Мусульмане, бог, да, скажем, Аллах, знал, вам надо. Глубоко верующие. Глубоко за что тишит элхер, глубоко. Я вообще, да, глубоко верю. В 90-е годы Астрахань, московский комсомольцы, МГУ, я канал, короче, журналиства из трибуны Халач, бисмиллахи рахмани рахим, лавул, камел, представляю, товарищи. Цуга насон, иншалла, сей дар я цайзах сон. Дел да цайзах. Bitte, это уж так, товарищи, думаю, это. Поработай, поработай. Двойной агент. Мубар. Мубар. Не нужно задавать мне, не нужно задавать Хасану Халиту какие-то религиозные вопросы. Мы не будем спорить с этими еретиками. Для этого у нас есть по долгу службы же, Балбер, было, базовать. По долгу службы, обязаны, по долгу службы обязаны, да. А вы что там, чу арава, хвахта, бусу бинчу. Вот, да где не речи, чу, вах, арава. И рычаги вахага, полностью рычаги шатага. Hinski Taunso, Hara Tumso, El Saudhu, Ююха по религиозным делам Вахаб Уктун, Абдул Вахаб Укта, Халита Масти, Тахирук, Диня Хакавик, Вахти, По религиозным вопросам, по религиозным вопросам. Тахируксон, Ши Вашвалаха, 100%. Ваш конвенчер милла эра чуокш. Його чуакарыч хайыл куот мажа, ис кроя, So din Deutsch wat so din Deutsch wat schon heute rechter schma die bar so уже же рабочий был что ладу шашко иш как же они надо даться долго хая это команд что до диства рапушный решил отъел шашил ча Серьезно, Абдуллах, я все ответил. Да он сюда сразу. Да, Ватсон, ба, шей герой Ватсон. Хая номза, я даю везер. Учитель чего-то света, да? Сразу, не думая. Все 3 минуты, ну ладно, я учитель тоже год. Manas, bauts ezera. Ois čuļaus.
ناخذ شو عوري واترون اشتناوس برو Bravo, bislang nawas din. Nanyo nawas da, mananyo nawas. Nawas jo kari на крыло, да, хотел бы быть наwas. Ходи, а совар лично был, да, соса наwas ты был. Сделал, это на листе, yo hauzо есть мы. قاصد غزت سوغا حقمي المدونج تحول عن خليت كوي سوبو سولان مغلت زولان كوش موات يا دين قمي المدي حول عن خليت كوي دواي سوبو سولان خليت شوبو تيدو ايوينش Приветствую всех. Добрый день. Добрый. Как жизнь? О, кафир. Я мунафик, я не кафир. А в чем разница мунафика и кафира? Они оба кафиры. Просто мунафик это, скажем так, ну, например, все мы люди, да, но среди нас есть там африканцы, среди нас есть армяне, среди нас есть чеченцы, евреи и так далее. А так мы все люди. Вот кафиры это все неверные, но у них есть разновидности: мунафик, зиндик, там, я не знаю, Яхуд, Насар и так далее. Мунафик это ж по идее как бы там ошибается в чем-то в исламе, как бы, ну он там немножко еретик, да, как скажем, нет, по идее, типа как ошибочно как-то верит или там нарушает какие-то эти. Мунафик, в моем понимании, сегодня одно говорит, завтра другое говорит. Тебе одно обещает, но не делает. Говорит свое слово, не держит свое слово. Два лица имеет. Я так понимаю, мунафик. Там столько вот этих. Лицемер. Да, в исламе столько всяких вот этих моментов. Там миллион всяких, не знаю, всего. На самом деле, вроде бы, как бы она само по себе же мусульманская, это, как сказать, ну вот говорят, что они там малообразованные, типа еще что-то. А на деле, реально так, если вот по религии взять, она сложнее, каждая мелочь там играет роль какую-то, как там помыть руки, не знаю, как встать с какой ноги, там, целый этот, воду как пить, стоя нельзя, там надо сидя. Во всех сферах там как-то свои есть моменты. Что есть там, это хищное животное, то не знаю, там еще что-то. Где наши яхуды, друзья? Что-то никого нет, скучно немножко, не? Мое уважение к этим яхудам, одно из уважений к ним. Они дружные, организованные и друг за друга стоят. Согласен, да, у них спайкоси, поэтому они, да, у них идея, вот если бы мы армяне, вот тоже вот так вот было бы у нас тоже так же, как их там 15 миллионов около того, но они везде вот друг друга все равно свое этот продвигают, как один целый, ну, все вместе как одно целое. А у нас, например, тот же армянин
куда-то приедет, он начинает за этот народ делать больше, чем кому-либо. Ну вот, там, например, он в Чечне живет, он будет вот чисто от души, как чеченец для чеченцев стараться. Приедет там в Москву, как Лавров будет служить России матушке, да. Куда приедет, начинает для них как этот. Ну, большинство такой есть характер. А они нет. Они где живут, свою начинают это делать. Все равно придерживаться именно своего. Но это, с одной стороны, хорошо. Для них это хорошо. А в другом государстве, где они живут, их где много бывает, там они начинают свои интересы толкать. И вот эта страна, то же самое вот с Германией немножко было, когда они там слишком много имели вес, это как-то вот художник начал злиться, что они там, как он считает, что они там все делают. И, ну, рушат систему, как они считали. Он считал немецкую, да, такую национальную. Такие дела. Кстати, Прометей, я хотел тебе сказать. Мартин, извини меня, просто мне вопрос я слушал. Ты действительно считаешь, что Лавров служит России? Я не пойму. Или ты просто прикалываешься? Нет, я вообще говорю, у нас именно вот есть такой момент, например, где живем, вот на этот народ созидаем, допустим. Все равно мы знаем, ну, они там воруют российский народ, России бичи, и Лавров ворует весь российский, у народа все деньги. Он для российского народа служит? Я не пойму. Ну, народа, ну, стране, я имею в виду, все равно работает. Какой стране? Какой стране? Он для себя работает. Вы что? У него дочка гражданка Америки, примерно, он работает как Россия. Да, так, брат. Я просто пример привел. Это он неправильный просто пример, я поэтому Мартин. Может быть, брат, я не... Неудачный пример, скорее всего. Я имел в виду, ну, примерно посыл другой, что вот где есть, короче, люди, которые вот... Да, простой армянин есть, простой армянин, который без ничего, без задних мыслей приехал, он будет, я с тобой согласен, он будет вкалывать, он будет добропорядочный, честный, понимаешь? А вот эти люди, для которые... этой стороны, да. Где вот он живет, да, Лавровы, вот эти, они и армянина кинут, и русского кинут, и любого, кто им попадется. У них жизнь такая, понимаешь? Кидать людей. Да, брат, давай политиков не будем. По трупам пройдут. Я хотел формату сказать одну вещь. Брат, через этот телефоны есть такие, через эти Xiaomi или какие-то голоса можно и в гостевом это делать, ну, вот это грубее, то, что менять. Есть такая, на разных телефонах можно менять тоже. Гостевых именно. Там есть функция такая на них. На айфонах нету. Только на Xiaomi я видел такую функцию. Кстати, один тоже есть. Парень, христианин, чеченец. У него тоже, он вот так вот, наверное, через этот Xiaomi поменял голос. Брат, я просто здесь живу, не хочу вот этих политиков. Понятно, Мартин, понятно. Да, брат, поэтому это просто... Понятно, Ничего, все хорошо. Я в этом так коротко просто имел в виду, что где живут немножко этой стране, именно как своей начинают. Вот этот момент. А у евреев вот это хорошее качество. Они вот где бы ни жили, они знают, что они
евреи. Ну, это иудаизм, я считаю, это их религия делает это. Сама по себе христианская религия, она такая более распыляешься вот для людей, там что-то более альтруистического, такая идея другая. А вот в иудаизме именно он строго свое, как бы. Именно нацеленность на свое. И у них еще религия связана с национальностью. Не разделяют они ее. Я что, если иудей, значит еврей. Если не иудей, значит не еврей. Они вот так вот. Из-за религии, да. В большинстве, я считаю. У евреев оказались все-таки предки не дураки. То есть они оставили правильную концепцию, помимо того, что просто там родили, короче, понарожали детей, они им еще оставили очень хороший закон, очень правильную концепцию, которая будет постоянно путеводителем для этого народа и будет их, короче, помогать им. У них, брат, почти 200 миллионов, 200 миллиардов доход, бюджет страны, 200 миллиардов долларов. У Калифорнии, просто штата Калифорния, это почти 270 с чем-то миллиардов. У них почти, немножко, там на 70, на 80 миллиардов меньше. Но Калифорния это огромный штат, американский. Не очень богатая страна, по большому счету. Да, и вот концепция единства народа, концепция, когда ты как бы полезен своим близким, своей семье, отдаешься там, другим не мешаешь, делаешь свое дело. И вот эта вот ненависть, она у других появляется. А у нас ни хрена нету, ни наши дебильные предки нам ничего не оставили. Никто ничего не это самое. Мы не сумели, короче. А вот они сумели. Давай вот эти их вот так вот. Они вот такие, они это, они то. Ты тоже можешь быть таким. Ты тоже можешь своему народу пользу делать, не мешать людям и себе полезным, хотя бы никому вредным не быть можешь, как минимум. Но этого не происходит, то есть вместо того, чтобы самим улучшаться там, вот как, например, Мухосранский, да, вот. Мухосранск и не себе, и не людям. Если кто-то там нормально живет, что-то такое, все, это для них болезнь. Уже они не могут, вот если люди сумели, да, они не сумели, а люди сумели, все, им будет плохо. Пока не они сравняются с теми, кто может, а пока те, кто может что-то сделать, не сравняются с ними. То есть не превратятся в Мухосранск. Вот поэтому для них весь мир должен превратиться в Мухосранск. Тогда им будет хорошо. Что у всех плохо. Я вот даже за новостями наблюдаю, да, когда смотрел раньше там. Я вот здесь в Австрии живу, блин, русские показывают, короче, у нас там наводнение, там туда-сюда, паводки, туда-сюда, после этого весенние вот эти все. Короче, вот это затопило, это затопило. В Европе тоже, короче, вся под водой. Там Бельгия, Австрия. Так, сейчас, один момент. Тут, блин, маленькая машинка орет, как будто бы целый БелАЗ. Короче, показывают Австрию. Я, блин, в Австрии живу. Где мы под водой, блин? Через окно смотрю, пытаюсь понять, где это, блин, Австрия. Нормально здесь, ничего. Под воду никто не попал.
Он где-то там в высокогорных каких-то этих, маленькую какую-то населенный пункт какой-то возьмут, да, там, чтобы вода вышла за берега свои, там река какая-то. Вообще редкий какой-то случай, и это сразу в тот же день там раз порешили, 1-2 дня и все. Все на свои круга вернулось, короче. Вот тут такие случаи, когда были, да, там. И то вообще редко это, да, там оплошность каких-то этих. Они это показывают, сравнивают со своими целыми, регионами, да, которые под водой там хрюшки, короче, кошки, собаки, слоны, в одной лодке, короче, пытаются там выгребсти, короче, из вот этого какой-то это, я не знаю, там никакой ни помощи, никаких, ни служб, никакого, я не знаю, там, чтобы вот такие ситуации предотвращать, да, там, чрезвычайных положений какой-то организации, вообще полный отстойник, но вот чтобы им хорошо было, а видите, вон в Австрии тоже наводнение, а вон Европа вся под водой, короче, все, вот всем им плохо, и все, они такие, нормально, короче, вот эти лодки, которые там с хрюшками, слонами, собаками, короче, с крысами, короче, откуда-то выплывают, им показали, да, вот эту картинку, видите, Европа тоже под водой полностью ушла, Австрия, там, Бельгия, еще что-то там, Франция. И все, ну тогда все нормально, давайте, гребем дальше, короче. Вот такая, я не знаю, Австрия, брат, Австрия, да, вот самый высокий менталитет, уровень. Понимаешь, вот такой менталитет. В Австрии один из самых уровень жизни самый высокий считается, если даже с Европой сравнивать, уровень жизни самый высокий считается. Да, в Австрии один из благоприятных городов мира, несколько лет Вена, короче, держала эту марку. Да. Имеется в виду для передвижения по цене, по там, всяким интересным, короче, этим. Ну, короче, такую. Конечно, есть города, города есть получше, да, но в совокупности, когда брали там несколько дней, по-моему, с Мельбурном австралийским, что-то там, то эти, то те, потом в итоге Австрия сдала позиции сейчас кому-то, Вена. Ну, я не об этом, я вообще о менталитете, да. Вот если кто-то умеет, может, и ведет себя нормально, да, за ум, за разум взялся, у них есть нормальные национальные ценности, традиции, у них есть там... Обычные люди, брат, очень добрые. У них есть там любовь к своему народу, любовь к близким, то есть сохранили свою историю, культуру. Вот все, теперь нужно их ненавидеть. Вот сволочи. Почему у них все так? Давайте быстро все перемешаем. Их тоже перемешаем. В Мухосранск превратим. В России, брат, очень много вот обычных людей. Очень много добрых там. Реально. Ну, всем желают хорошего. Очень много хороших людей. Посмотри, Мартин, я тебя перебью. Вот внизу здесь находится атаман казахский, пан Чечил. Вот этот пан Чечил, он не знает ни своих корней, ни кто он, короче. У него папа задунайский, а он сунжинский там. Папа задунайский, мама кубанская, короче, а он сам сунжинский. И вот пан Чечил хочет, чтобы все такие были. Почему-то пан Чечилю не хочется, что у других есть какое-то свое происхождение, у них есть своя культура. А все пан-чечилевские родственники давным-давно среднестатистические русские. После развала совка все стали русскими, как и обычно бывает это.
И все, теперь пан Чечель дергается там. Это все Дудаев, короче. Это там чечены. Это все вы, из-за вас. Пан Чечель. Люди не виноваты, что у них есть там, родословная, что у них есть культура, что у них есть нация. Люди хотят вот так вот жить с таким укладом. Не надо их, если у тебя нету этого всего, не надо их ненавидеть. Тебе никто не мешает, ты можешь сегодня быть украинцем, завтра русским, послезавтра, я не знаю, каким-то с Индии, там, одним из индийских вот этих племени, народов. Тебе никто не мешает. Пожалуйста, флаг в руки. Только вот людей не пытайтесь себе уподоблять. Я все, извиняюсь, Мартин, просто там внизу Не, писал. ничего, все хорошо, брат. Так это такая, вот этот пан Чечель, я даже не помню, он ник написал каким-то издевательством, типа Чечель. Тут что-то с чеченцами связано, такой ник, а Чечель что значит вообще такого? Л в конце поставил, как будто хочет как-то задеть кого-то. Да даже общались с ним, он Даже тролль когда такой. нас выселяли, они даже когда нас выселяли, операцию вот эту террористическую назвали чечевица. Понимаешь? Да, слышал, да. Ибраим, помнишь кино «Белое солнце пустыни»? Там вот этот придет от Абдулы, у нас патроны кончились к этому Верещагину. И тот его пинком там с форточки со второго этажа выкинет. Вот мне пан Чечель вот этого напоминает. Патроны не того калибра оказались. Это тролли, брат, это тролль. Вот я с ним тогда слушал его, это тролль. Есть люди, которые заходят так вот издеваться, там, прикалываться. Ну, чисто такая клоунская это. Это тролль. Верещагин это Пармас. Таким. Да, говорю. Людям говорю без разницы. Сегодня эта тема, завтра поменяет ник, начнет там ходить над другими прикалываться. Это тролли. Не ищут. Чисто так вот заходят сюда издеваться. И все. Им без разницы какая тема. Тролли, клоуны, да, такие. Он там, у него какая-то вот эта травма, да, античеченская. Из-за того, что Советский Союз развалился, а чеченцы не захотели быть мухосранским и взяли курс на независимость. Вот он постоянно в нем это сидит, и он часто какой-то там пример приводит. В каком-то 89-м или, я не знаю, 80 каком-то году он с каким-то Вахой или с кем-то там шел, и ему кто-то поджопник дал. И он говорит, вот после этого чеченцы, короче, полностью. Да он врет, брат, ты веришь этим, что он там что-то был? Я даже не верю, вообще ни слова. Даже не знает, где Чечня находится. Нет, так-то он там же были казаки, ну, казаки. Ну, были, да, но он там не был. Никаких казаков там вообще-то не было. Казак это обычный русский, я имею в виду вот эти русские. Нет, казаки это украинцы. В Украине это другая тема. Вот эти, то, что у нас были, это обычные русские были. Казаки, Но казаки. они пришли, они украинцы, которые просто, да, ну, русские украинцы. Ну, вообще из Украины эти казаки вообще сами по себе. Там царь был из-за православия, он, в общем, они их отправили туда, в ту сторону, так как они более способны именно физически. Эти, которые у нас там были, они все стали русскими, понимаешь? Ну, так, а украинцы... После развала Советского Союза они все отряхнулись, это самое, и пошли, у них в паспорте русские у всех. Какой-то казак там нации вообще не было. В советском паспорте, вот где у нас там чеченец, армянин, я не знаю, ингуш, у них там русские. Так они от друг друга и произошли, это один народ. Нет, у украинцев в паспорте украинец.
всегда. А вот эти русские, и они, как бы, вот смотри, тебе армянину, да, вот ты живешь в совке, скажем так, тебя берут, пишут грузин, например, или чеченец. Ты согласишься с этим? Есть такое, там, что армяне в Грузии так и писали. Даже фамилии у них сменивали на Швили там. Да, это было, брат. Нет, ну, да, в Грузии там где-то, понятно, написали там, какая-то своя тема была. Но вот ты в совке живешь, в Чеченской где-то республике где-то ты живешь. Тебе пишут в паспорте русский. Скажешь, твои действия на это. Я Ну, не в то знаю, вот время, ты, брат, смотри. смотри, ты армянин, еще раз повторяю. Ты армянин, который живет, скажем так, где-то в Татарстане. И тебе в паспорте, короче, пишут русский. Твои действия. Между ними, если грубо привести пример, по большому счету, вот как ингуши, например. Еще раз повторяю, твои действия. Вот если тебе армянину написали. Ну, я тебе объясняю, брат, я объясняю. Смотри. Ты живешь в Татарстане. Сначала на вопрос ответь. Ты живешь в Татарстане. Вот ты, Мартин. Ну, в моем ты пример не тот приводишь, брат. Еще раз повторяю вопрос. Ты живешь в Татарстане, потом ты поймешь, о чем я говорю. Ты живешь в Татарстане, ты армянин, и тебе в паспорте записали азербайджанец. Твои действия. Ну, это, конечно, я буду против, скажу, что пересмотрели, докажу Все, там. вот об этом я и говорю. Но смотри, брат, Об смотри. этом я и говорю. То есть ты будешь пытаться, послушай. чтобы тебе не писали туда русский, а написали тот, кто ты есть. Послушай, будь брат, ты украинец, да, будь Да, ты я украинец, будь ты казах, будь ты там узбек. Смотри, брат, да, я объясню. Эти чисто вот так вот там писали. Сейчас он побежал куда-то в Украину и говорит, что он украинец. А все остальные вот эти, которые вместе с ним там, его родичи там все, они давным-давно русские, среднестатистические, которые сейчас там и в СВО на Украину идут, и украинцев ненавидят и так далее. Смотри, брат, можно скажу? Не перебивай в секунду. Смотри, между ними, например, если грубо привести, как вот ингушей и чеченцев, да? Если ингуш будет в Чечне жить, его тоже, если запишут чеченцам, для него это не будет ничего такого. Никогда в жизни ингуш не даст записать. Даже чеченец даст записать, что он ингуш. Но ингуш никогда в жизни не даст записать, что он чеченец. И чеченец не даст, но ингуш еще в 2 раза сильнее не даст. Это вообще неудачный пример. Ну, например, смотри, вот есть ахаркалакцы, да, допустим, армяне, которые в Грузии живут, да, они ахаркалакцами называют. Вот этот Арман Сарукян, вот он ахаркалакский. Есть армяне ереванские, например, там из Армении, есть ичмиадинские, есть из Западной Армении, там амшенцы. И вот между ними такая же разница, что армянин амшенский, что армянин из Армении. Ну, и тот диалекта разница там, допустим, еще что-то в разговорном. Ну, по факту везде в национальности, в любая да, нация. у них так имена, брат. Внизу пишут, что чеченцев, которые проживали в Сунжинском районе, сильно записывали ингуш. Я согласен, но когда это было? Это было вон, когда русские сказали, вы будете ингушами, а вы чеченцами. И тогда записывали, да, там ингуш, не ингуш. У них религия, смотри. Я сейчас не об этом, я сейчас говорю, этот, кто пишет там в комментариях, я сейчас просто говорю, что вот этот вот Дон Ахча, который косит там под украинца, и все остальные там казаки, которые там военные колонисты вот у нас в нашей республике там, Сунжинские, не Сунжинские, вон Асиновка, то есть они вот эти станицы, как вот этих военизированных людей, да, ну военных, они полностью построили вот эти военные поселения между чеченскими поселениями. То есть там с этой стороны чеченцы живут, они посередине вот этих военных казаков
за них вот эти гарнизоны там делали, части такие, да, где они с семьями потом свои семьи привозили, там жили и вот так вот осели там. Вот эти вот люди, они потомки вот эти. Смотри, брат, когда Польша нападала на украинцев в те времена королевства Польши, да, в те времена еще, ну тогда религия играла роль. То, что эти православные, украинцы, которые были православные, там же часть православные, часть католики. Та часть, что западная, она больше католическая идет. А та, что поближе к России, они православные. Вот эти православные, они не хотели под польское царство попадать. И как бы просили русского этого царя на то время: помоги, вот на нас они нападают. И вот он, ну так вот они вошли в Российскую империю. И потом, да, их в Краснодар, в эти края отправляли специально, потому что они, украинцы, были более физические, вот эти казаки. Они физически, даже по сей день, возьми Усика, чемпион мира по боксу, там, Кличко, Емельяненко, Федор, Емельянин. Это все украинские, они крепкие физически. Да, вот любой украинец, я знаю, у нас в классе тоже там какие-то Колесниченко, не Колесниченко, вот такие какие-то были. Вот эти люди, которые, вон, например, чеченцы есть сотнями, короче, в России, да, или там баньки, встаньки какие-то. Вот эти люди, они определились. Вот эти люди, они себя обозначили, кем они являются. И вот эти вот, вся братва этого Дон Ахча, да, вот эти военные колонисты, которых там поселяли, потом, я не знаю, казаками, мазаками, как их называли, они все определились, кроме они все определились, и Дон Ахча в том числе, но они все определились как русские. А один Дон Ахча каким-то образом там поехал в Украину и остался там. Я об этом. Да, ну, если взять изначально, они оба Русью назывались в те времена. Даже столица была в Киеве в то время изначально, да, потом тоже в Москве. Ну, они, короче, так смешаны между собой, начиная князья там. Короче, сейчас вот эти казаки просто, они крепкие, были физические. И украинцы сами по себе более физические именно. Поэтому с кавказцами, чтобы в кавказских каких-то войнах, они могли более конкуренцию дать в плане именно физики. Я говорю, вот эти усики, они в плане физики. В то время же не было вот этих дронов, там, автоматов. Все равно физика, вот эти мечи, там, вот эти клинки, там, вот кинжалы. И они были физически более одаренные, они могли с кавказцами, с черкесами или с чеченцами какой-то на равных биться, да, допустим, близко к этому. Поэтому они более такие в этом плане. Но так, если взять изначально, они так смешаны. Просто разница между ними, русских там, украинцев, в том, что вот русские, они немножко смешаны с финно-угорскими больше. Немножко у них есть вот это славяне, смешаны с финно-угорскими там. С чувашами, с карелами, финно-угорскими разными народами. Славяне. А так это один у них, доктрина одна изначально идет. Близкая, да, именно, как сказать. И вот эти вот сказки, что там с этими смешаны, с теми, сегодня, к счастью, ДНК, да, когда исследования вот эти проводятся, там в России 45% это как бы потомки таджиков. Так что у нас вот такой вот получается расклад. Не, вот в Венгрии, не Венгрия, а эти европейские, да, народы, смешанные с славянами. Они жалуются там, джамшуты, не джамшуты, там заставляют их вот это чернорабочими там быть, подметать там и так далее. Своих, дядей, короче. Не с таджиками, а с тюркскими вот этими татаро-монголы, да, там вот эти, когда были, есть смешанность. Там по ДНК R1A, вот эта вот гаплогруппа, да, там, она близко, прям в близости стоит с таджиками. Брат, ты русских и таджиков, если ты видел русских, они белые, слушай, такие, как украинцы. Даже украинцы темнее многие.
смотри, вот, например, какой-то таджикский, я не знаю, хан там, или кто у них был, вот он или шах, я не знаю, по 1000 наложниц каких-то там, да, берет. Ну, как бы взял, потом назад его туда. И все, короче, ты один какой-то, скажем так, темный, да, ихний пахан, а эти все потом остальные, они, то есть цвет кожи и так далее, от этого не зависит. Там просто папа, скажем так, таджик, а мамы, короче, на нескольких поколениях они другие. Просто вот эти, когда пришли ханство, вот эти татаро-монголы, они дань говорили, платите, дальше все, мы вас не трогаем. Но они, да, потом они 200-300 лет вот это находились в этом состоянии, под ними платили дань. Потом они смешались с ними, даже эти князья брали татарок к себе в жены, или наоборот, и не смешались с ними, а потом их изгнали. Они научились ихнему этому, за 300 лет они потом их скинули. И пошли дальше открывать территорию. Север, юг, дошли до Кавказа. И вот это тюркское, вот этот момент, тюрки были же тоже вот эти вот, они вояки были конкретные, такие более кочевые вот эти. Я тебе официальную информацию читаю. R1A ДНК. От 45 до 68% варьируется между вот этим. Самый высокий показатель в Центральной Азии у таджиков. Так, сейчас иду к русским, буду зачитывать. Так, вот русских R1A 47%. Самый распространенный маркер, связывающий русских с другими восточными славянами, а также с рядом индоевропейских народов. Короче, вот так у нас получается расклад вот такой. Вот индоевропейские смесь есть, но в основном индоевропейский этот. Ну это смотря еще где, какие русские разные, по всей России же большая, какой регион, смотря какими этими народами она граничит это, на этой территории. По большому счету это славяне в большей своей этой. Там так дальше, да, там всякие народы, ну где какие граничили. А просто это к чему вот этих таджиков мучают постоянно русские? Там таджики с них там прикалываются, джамшуты, там не джамшуты, короче. Армяне это придумали, джамшуты, вот эту тему. Постоянно. Ну это армяне там просто прикалывался там вот это. Галустян придумал эту тему. Да, ну я вообще имею в виду, там галустян же их там не это самое, как раб-силу не используют там, не завозят, короче, не это самое, чернорабочими там всякие вот эти черные. Но они сами приезжают, брат, они умоляют сами, у них зарплаты там очень маленькие. Не, они-то приезжают, но эти с них прикалываются, как недочеловеков. А когда ты смотришь по вот этому, по это самое, генеалогии, они своих братанов, своих как бы папиных братьев, да, там дяди, короче. Они не то что, смотри, я с ними общался не раз, почему они вот это прикалываются. Они не прикалываются, они не любят то, что, вот, например, у меня есть знакомый один, да, он такой парень, короче, непростой, да, человек, он тут большой такой. Я с ним разговаривал, он тоже, у него есть такие моменты. Я ему говорю, вот почему ты это говоришь, какая разница, да, человек же нормальный может быть, любой из нас. Он мне говорит, брат, как сказать, ну я понимаю, смотри, приезжают, клеятся, короче, к всем девушкам, ведут себя, короче, да и клеиться не могут нормально, допустим, как нужно, да.
ну, докапываются, ведут себя. Сколько насилований там всякое происходит. Вот такие моменты, короче, да. Из-за этого не просто так. Если вот, например, почему кавказцев любят, например, если Да, там любого русского спросишь, изнасилований русскими, самих русских, там в 100 раз больше происходит. так и народ сам по себе больше, поэтому есть такое, но... Там шут, там, блин, одно изнасилование из 100, короче, сделал, короче, сразу все на него набросились. Да и вообще, брат, с ними общаешься, я даже вот если здесь пересекаюсь с узбеками, с ними, один из там 100 такой, нормально общается, дельный такой, а большинство непонятно, они, короче, ни Б, ни М, только вот работают, спят, короче, как индусы, короче, да, если грубо говоря. Вот эти индусы же, если приедут куда-то, ты увидишь, скажешь, бля, они там пахнут, там еще, ну, конечно, они лучше индусов в этом плане, но такая тема. Если себя будут вести достойно, нормально, они не скажут ничего про них такого. А там есть за что они, не просто так, люди тоже не дураки, видят, что вот косяки конкретные за это. Но они их пытаются даже наоборот сделать более такими, лучше сделать. А вот кавказцев любят, например, особенно чеченцев, там, дагестанцев. Там. С кем не общаешься, о, у меня там друг был чеченец, я там к нему поехал в Грозный, о, там в Дагестане, там, знаешь, уважают. Чтобы изменить отношение России к Чечне и к другим малым народам, нужно изменить всю Россию. Это слова Джохара Дудаева. Он с ними, среди них провел с 15 или 16 лет, провел почти всю свою жизнь среди них. Он их изучил. Советский, да, он летчик был. Летчик, но он изучил, что это за... Он и говорит в своем... Цитата есть у него. Начиная от простого дворника, дословно я могу и ошибиться, и заканчивая академиком, русские шовинисты с ярко выраженной человеконенавистнической идеологией. Любой народ, брат, вообще, если не будет шовинистом, этот народ может потеряться в плане. Если ты будешь... вот возьми Европу, все, они не такие шовинисты. А что с ними сейчас? Вот эти арабы пришли туда, там, тоже вот насилуют, что только не делают. Ну, нельзя мягко... Ну, это, с одной стороны, хорошо, да, для других народов, если народ такой более... Но если ты хочешь сохранить свою культуру, ты должен ревниво относиться тоже к этому. А если так, пока ты бухаешь еще что-то, завтра одни таджики, узбеки, там, вот это, знаешь, если слишком быть таким мягким, завтра скажут, это Таджикистан уже, слушай. Ну. Есть такие, но здесь есть закон конкретно, если кто-то вот будет там, хоть он русский, хоть он кто, будет ходить, говорить там, Россия для русских, такие вещи будут говорить, не имеет значения, кто он, могут его привлечь спокойно и привлекают любого, несмотря на, даже те же чеченцы, Кадыров, или, ну вот вообще даже кадыровцы, да, как вы говорите, они сами лично, любого, кто там громкий такой, крутой, начинает там что-то против нерусских скажет, его лично самого, спокойно Кадыров, и никто его не спасет. Кадыров и люди его, да, лично скажут, что вот этот человек так-то так-то, они уже не будут спорить, сразу же его привлекут за разжигание национальных. Это. Все нации есть. Если человек себя ведет достойно, хоть он таджик, хоть он узбек, хоть он кто. Если он работает, платит деньги там, два по рабочей этой, все делает нормально, никого не докапывается на улице, на людей там, девушкам там, не заставляет ничего, нормально ведет себя, то все нормально, уважительно. Может в себе кто-то вот думает, что вот он не русский, там какой-то такой там не русский, да, он в себе, но он это даже не говорит. Он может максимум посмотреть, что-то подумать, но он ничего не скажет. Раньше в 2000-х было вот этот момент, эта война на Кавказе, то это, людей была какая-то осадок какой-то, что вот не русской там национальности, там кавказской национальности, эти моменты. А сейчас нету таких моментов.
Скинхедов нету этих. Да, брат. За всеми этими скинхеды, минхеды, вот эти нацики, мацики, вот это, за всеми этими стоит кто-то, какая-то сила, направляют их. А насчет изнасилований, таджик кого-то изнасиловал, там где-то кто-то кого-то изнасиловал. Я не исключаю, что это постановка. Раскрываемость преступлений. Какую-нибудь девицу Марусю находят, и вот давай вон. Надо закрывать, короче. Квартал заканчивается, раскрываемости нету. Давай помоги нам. Привяжут какую-нибудь Марусю на чем-нибудь, на наркоте или на чем-нибудь поймают. Вот она работает, может на них. И они изнасилование придумают, попытка к изнасилованию. Не, брат, я с ними тесно сам общал. У меня жили, я сдавал им квартиру. Это такие ребята, но они, например, некоторые из них хотят, допустим, девушку какую-то, да. Она не хочет. Не нравится, ну вот не хочет, да. А они не могут подцепить кого-то, да, вот не хватает. Язык не знаю, деньги мало тратят. Идут в кафе, например, в бар идут ночью. 5, 6, 7 заходят в один клуб ночной, одну бутылку Кока-Колы покупают, целый столик берут. Сколько раз было, когда они меня просили: брат, мы хотим отдохнуть куда-нибудь, нас отвези, короче, да. Я их привозил там, ну, это они работали у меня там, какой-то момент был, лет 4 года назад где-то. Я их привез в какой-то клуб. Они сидят там, заходят, их выгоняет хозяин. Даже азербайджанский бар был такой один, я его привез их, они его выгоняли. Я говорю, а что такое? Он говорит, друг, они взяли, короче, одну бутылку Кока-Колы, 7 сидят весь вечер, на девушек, на посетителей смотрят там, идут, ну, короче, ну... Не приводи их сюда. Дальше уже я уже приходил, уже покупал что-то там, ну, так вот там, шашлык, там, баранина, это то. И вот так вот они сидели, но все равно. Так уже не выгоняли, но все равно смотрели, потому что они ведут себя немножко так. Как бы не для местных людей, это они пришли отдыхать. Это как сидят в одном месте с скоплением таким. Они же обычно не пьют алкоголь. А там в баре все пьют, гуляют. В общем, такая тема. У них вот такие моменты есть. А так, хорошие люди, так, если... Просто работяги обычно из деревень приезжают. Сюда там какой-то городской, какой-то этот не приедет, которого там все не так нормально. Приезжает обычный самый такой деревенский, которого работы там нету. В Таджикистане, допустим. Он приезжает чисто так, чтобы семью. Он один работает, тут ничего не делает здесь, не тратит, ничего. Только работает, деньги отправляет на родину. Там у него 10 братьев, 50 двоюродных братьев. Он один тут пашет, 10 братьев вот эти живут. Там коров покупают, еще что-то. Он все деньги туда. Там это хорошие деньги, зарплаты здешние. И все. А там работы нет. Реально вообще. Там даже бороду в Таджикистане, если носишь, за это тебя могут привлечь. Запрещено носить бороду. Вот и, как там мусульмане, например, да, любят. Они здесь носят, туда едут, бреются. Приезжают, начинают опять растить. Там свои моменты. У всех свои плюсы и минусы народов и стран. Дома демократы, в России мусульмане, да? Да, да. Да, у них закон такой там. В Таджикистане, например, лично 100% я знаю. В Узбекистане тоже, наверное. Насчет Таджикистана точно знаю, что там бороду запрещено носить. Россия, знаешь, если сравнивать с многими странами, ну, впереди там 100 стран, ну и позади там, может быть, ну не 100, ну, короче, впереди 10 стран, позади 10 стран. С чем-то лучше, чем в других странах, чем-то хуже. Ну, как бы не так, что прям тут такой нормальная жизнь, даже лучше, чем, например, в Таджикистане эти же сами, они приезжают тут свободнее себя чувствуют, например. Это свои, короче, моменты, плюсы и минусы. Но Россия входит в десятку самых богатых стран, на 9 месте, по-моему, или на 8 по торговым, по этим моментам. На 1 месте Америка, на 2 Китай. Потом идет Германия, Япония. Ну, Израиль в десятку не входит.
Там, может, на 22-м где-то месте. Ну, в принципе, понятно, у них маленькая страна. Насчет Израиля не знаю. На любую продукцию смотрю, там наклейка Made in Israel. В России смотришь на любую наклейку? В России смотришь в принципе. любую наклейку, там Made in China. Не, сейчас там разные есть. И из Грузии продукция есть, и там с разных. Ну, Чина, это понятно, весь мир Чина. У Чина же на втором месте, я говорю, Китай на втором месте по торговле во всем мире после Америки. Америки на 34 триллиона долларов. Это торговый. Это... Китай на первом месте. Так. Не, на первом Америка, на втором Китай. Россия на 9-м. Для России, я имею в виду, Китай на первом месте как. Ну, брат, китайцы, брат, очень... Сегодня возьми машины, да, вот сегодня я смотрел. Зикер этот, внедорожник. Как Майбах, Мерседес эти, GLS большие. Он стоит 10 миллионов рублей. Это, ну, это 11 тысяч, 110 тысяч долларов где-то, да. Но эта машина, например, Toyota какая-нибудь там, крузак 300 стоит 20. 2 раза дороже. Если ты посмотришь на эти машины, этот китаец в раз 5 лучше. Начиная его техника, начиная его аккумулятор, там гибрид идет, там аккумулятор этот. Все навороты, да? Да, клянусь, вот реально, вот если их рядом, ну даже любого человека, возьми любого, просто спроси, просто даже ребенка маленького возьми, скажешь, какая лучше. Хоть взрослого, во всех планах она обходит. И стоит в 2 раза дешевле. Это я говорю про Toyota. А возьми там Mercedes там какой-нибудь GLS. Он стоит по 30-40 миллионов рублей. А это стоит всего лишь 10. Ну, она всем наворочена. Китайцы делают то же самое. Только в раз 10 дешевле. И одежду возьми. Вот эти. Сейчас они уже... Они уже конкретно, брат. И причем, знаешь, в чем прикол? Они не сами делают. Они берут вот этих немцев, которые Мерседесы делают. Немцы, которые работали, им зарплату больше предлагают. Там ему не зарплата 100 тысяч там, долларов, например, там, не знаю, конструктора. Ему говорят, мы тебе 150 платим. Вот этот немец просто приходит, этот китаец, хозяин, это, да, он миллиардер. Он ему платит деньги, эти же американцы, там, немцы делают эти машины, это не китайцы. Да, завод китайский, но все конструкторы, все это европейцы, дизайнеры. И все. Они сегодняшний день конкретно... Возьми эти и обувь там, одежду. Они берут те же фирмы, там, Adidas у них, например, делает свою одежду. Тот китаец берет своему брату, дает чертежи. То же самое тот делает в 10 раз дешевле. То же самое, один в один копирует. Этот пока бренд Adidas там штампует и платит деньги туда, хозяину там в Америке или в Германии, где он этот Adidas. А этот сам китайский свое штампует, продает в 10 раз дешевле. То же самое. Даже возьми какую-то скамейку, надо во дворе сделать у тебя. Если американец придет, он скажет, ну $1000 заплати, я это сделаю. Позовешь немца, он скажет, ну 1000 там, тоже там, $900. Китайцы скажут, $100 заплати, то же самое сделаю. Сама у них рабочая сила. Даже они за еду готовы работать в некоторых провинциях Китая. Я общался с одним, он говорит, да, за еду, говорит, работаю. Мне, говорит, скучно, я с ума схожу, говорит, а тут иду, кушаю, общаюсь, там и работаю. Реально в некоторых провинциях бесплатно за еду они еще рады работать. Это о чем говорить? 40 лет назад китайцы вообще за людей не считали. Национальность, нация, что может, чего добиться? Сейчас во всем мире они везде. Да. Например, я вот иногда заказываю какую-то с Китая вещи, например, там, ну, что-то надо, там, бывает по мелочи. Приехала, ну, чем-то не понравилось. Допустим, там, ну, вот размер, там, если одежда или там техника какая-то, ну, что-то не так, да. Нажимаю, что не хочу, обратно хочу им отправить. Они говорят, не, оставь себе,
И, короче, все, даже обратно не берут. Потому что им дороже то, что они обратно будут это получать, это будет ехать обратно, там еще что-то. Они миллиардами штампуют эти вещи, им плевать, это одна, там, 10-20 штук. Ну, для них это не это, чтобы еще ждать, пока придет. Это дороже выйдет, чем себестоимость этой вещи. И это ставь себе, и все. Они очень умно работают, китайцы. Во всех планах. Поэтому они сегодня... Бугатти, вот эти все там Ламборджини, их рвет просто по скорости. Ни один не может обогнать. Я вот этим любителям машин говорю, вы что, ребята, вот машина быстрее, чем вот ваша Феррари, она хотя в 100 раз дороже. Они говорят, так, а мы любим вот этот рев бензина, мотора, типа бензинового. А там, говорит, это электричка, типа. Какая разница, по факту она рвет. Тихо, без шума. Ну, короче, такая тема. И телефоны они сейчас делают. Вот у меня сейчас этот телефон тоже китайский, специально для ТикТока я взял. Он заряжается за 10 минут. С нуля 10 минут, у него 6000 батарея. 10 минут ставишь, идешь там воды попьешь, там домой приходишь, руки там помоешь. Не успеешь там кофе налить, уже зарядкой там 60%. Ну да, это разряжается быстро, а заряжается... Не быстро, брат, не быстро, обычно. Вот я вот, пожалуйста, у меня было 100%, сейчас 85%. Я уже там с утра вот зарядил его. Так же разряжается так же. Просто она принимает зарядку. Сам аккумулятор, вот этот, который заряжает эта штука, адаптер, он на 160 ватт. Сам этот аппарат, он мощный очень. Он большой такой, да, как бы, чем если с обычным сравнивать. Он быстрее заряжает. И она принимает быстро. Она нагревается, когда заряжается. Ну, потом сразу же снимаешь, он быстренько охлаждает. Тут процессор 8.1 Snapdragon, самый один из мощных. Быстро охладить этот телефон. И все. А айфоны вот эти, там, он стоит, во-первых, 2000 баксов. Но у него... Азан он умеет делать? И Азан умеет, и... А что Азан? Скачал приложение, он тебе, когда надо, в какое время поставил, тебе кричит целый день. Тут же у нас белая ночь. Без Азана херня какая-то. У нас тут белые ночи же, да? Тут ночь не приходит. Тут один таджик, короче, приехал. Ночью, короче, ночь не настает летом. Он там с ума сошел. Ну, что тут происходит? Я должен ночью, типа, намаз сделать. Да, он убежал, короче, я уехал отсюда. Я ему говорю, какая разница тебе? Ну, ночь, время же, если есть ночное, ты делай свой намаз. Тебе что? Ну, какая разница? Он говорит, нет, должна ночь, типа, там быть. Есть же, да, такое, что именно ночь должна быть. Для каких-то этих ночных намазов там или... Ну, короче, что-то такое есть там. А здесь летом ночи нет. Как днем. Солнце даже светит ночью. Если там случайно проснулся ночью, вышел на улицу, да, там... Ну, так как-то, если ты там гулял где-то, время сбился, выходишь, просто думаешь, это день. Или ночь, не можешь понять. Потом смотришь, машин нету, людей очень мало. Ну, понимаешь, что ночь. А так не поймешь разницы. Что я много, да, говорю? Где ли он? Приглашу Калион. Объясни, изложи на понятном языке. Я для начала, чтобы понимание было, о чем говорится вообще в этом труде. Сейчас бал вешам, Тогда тебе
там Привет, целая помнишь, книга ты тут был, автомата. когда тебе сказали, что ты А не из выжимка, Украины, ты чтобы русский, и понять он общий сказал, смысл по-моему, вот этого я вчера... понимания, да, вот там, ты что, помнишь, что это, что, ёдо, что это? Das ist das initial Jürchen, Mordek design, sehr open. Shows you, you should have on that touch of metrics, more results, and Dagana to do what some context смысл тех сокуется, что он был у нас в один момент одно, потом раз он. То есть мать повторение, я считаю. In Islands elderly service elder вопрос датер дохватин дол. In Рамштейнс гетенил ролик яцер дела бамадон Ислам. Сурцен гинчена дат декчер денек олонас дой. Туна ein service am alariah ويشتغل يودوش. توني عربش بالسويس نجرونسكا. Ундач. Então, 21 век только любым далось. И только халозлор бы хасон. Я надо обохор, вот царь, боча майни, 22 шара. Но тем не менее, и лато, что и каждый день, и гуш туцан. И цама ёкнут, те штахцер, те лахазма да сарамара, алдуй. Уля, ها ولا بركات لو ولا الحمد لله شاباش هو هلا هو خفل شيء مالك خفل ها خفل هلا شاباش ها سامدا سره خلاصه دی وینیش تو کنه یارا هم شاباش من مات هلا هم شاباش گډرا والا گټا Позвольте представить вам короля и королеву дисков из Африки. Еврей. Ты же не зря из евреев. Маше Израилевич какой-то. Армагеддон – это Израиль. Западные кураторы поставили во главе современной Украины еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма. Вот эти еврейские организации, они своими руками приближают второй Холокост. Вот это чудовище. Не первые приближали также. Самые ярые антисемиты, как правило, евреи. По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Люди вашей крови, товарищ Гинзбург, Соломон Гинзбург, так много сделали для нашей страны, мы до сих пор очухаться не можем. Тех, кто рушил наши храмы, выскочив там из-за черты оседлости с Наганом в 17 году, сегодня их внуки и правнуки продолжают дело своих дедушек и прадедушек. Группа российских общественников направилась в Киев с целью поддержать право киевского народа на революцию и высказаться против российской агрессии. Да. Там не было ни одного нееврея. Не забавляет вас этот момент? Толечка Вайсман взял фамилию Белый и вскрыл свое настоящее лицо. У Пугачевой папку звали Борух. Борух. Михаил Идов, он же Зильберман. Сука. Борух. А она не раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. Ну тогда, Толечка, возьми в Израиле свою фамилию, Вайсман. Наши фамилии не надо трогать и очернять. А русские – это же евреи современности. Да, русский как еврей теперь в Берлине в 1940-м. Уважаемый Владимир Владимирович, политика и практика русофобии – это своего рода уже антисемитизм, можно так сказать, антисемитизм 21 века. Главное предназначение еврейского народа – это быть свидетелем, который говорит «Бог есть». И это та миссия, которую сейчас несет русский народ. Да здравствует
великий русский народ. Наши фамилии не надо очернять. Евреи, антисемиты. Вы нам устроили Октябрьскую революцию. Евреи прикрывает нацизм. Нацизм на Украине. На Украине нацист. В Киеве антисемитизм. Нацисты, нации. Нацисты. Обязать, чтобы все любили евреев, совершенно невозможно. Ну, не люблю. Нет закона в России, чтобы их все любили. Я много кого не люблю. Я вон тараканов тоже не люблю. Ну, что ж теперь. Moscow never sleep. Да, крыша летела, блин. А, это я видел, да. Видел, да? А я вот этого, я еще покажу его еще раз. Вендетта же польский знает, поэтому... Аллах тебя создал, что-то он хочет ему начать сказать. Tu jest Polska i nie będziecie rozkładać dywanów. Wszystko w temacie. Это кабардинец по-любому. Żadny rasizm, kurwa, to wy swoją religię... Не, это чеченец, они на чеченском говорят. Nie ma żadnego... Nie jebie was Allah, tu jest Polska i nie będziecie rozkładać dywanów. Wszystko w temacie. Тоша, Аллах вертетуна бах на одном месте, прям черок, да, это Аллах. Ламаз для жуар, Польша дуар. Ламаз поляк коч вон даяхай куз ботета якуза. Рез васта. Аллах тебя создал, боям badавата. Мы твоего Аллаха, короче, имеем, бау. No nie jebie was Allah, tu jest Polska i nie będziecie rozkładać dywanów. Wszystko w temacie. Żadny rasizm, kurwa, to wy swoją religię tu Он не впиздали. понимает, Российский- почему у поляков такое настроение. Да, российский уй, витам бо зучва, зудятство, российский уй, витам бо. Армат, глянь телеграм. Запретишь. А? Глянь телеграм Понял. срочно в телеграме ничего. Все, ладно? Митча чуи, я митчва. Голосовой чуи? Это поляк, там ему твоя религия, что-то еще вдогонку сказал. Номер. Так, ветеран с Чей Мабахом. номер Вахта, меттек хильча. Тарки, амаца измут. To jest Polska i tyle, rozumiesz? I nie będziecie rozkładać dywanów. Wszystko w temacie. Żadny rasizm, kurwa, to wy swoją religię tu wpierdalacie. To jest Polska i tyle, rozumiesz? Polska, Jezus Chrystus i tyle. I Это wszystko w temacie. вообще, ислам денец, шариат, это Się kurwa rozkładać, nie chcesz jakieś dywany swoje modły robić. Co to ma być? Chcesz się pomodlić? Chcesz się pomodlić? Idź do kościoła. Albo do swojej świątyni. A nie kurwa w miejscu publicznym będziesz dywany rozkładał. Nie ma żadnej gadki. Уже гасанул ты на он эфир. Chcesz do swojego kurwa kościoła, rób sobie co chcesz. Tu jest Polska. Tu jest Polska, nie ma kurwa dyskusji. Chcesz się modlić? Idź sobie do świątyni. Wszystko w temacie. Иншалла, потом Idźcie будешь modlić, idzie do говорить. swojej świątyni, rozumiesz? A nie rozkładacie tutaj dywany i co to ma być? Cześć, pozdrawiam. Если ты мужчина, выйди, ба, я тебя это буду, короче, иметь. Диктуцию, адрес Ja się nie będę z tą szarpał, bo tu się człowiek, No, no. tu się nie bijemy, tu mamy prawo, wiesz, to nie jest jak uwa.
Короче, и что, ну? А с чего вот эта тема пошла? Машины там что-то случилось? Он там ковер разложил остановки там, дальнобойщиков, там остановился на земле, ковер положил, помолиться хочет. И поляк говорит ему, короче, ну забирай свой ковер и давай отсюда. Польша и Иисус Христос. И точка, короче. Это у тебя, Иди да, отсюда. там где-то в Польше, да, там недалеко происходит? Ну, в Польше это происходит. Я не расист никакой. Вы, Бог, тащите сюда вашу религию. Здесь больше, Польша, я никакой не расист, это вы тащите сюда вашу религию. И что там доход? Верхом дамек что лаймас. Если он никому не мешает. Подожди. И, ну, легко верхом вычел, дамек что лаймас. Короче, давай, там, я вот дяшт. Верхом дамек шмадари. Как рекламу и пармат аудит. Если она долго она в темной комнате, а молиться лишь рекламует ислам динан. Я такой вообще шейки, он бакет, шабат, я вообще понятие. французский мат будет я хочу, да, так إذا بيتسا بيرد تشدوش آمين وخم شاهيز وشو باخوي لا تخيتو полностью крутит вещь возьмете прям цеёк И он был вообще там представление. это вор хавара ден был знаешь Вор И самый лавин вор короче ладно сразу год бэкна но чехли да ну что не стоит он шок да отпе так что это ну отпе Так, надо что-то такое цаду. О, не, ну исламофобы боже. Я сам даже поймал мелодик дней, мать твою бог, на каждый случай объяснить это вот делаешь, религиозный обряд держи, Багдад, день не Махкау, да, это абсолютно шамич качаться, шамич аута вообще. Худу хан, халк ищет отношения, поначалу такого отношения не было. А сейчас настроения поменялись. Почему? Потому что короче, ночи, день дует, целый ночь, гиллах дует, башар, и шлилар. Тебя уже обезьян полностью, сурт хватина. Уже полный. А это, сундел, из обезьян дутся поляки, нахуй, тенцик, он какой-то мяч. Иду еще отдых. Ну, если он никому не мешает, например, не знаю, вот человек там укромное место в траве нашел, не знаю, ну что так, ну не мешает, если я считаю, что ничего тут такого, зачем его трогать? Это не нацизм, но какая-то это, там, не знаю. Если он пошел в такое место, не мешает, ни детская площадка, ни такое где-то в траве, там, отдельное место, никому не мешает, человек хоть молится, хоть стоит там. Если стоит, курит там, что-то делает, это нормально. А если там он молится, типа это... Это их страна, их порядок, так что надо соблюдать их. Ну, брат, например, Польша, она именно самая, ни одной мечети нету там. Они слишком, например, возьми ту же, даже Грузию, не знаю, там. В Афганистане сколько церквей, Мартин, синагог там сколько, этих там храмов сколько в Афганистане. Поэтому они отстали. Мартин, почему ты европейцам объясняешь, что им надо быть толерантными, терпеливыми, терпеть все, а почему вот афганцам не идешь, не объясняешь? А я объясню, брат, смотри, дорогой, смотри. Афганистан то же самое. Если там христианская церковь была, это им же лучше.
Они там живут как обезьяны в этом Афганистане. Вот понимаешь? им объясни, Мартин, им объясни, что Я надо им быть тоже объясняю, если толерантными, я что буду надо с ними быть терпеливыми к другим взглядам, религиям. Здесь не надо это объяснять. Тут как бы ты Америку для никого не открываешь. Как бы. Это уже пройденный этап. Пройденный этап, брат. Пройденный этап. Просто не надо вот опять ту же пластинку крутить. Про то, что там... Ты просто не в курсе, наверное. Ты, наверное, не в курсе, но раньше как раз-таки и этих поляков, и американцев, и всех призывал к такой решительности Владимир Владимирович Путин. Когда ездил он по Брюсселям, везде, и там рассказывал, вы в опасности. И говорил вот этому журналисту, которому он сказал, вы являетесь гражданином страны, которая является другом Америки, вы в опасности. Но если вы и даже тогда будете защищать вот этих мусульман, можете приезжать к нам в Россию, мы сделаем вам обрезание таким образом, что у вас больше ничего не вырастет. Ну, в тот момент, смотри, до этого, например, ты сам говорил, что вот шовинизм, или не ты, не помню, кто-то из ребят говорит, что шовинизм какой-то у них там, они там не приемлют другую культуру, другие религии, там, русские так, это то, да, вы говорили. Вы говорите, что это плохо. А эти более лояльные относятся, испанцы, там, французы, да. Мусульмане, араб, навязывают, сейчас вот то, что Путин сделает, да, вот этих, когда перекидывают через границу в Европу, наполняют, присылают своих братьев-арабов, чтобы они здесь дебоширили, устраивали вот это беспредел. И теперь поляки поверили Путину, то есть Путин заставил поверить всех. Но в то же самое, в данный момент он стал, вот как и ты, защитником ислама. Поляки всегда ненавидят и русских, и они самый такой народ. Русских вообще не любят поляки, самый этот. Ну, раньше они все равно так не относились. Это сейчас уже другие настроения. Потому что им доказали, что вот этот бабуинизм, с ним невозможно сосуществовать. Ну, смотри, например, вот Афганистан, да? Почему он такой отсталый? И то же самое, то, что они вот против церкви этого. Я считаю, все эти религии нужно уметь... Потому что Россия напала в Советский Союз, напали на Афганистан, уничтожили вот это его как светское государство и полностью внедрили туда вот эти идеологии религиозные. И все, они теперь туда, вот американцы туда пришли, хотели из них сделать государство, людей, столько туда вложились, инвестиций, бабок втюхнули. Все равно вот эти через религию, вот эти антизападные, антиамериканские настроения, они сработали, как бы, используя вот эти приемы религиозные. И все, Америка сказала, да нахрен нам надо, не хотите тогда, что уж с вами делать. И теперь те пошли сразу в Москве, встретились с Лавровым, со всеми остальными, и там как бы те, кто их уничтожил, их государство, их самих, вот они настолько манкуртизировались, что теперь с Россией ведут отношения. Брат, смотри, мое мнение, вот в любом государстве, если, например, да, хоть он мусульманин, хоть он буддист, вообще кто бы ни был, если он служит стране, налоги платит, воюет за эту страну, живет там должно быть все религии, там и все, что не вредит государству, кроме там вот этих сект всяких, которые там призывают там такие течения, да, ваххабизм, там вот такие нет. А вот если адекватный человек там, любой, это должно быть, чтобы разношерстное было общество. Вот, как сказать, вот такие страны, где одна религия, они, хоть это христианская, хоть исламская, как Афганистан, это ведет неправильно, потому что какому-то этому, как сказать, ну вот Афганистан, да, ислам один и все. Это как отсталая страна, да, становится такая. Христианство то же самое, если с европейскими странами больше, надо более отсталые. Тоже. И все. Это... У тебя сильный ветер, тебя вообще не слышно. Насчет того, что там, если никто не мешает, вот по этой теме, если, хотел добавить комментарий. А ты можешь привести
пример страны, где вот подобное отношение, оно не оборачивалось потом боком для этой страны? Вот хотя бы один пример можешь привести? Например, просто у меня тут ветер сейчас например, эта проблема не именно в самой религии, а проблема, если там приедут, у тебя, например, там, допустим... Да, ислам это добрая, пушистая, красивая религия, я понял тебя, проблема не в ней. Нет, я не это говорю. Можешь мне конкретно пример привести? Можешь мне конкретно пример привести, где вот подобная схема, которую ты предлагаешь, она не оборачивалась потом для этой страны боком? Я объясняю, брат, смотри. Тут боком оборачивается, когда население, например, арабов, приезжает туда еще больше, чем французов, допустим. Арабов больше. Французы снаркоманились, не рожают детей, геи, трансы там. И вот это начинает вот этот бардак, семейно это нарушено. Но если это все подтягивать, даже христианские свои ценности детей, чтобы рожали, это все продвигать, наркотики сделать так, чтобы они меньше не употребляли, например. Это проблема. А то, что, конечно, если ты там туда арабов запустишь, у тебя население там, например, 20 миллионов, ты туда 40 миллионов арабов запустишь, конечно, сломается, вот как ты говоришь, система там станет как мусульманский, это чисто уже, ты будешь уже как в гостях в своей стране. Это проблема в этом, не именно в этой религии. Кто виноват, если они друг друга размножаются, да, рожают? Кто мешает? Мусульмане только вот этим занимаются, рожают у каждого по 5, 7, 10 детей. Пусть христиане делают то же самое, они слишком развились. То есть, другими словами, Мартин, на мой вопрос у тебя нету ответа, у тебя нету такой страны, которую ты можешь мне сейчас, стран, вернее, которую ты можешь перечислить, в которых вот твоя идея, она сработала бы. Другими словами, то есть ответ нет, не работает твоя схема. Нет, Грузия, например, возьми, маленькая страна, там и есть и азербайджанцы, и мечети много есть, да, даже грузины есть мусульмане. Грузия, по-твоему, успешная страна, то есть вообще там, отлично, ну, там вообще проблем нету, да, по-твоему? Ну, проблемы есть, но это не эти мусульмане виноваты в этих всех бедах, правильно? Конечно, если там проблема, много... виновата такая политика, вот или Россия, потому что такое отношение не только как бы проявляется именно по отношению к мусульман, да, она и в других сферах проявляется, конечно. Тут именно корень проблемы это как бы вот такое отношение, которое ты предлагаешь, быть толерантными, там, короче, всех принимать, кого попало в свою страну. Брат, там, это христианское. Не ставить какие-то четкие там, да, как бы ограничения, там, сказать, вот, если вы носите хиджаб и там, короче, вот так делайте, это запрещено у нас, так нельзя, так не одевается у нас одеваются как нормальные цивилизованные люди в этой стране. Если вот такие разграничения не ставить, ты сам сейчас как, можешь прикинуть, эта страна вкатывается в помойку в итоге. Ислам не виноват, это люди такие плохие. Вот это я правильно понял? Брат, проблема... Ești foarte abu Kirill. Бусал нахца без ключа просто. Смотри, вот этот вот кричит, что он христианин, типа, да, вот этот говорит, тут христианская страна. Вот этого человека ты спроси 4 апостола, которые Евангелие написали. Или там «Отче наш», молитву произнеси. Я знаю, я 3 года в церкви провел практически. Ну, не сейчас, уже года 4 назад. 3 года. У кого длиннее, это вы спорите, я не понял. Они не знают... КЗ, там не петушись в комментарии, если есть, вот прочитаю то, что написано на обложке. Если ты как человек не можешь разговаривать, просто выйди отсюда из этого эфира. Или я тебя пинком под зад выкину отсюда. Фофан, дай ему, Элди. Они не христианская сама культура не позволяет вот так вот оскорблять и что-то сказать такое. Сама христианская культура к толерантности призывает к такими методами. Там нельзя вот так вот ходить, вот ты там приехал, пошел отсюда там. Хоть человек, тем более, если он молится, например, если он ничего там такого. Ну, понятно, он должен найти место укромное немножко, не на видном таком месте. Где-то там подальше, знаешь, чтобы никто его не видел даже, да? Ну вот,
Но можно попросить сказать по-человечески, здесь не молись, пожалуйста. А он скажет хорошо, тем более кавказец там человек, да. А этот скинхед какой-то, бык грязный. Я с такими всю жизнь тут борюсь. Мартин, ты ему говоришь, пожалуйста, не молись здесь, а он тебя ножом в горло. Да, нет такого. Вот этот чеченец парень, да, если бы ему попросил... Да, нет, конечно. Я же не живу в стране, где вот есть вот эти обезьяны, которые там насилуют, да, вот Швеция является самой изнасилованной страной по статистике. Тут всех вот эти арабы, сомалийцы, там афганцы, сирийцы, вот, ну и все вот эти, которые именно из мусульманских стран перенасиловало полностью, вот, просто глянь статистику изнасилований в Швеции. Ну, потому что они ходят там, понимаешь, ведут себя распутно. Сами виноваты, да, сами одеваются так, потом жалуются, что их не в одежде, не в одежде дело, брат, а в самом, в таком ихнем наркоманском, распущенном таком. Ну нет, конечно, не всегда так. По-любому так. Ты вообще с головой дружишь. Все у тебя в порядке. Ты сам слышишь бред, который льется из твоей... Нет, ты прав. Отчасти, да, есть такие беспредельщики, которые вот так вот насилуют. Но есть доля процента тех, которые вот так вот ведут себя распущенно. И потом, Мартин, мы не говорим тут сейчас про какие-то страны, где там не знают, что такое изнасилование. Мы говорим о Швеции, где есть судмедэкспертиз, есть другие эксперты по этой области. Они прекрасно понимают, что такое изнасилование, что такое добровольный секс. Ты с головой дружишь, ты вообще понять... сажают, брат, хорошо. У тебя с головой все в порядке? Алло, 29. Смотри. Там арабы, вот эти как их, марокканцы, да, они как цыгане такие, да. Они беспределят, пусть сажают их, депортируют. Кто их мешает? Я что, против говорю этого? Пусть сажают, если он насиловал, пусть это сажают. Но вот возьми в Америке, например, эти африканцы, они вообще ходят с пистолетами, там, в магазин заходят, за бутылку воды могут 5 человек расстрелять, например, под наркотой. И что, они не мусульмане вообще. Это сами сброд такой непонятный людей. Сажать надо таких. Всех или депортировать. Не надо столько этих мигрантов принимать. Пусть депортируют, пусть сажают. Местный народ должен быть больше, в раза 2-3, чем вот эти иммигранты. Если этих иммигрантов слишком много будет, конечно, будет такой бардак. Тем более вот такие беспредельщики, как вот эти, про кого ты говоришь. Марокканцы, их сами арабы даже там многие не любят. Они как цыгане себя ведут прямо. Наркотики продают. У меня вот братья во Франции живут, в Европе, везде там. В Голландии дядя живет. Они себя ведут многие, да, так. Их надо не пускать, да, я согласен с тобой, я не говорю, я их не защищаю. Кто 95 Отлично, asbēs balbalh hubalbo aišķis un priesnitā hava hattarın japlurdu, hala vēl vispil etobala. Tažem tiem задвинуть аша хомдич бок мел боккара маршвойл. Но ценности вот эти свои народов, они должны европейцы сохранять. Рождаемость повышать, распутство, вот это, наркоманию, все это уменьшать, стараться продвигать какие-то христианские вот эти ценности по рождаемости, по семейному институт семьи, как у мексиканцев, например, в Америке, да. Там тоже в Америке именно мексиканцы, они, хотя тоже христиане, но они чисто, у них традиционные семьи, они против вот этих лесбиянства, гейства, там, всяких вот таких моментов. И это христианство против этого, конкретно против. Но Европа нет, она наоборот это все поощряет, например.
знаешь, что когда Евровидение было, я сейчас год не помню, и когда господин Вурст, или госпожа Вурст, как ее, Кончита, выступала на Евровидении, Да, вот этот танец. по-моему, победила она тогда. Я сейчас точно не помню, но она выступала, короче, официально. И после этого, через там, короткий срок, в Болгарии, потом в балканских странах, произошли такие наводнения, поводки там. И болгарский имам, поп, короче, сказал, что вот это наводнение, это все вина госпожи Вурст. Что, брат? Как тебе такое, Илон? Я не понял вопрос. Кому ты задал? Наводнения, которые произошли в балканских странах, их вызвал госпожа Вурст. Да. Нет, это, конечно. Шалом, всем шалом. Привет, Лазик. Маршо, Лазик. Машу. Нет, что-то здесь более интересно стало, когда Мартин начал заходить часто. Тут вообще, тут как бы, знаешь, есть минутка юмора такого. Владик, ты как считаешь, брат? Почему так? Я считаю, что во всем виноваты геи. Тем более в России. Нет, то, что вот брат говорит, что там насилуют в Европе эти арабы кого-то. Насилуют, в наглую насилуют, не просто насилуют, там в наглую. Из-за чего так? Что делать надо с ними? Выгнать Кибини-Феник к себе домой обратно. Вот я тоже говорю. Вот этих не посадить. Подожди, а с России кого надо выгнать, чтобы, допустим, в России тоже бандитизм какой-то, ну, там сваливают все на кавказских и так далее. А куда вот, как ты думаешь, Мартин, ну, в России же есть такое, что я якобы вот это... Абу бандиты вы их называете, нет? В России, если ты, может быть, я не знаю, верхушка там что-то, ну... Не, оставь верхушка, народ. Обычный народ. Русский говорит, вот Бородач пришел, вот Бородач туда, то сделал, Бородач это сделал. Нет, этого нет такого. Отдельно. Как такого? Что ты мне расскажешь, что такого нет? России ты что-то сделаешь, тебя сразу же придут, слушай, вот, малейшее. Не, русский народ. Также, если он... Вот эти русичи, которые говорят, вот здесь вот абу бандиты там изнасиловали нашу русскую девушку, там, не знаю, или абу бандиты там взяли, там, не знаю, побили нашего парня, там, какого-то русского. Они же собрались там, как это называется сейчас, организация-то? Община русская? Община, да, русская община. Да. Вот, правильно, они же собрались, получается, против кого они собрались? Против тех, кто себя ведет плохо, живет. Нет, что значит против тех, кто себя ведет? Нет, они конкретно выражают свое мнение против кавказских. Они говорят, вот мы, говорит, против... Не только кавказских, кто себя ведет. Не, вот как вот эти арабы, кто себя ведет. Нет, я ни разу не видел, что они ловили какого-то русского, как бы снимали ролики про него. Они русских не будут, но... русских не будут, да? Ну, а русских кавказцы, такие же есть кавказцы. Как русские? Если русский также будет себя вести плохо, много есть кавказцев, которые ему также поставят его на место. А эти, они специально именно тех, кто вот у них в стране ведет себя вот как вот эти арабы в Европе. Они-то сами... Так, еще раз, подожди, дед Мартин, я пытаюсь понять, вот эти кавказские, которые себя ведут там плохо, они россияне или кто они? Не все, да, они, во-первых, они не различают даже до конца кавказцев, кто кавказец, кто нет. Они хоть пакистанец, хоть таджик. Мартин, ты вообще слышишь, что ты говоришь? Сначала ты говоришь, что нет, это неправда, они там против всех бандитов и такое, как бы, не важно. А потом ты говоришь, да, вот сейчас они не различают, для них они конкретно... никогда не различают. Они конкретно против, получается, кавказских, да? Ну, ты лиц кавказской национальности. Не только, им без разницы. Если ты не русский, ведешь себя плохо... Ходишь к девушкам, там бьешь, там, не знаю, пристаешь, ведешь себя неадекватно, ходишь, бьешь, там,
пацаны стоят где-то пиво пьют, ты говоришь, не пейте пиво, бьешь их за это. Ты не имеешь права. За это они могут прийти и сказать, эй, Вася. Они, это по-моему, наша если страна. не ошибаюсь, они легализованные, как бы, да. Ну, на них уже закрыли глаза, как бы они там ведут себя как хотят. Потому что они правильные в них действиях есть. Против кого правильные действия? Они конкретно ловят кавказских. Ну, не важно, таджиков, кавказских. Ну, они там, ты сам только что сказал, что они различают, им похрен. Кто, короче, темный, кто с бородой, как бы, вот против него они там и прут. Вот если, допустим, русские изнасилуют там русскую, они будут про него ролик снимать? Если такое сделать, там полиция, эта девушка... Туда уже подключится полиция, да. А здесь не подключается, да, полиция? Здесь тоже, если вот эти вот, которые, как ты говоришь, кавказцы... Так нахрен они сдались? Против кого они? Вот эта русская община. Ласик, тебе, брат, я ж тебе объясняю. Вот кто себя ведет... Нет, ты себе объясни, что ты мне объясняешь? Я знаю, что это просто чистый как бы... Смотри, во Франции, например... Для меня это не то, что... Смотри, еще раз. Смотри, Мартин, я тебе объясню. Есть какие-то оккупированные территории. Что значит оккупированные? Опять же, есть какие-то, допустим, там республики, которые, да, добровольно хотят проживать там в составе России. А есть какие, которые не хотят проживать в составе России. Но их заставляют. А потом еще им говорят, что, послушай, слышь, ты пошел вон отсюда. Ты понимаешь? Это разные. Это политика. Что разные? А это обычные люди и политика. Ты берешь, политики хотят, кто хочет быть, с кем жить, страны, там территории. Мартин, что есть страна? Это определенной этнической какой-то группировки владения или же вместе всех взятых, кто живет в этой стране? Вместе, конечно. Все имеют право на это, ребят. Все имеют право, да, правильно. Почему в России не имеют? Имеют, в России все это же люди, эти же кавказцы, они же россияне, получаются. Да, что проблем нет. А почему именно русских не ловят, а остальных ловят? Тебе вот так же задают. Есть, что русских ловят. Есть кавказцы. Лично я даже. Если какой-то русский здесь будет ходить, бить просто так людей, ну, допустим, моей сестре там что-то скажет. Мартин, не накручивай. Бить просто так людей там никто не ловит, просто так бьющих людей. Они ходят, ведут себя вот как эти арабы. Ну подожди, там же кто продает овощи, фрукты, к ним придираются. Вот мы же видели все это. Мартин, что ты вот... Ну, если так, это беспредел, это незаконно. Если он незаконно работает... В смысле, если так? Ты хочешь сказать, что это не так? В смысле, если так? Почему государство их защищает тогда? Не наказывает. Смотри, вы вдвоем, слушай, напали на меня, дайте я вам отвечу. Смотри, государство, когда видит, какие-то отдельно есть там, допустим, может депутаты, может кто-то, да, они видят, что нужна какая-то сила, которая будет хоть какой-то улучшать вот этот порядок мигрантов, которые слишком начали оборзевать. Этническая такая, с названием такой. Своя банда нужна своя банда в стране, да? Своя русская банда. Не, ну может быть есть такой момент присутствует, но они не имеют права вот просто так ходить, как ты говоришь, человек фрукты подать за это. Я как россиянин, если я там живу, да, вот у меня российский паспорт этой страны, гражданин, я имею право создавать свое какое-нибудь кавказское, короче, движение, чтобы останавливать всех и кавказцев, и русских, короче, без разбора. Далеко я пойду? Смотри, если можешь сделать, если ты в рамках закона... Конечно, нет. Не, а в каких законах рамках? Если тебя гопники крышуют, если гопники тебя будут крышевать, ты далеко пойдешь. Ну, тогда же надо признать, если, брат, ты можешь все, что хочешь делать, закон не нарушай, главное. Надо же признать, что это незаконное образование, которое крышуют говнюки. Нет, если они, смотри, если они... Мартин, секундочку, можно я сейчас тебе секундочку объясню, донесу свою мысль? То, что вот по поводу конкретно тех арабов, которые проживают в Европе, насилуют, это, чтобы ты понимал, это беженцы, это, допустим, кто-то там... Ну, не только Лазик, это не граждане. Не, есть граждане. Я имею в виду, как бы, это люди, которые проживают там. А вот в России что происходит?
Это оккупированные территории, Нет, получается, да? Владик, нет, Подожди Франция. секундочку. Их насильно заставляют жить у себя дома, и при этом еще говорят им, что они бандиты и так далее. Слышь, вы говорите, там, Россия для русских, там, Москва для москвичей, Владик, такие вот лозунги. я Понимаешь, в чем понял. разница? Эти, Я допустим, понял, что ты приехали, хочешь там, я не знаю, переехали и так далее. Вот эти вот же животные, да, которые там бегают, делают то, что делают, как бы, да, в Европе. А тут у тебя получается, человек ходит с российским паспортом, а кто-то как бы, да, по своему желанию, а кто-то даже не по своему желанию. У него безвыходное положение, поэтому у него этот паспорт Я имеется. понял, Владик, Понимаешь? что ты говоришь. Да. Я Ну и понял. при Смотри, этом я ему тебе рассказывают, отвечу. когда он там ходит по улице, на него смотрят, знаешь, как на это, как какой-то там хрен его, какого-то нелегала, понимаешь? Можно Ты я тебя разницу чувствуешь между Можно Россией и ответить? Европой? Да. Хорошо, я услышал твой вопрос. Ты правильно говоришь. Смотри, вот эти вот французы в свое время с марокканцев убивали. Вот у меня вот друг, брат мой живет во Франции, да, он сам говорит, мы когда, говорит, бьем этих арабов, там армяне собираются... Ты опять идешь. Мартин, Не, я опять идешь. объясняю, Ты- брат. Я По его твоим вопрос... словам, подожди. Нас русские убивали, теперь мы можем насиловать их девочек. Я Ну, такого что не ты говорю. говоришь? Смотри, брат, ты не До так того, понял. как Франция вообще что-нибудь с марокканцами делала, что мавры, берберы делали над европейцами, вплоть до Исландии дошли. Возле Великобритании остров у них отдельный был, у сомалийцев, марокканцев, у берберов. Вот их переходной этот пункт, перевалочный пункт находился. Вплоть до Исландии воровали женщин белых. Французы захватили часть... Это до территории. того, как Франции вошли туда. Вон, когда султанаты, вот эти все основались там. Примерно скажи, какие это. Они часть территории французы захватили часть вот этих Не территорий. было тогда еще французов, не слышишь, что ли, блин? Ну, галлы, какая разница? Какие галлы? И галлы, что-то Это всю историю идет, эти войны. Это если- сейчас если- говорит, кто первый смотреть- начал, это равносильно, что сказать, блин, что первое, яйцо или курица. Не, Владик говорит, что они там типа живут вообще на птичьих правах. Не, мигранты. еще раз, Да. послушай меня, еще раз. У тебя они живут, россияне, они кавказские, работают. кавказские, Они живут, если приезжают они в Россию, если приезжают в Москву, допустим, вот там вот они живут на птичьих правах, понимаешь? А вот эти уроды, да, вот эти вот насильники и так далее, они, прикинь, в Европе живут не на птичьих правах. Я вот категорически против этого. Я считаю, что их нахрен надо оттуда выкинуть. Мартин, в отличие от России, за расизм можно сесть в тюрьму во Франции. России тоже сажают. Нет. Ни Россия одного уже есть соседа нету, расизм. брат. Ты всех Само посадил. русская община – это уже расизм. Русская община... Знаете, это полезно. Давай я тебе скажу, ты просил год, я тебе быстро скажу. В то же время, когда турки с момента завоевания Святой Земли, то есть Иерусалима, Израиля, причем довольно рано, многие халифы, включая аббаситов, были дипломатические отношения с Карлом Великим, французским королем, разрешали христианам совершать паломничество. Паломничества были очень важны для христиан, особенно после Константина, который фактически отстроил Иерусалим заново и возвел огромный комплекс церкви гроба Господня на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Паломничества были делом серьезным, и многие мусульмане позволяли христианам приходить, особенно в период аббасидов. Конечно, приходилось платить и терпеть всякое, но они приходили. Однако теперь эти турки устроили настоящий разгул. Они начали нападать на паломников, требовать с них еще больше денег и в итоге вообще не пропускать. Одна из самых известных ужасных историй произошла в 1064 году. Большая немецкая группа паломников отправилась в Святую Землю. Среди них, по описанию раннего источника, была очень красивая аббатиса, аббатство, отшельница, монахиня, очень красивая, которые все отговаривали, все знали, насколько это опасно, но она не послушалась и пошла. В итоге, как рассказывают, всех их убили турки, а ее многократно изнасиловали, пока она не умерла. И в конце говорится, что турки часто так поступали с паломниками. Кроме того, они оскверняли христианские святыни, включая гроб Господень. И, кстати, еще до турок, чтобы вы не думали, что только они, фатимидский халиф из Египта Хаким би Амриллах в 1009 году полностью разрушил церковь гроба Господня, сравняв его с землей.
Согласно мусульманским источникам, в частности египетскому историку Аль-Макризи, этот халиф разрушил 30 тысяч церквей и синагог в Египте и Большой Сирии. Это вполне логично, потому что, как я уже говорил, этот регион был очень сильно христианизирован, один из древнейших христианских центров. Это тысячные годы, как раз пока турки там основываются. Хорошо. А сами европейцы во времена Сейчас еще, похода сколько сожгли церквей? И ни одного еще нету церковных. Врешь. Первый церковный поход сожгли когда своих случился? Же христиан, сжигали своих же христиан. Первый церковный, я понимаю, тут несколько моментов ты путаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, но тут надо учитывать. Первый крестовый поход когда был, знаешь? Не знаю. Давай смотри прямо перед тобой, я сейчас загуглю. Они до сих пор продолжают. Смотри. Первый крестовый поход. Смотри. Первый крестовый поход западноевропейских христиан на Ближний Восток. 1096 год. Это уже 4 века прошло, как ислам появился, как они поизнасиловали всю Сирию. А Сирия – это христианская страна, чтобы ты знал. Какой год? 1906 год, первый крестовый поход. 1906? Ислам... Да, конечно. 1906 год. 1096. Вот, возьми крестовый поход, когда был. В 11 веке был. Да, в 11 веке. Ислам появился в 7 веке. Когда ислам появился в Мекке... Подожди, турки сейчас... Подожди секунду, я же тебе сейчас поясню один момент. Подожди. Турки начали вытворять это. Когда у них подожди одну минуту, на секунду. Подожди, пожалуйста. Аккурат в одно и то же время. Что и Не. Ислам появился в Мекке в 7 веке. Когда ислам появился в Мекке... Ислам оставь покой. Да ты подожди, я тебе одну... Да зачем ты со мной споришь? Зачем ты со мной споришь? Зачем ты со мной споришь о том, о чем ты не знаешь? Отвечаю на твою... Потому что ты, исламофоб, сразу хочешь все на ислам перетянуть. Ты же да знаешь, если я скажу что-то неправильно, ты же меня сможешь исправить. Да. Если я что-то совру, исправь меня. Да, исправишь меня. Если бы я вас не знал бы, тогда бы было бы странно. Ты можешь нас знать, но я сейчас кое-что... Подождите, не вмешивайтесь. Если я сейчас скажу какую-то неправду, останови меня, исправь, приведи источник, доказательства, и я заткнусь. Хорошо, я шайтан, иблис, даджаль. Сконцентрируйся на том, что я говорю, на информации, на аргументации. Если в моих словах будет неправда, опровергнешь меня. Ажам, твои слова основаны на истории, которые писали эти люди, никакого отношения не это имеет. Не историю они писали, что ты говоришь? Историю, это не они пишут, писали. как победители вообще пишут. всю науку вообще придумали мусульмане. Алгебру придумали мусульмане. Все цифры, ты можешь, да, я понимаю, ты вожделеешь, потому что... Темный век. Рассвет халифата для вас темный век. Обарк, по-братски, имей уважение. Эй, убивайте их, где у их, настигните, пока вся религия не будет принадлежать Аллаху Бож. У тебя аяты, в которых прям тебе предписано сражаться с многобожниками, с неверными. Чего ты здесь, розовую и пушистость играешь? Дай дослушаем мы его сначала, чтобы разобраться, что там историческое. Дочитай. Да, я вчера... В общем, я скажу, ты не даешь сказать, как я закончу, я тебя подниму, можешь меня опровергнуть. Я вчера про этот халифат уже 3 часа говорил с таким же мусульманином, чеченцем, как и ты. Сегодня мне его скинет автор, я на ютубе выставлю его.
Ты ничего не знаешь ни о халифате, ни о Золотом веке, вообще ничего, ни о крестовых походах, ты историю не знаешь. Я пытаюсь тебе дать ссылки, которые сам ты можешь проверить, и тут ты ссылаешься. Историю писали эти самые победители, а у тебя есть машина времени, ты туда отправился и сам лично увидел, и у тебя какая-то истинная история есть? Конечно же нет, это бред, не неси. Во-первых, эту историю писали не западные, а писали ее сами арабы, сами мусульмане. Вся информация, она находится в исламских исторических источниках. Тут ничего удивительного нету. Любой человек, который хоть немного интересуется наукой как история, об этом всем знает. Так вот, когда ислам появился в 7 веке в Мекке, Сирия, Ирак, Египет, это все христианские страны. Сирия – это христианская страна, там живет народ, который... Зачем микрофон включил, блин? Зовется арамейцами. Там очень развитое христианство. В Ираке, в Иордане, в Сирии, вплоть до Египта. Египет вообще там очень сильное христианское вообще. До сих пор 8 миллионов настоящих египтян, коптов осталось. Их геноцидят там. Сейчас Арабская республика Египет там превратилась. Хотя там есть коренные жители, но, к сожалению, их меньшинство, 8 миллионов только осталось. Коптами зовутся. Христиане веру сохранили и свой древнеегипетский язык сохранили. То есть прямые потомки древних египтян. Арабы туда пришли, и сегодня их там большинство, и поэтому Египет сегодня назвали Арабской республикой, государство Египет или что-то там, короче. Так вот, они, мусульмане в 7 веке, выходят, нападают на Сирию, разрушают церкви, пакт Омара прочитай. На суру 9, аят 29 откроешь, там в тафсир Ибн Касира на этот аят открой толкование. И там он приводит все хадисы, пакт Омара, который был наложен на христиан, унижающий пакт, где не разрешалось ни новые церкви строить, и не разрешалось ремонтировать существующие церкви. Также им вменялось челку убирать, пояса затягивать, не читать громко, в колокола не бить, не читать громко похоронные свои процессии, тихо все делать, короче. В общем, там много пунктов. Третий рейх, помнишь, что какие были вот эти унизительные там, отличительные знаки и все остальное над евреями в Третьем рейхе, что было. Это взято все из пакта Омара, чтобы ты понимал. Не все, конечно, там. Вообще жесть у пакта Омара. Там Третий рейх взял 23% оттуда только. И о чем, Прометей? Так вот, они нападают на Сирию, убивают христиан, забирают в рабство их женщин, увозят в свои пустыни в гареме. Сегодня нападает, уничтожает. Подожди, туда тоже дойдем. Нападают на Сирию, обкладывают их джизью, нападают на Ирак, Египет, разрушают церкви, убивают, забирают их женщин, мужчин убивают, детей превращают в рабов. В общем, все это творят они 400 лет. Доходит до того, что они уже в Европу заходят почти что. Уже в Европу они заходят. Нападают, забирают христианских женщин, крадут и уже доходят до Европы. 400 лет они изнасилуют христиан. И только спустя 400 лет впервые столько терпеливость проявили христиане. 400 лет свою эту христианскую. И через 400 лет, в 1096 году, папа Урбан II впервые объявляет на Клермонском соборе, вот эту в 96 году, крестовый поход первый. Происходит первый крестовый поход. Это как, скажем так, праведный ответ на изнасилование христиан. Когда уже крестовый поход, Иерусалим там возвращают, я все исторически, что они там вернули, не вернули, не помню. В общем, они побеждают, в Иерусалиме осаживаются. А уже второй, там, третий, по-моему, с 4-го начинается это, 5-й, 6-й, это уже христиане между собой начинают рубиться. Это уже другое дело, понимаю, там, жесть уже начинает происходить.
Ну вот первый крестовый поход, это вот праведный ответ на унижение от мусульман. То есть уже несколько стран христианских полностью исламизированы, завоеваны мусульманами. Это считай сейчас, если пол Россию завоевали бы, и пол Россию 400 лет там украинцы насиловали бы, или Украину половину захватили 400 лет, короче, уже всю Европу захватывают. И впервые ответные действия принимают. И дальше захватим, рак поставим, выебем. Есть базар? Да. ТикТоке, израильском ТикТоке. Израильском, принадлежащем Натаньяху ТикТоке, губами вы все захватите. Я это знаю уже, я сам песни уже слагаю об этом. Иштум Хультах. Еще один момент. Историк Реймонд Ибрагим Бош. Это тоже копт, египтянин, Америки он живет. Это библиотекарь, квалифицированный историк. И он дает интервью. Это сегодняшнее свежее интервью его. О да, чувство вины белых, но, по-моему, это самый презренный из факторов, который действительно должен исчезнуть. Это чувство вины белых, я никогда его не понимал. Недавно я изучал этот вопрос, потому что у нас есть День Колумба. Колумб, когда открыл Америку, там, в 1400 каком-то году, 15 веке, короче. День Колумба у них есть в этот день. И все эти люди начинают кричать, мол, ужасный Колумб и то, что он сделал с туземцами и так далее. Кстати, мусульмане тоже так делают. И моя мысль в том, что если уж говорить о лицемерии, все их герои делали вещи куда хуже, чем Христофор Колумб. Так что о каком бы чувстве вины белого человека ни шла речь, то же самое делали и с ними, и вообще со всеми остальными. Белые были порабощены черными, белых завоевывали. Я уже говорил вам, мусульмане, мавры, как их называли, выходцев из Северной Африки, из-за их темной кожи, доходили аж до Исландии, где жили очень светлокожие люди, и порабощали их в 16 веке. А возле Англии был маленький остров, может вы о нем знаете, Ланди, который фактически был убежищем берберийских пиратов. Берберы это Судан, Марокко и так далее, их они называли берберами, варварами, то есть в переводе. Берберийских пиратов, совершавших набеги и обращавших британцев в рабство. Так что, по-моему, это чувство вины белых искусственно созданная вещь, и его нужно воспринимать таким, каким оно есть. Если уж быть объективным, я только что говорил вам, что колониальная эпоха, то есть эпоха белого человека, да, можно сказать, что они завоевывали мусульманский мир, Индию, проникали глубоко в Африку, но они также приносили с собой полезные вещи. Именно поэтому местное население нередко хорошо отзывается о том времени. Они принесли науку, технологии, грамотность, медицину и так далее. А другие завоеватели, о которых мы говорим, включая тех, кто завоевывал европейцев, не приносили ничего, кроме смерти, разрушения и рабства. Так что если подводить итог, я не думаю, что белому человеку есть в чем особенно чувствовать вину. И я говорю это как человек, который, кстати, сам себя белым не считает. Я просто стараюсь быть максимально объективным. Но сам факт существования этого явления, и я рад, что вы это подняли, показывает, насколько далеко все зашло у многих белых людей. Они настолько зациклены на чем-то столь нелепом, тогда как все остальные народы, не являющиеся белыми, никогда бы даже не подумали смотреть на мир через такую призму. Мол, мои предки сделали что-то плохое, поэтому Англия теперь пускает пакистанцев, потому что чувствует вину за колонизацию Пакистана. По-моему, это просто невероятно глупое и нелепое мышление. Можно ответить тебе, брат? Да, можно. Смотри, я это сказал к Лазику. Золотой век ислама когда у нас был? Подправь, пожалуйста. Лазик, когда говорил... С 9 по 13 вот в эти времена. Когда они христиан завоевали, христиане и иудеи подняли их уровень. Мы вот до этого зашел Абарк, он говорил, у вас там траур, а у нас золотое время было. У нас у чеченцев тогда что за... Получается, кто там, Тимирлан, или кто до него, кто был? Там? В 13-м, да, в 14 веке Тимирлан, да. То, что Лазик... У нас, да, золотой век, да, больше половины народа убили. Золотой век для нас. Можно отвечу, брат? Сейчас ответишь, Мартин, секунду, подожди, пожалуйста.
Он просто мне ответил вот этот момент, я хотел этот... Да, Я не помню. ну да, тебе тоже. Ну, до этого мы говорили за это, за то, что они пришли. Давай, отвечай, давай, говори, Да. пожалуйста. Лазик, брат, говорил, что вот якобы в России коренные народы, которые, ну вот кавказцы, да, это Россия. Я и говорю к этому, что вот эти же арабы, ну вот эти же народы, которые там в Европе живут, они тоже там попали не просто мигранты, это обычные, да, ихние территории тоже в свое время были взяты, да, вот этими европейскими. И они там живут не просто на правах просто иммигрантов. А то, что когда-то это там они и жили, в принципе, их территорию... Мартин, не путай колонию с местом проживания. Когда ты приезжаешь туда и начинаешь там проживать, получаешь паспорт, это две большие разницы. То, что происходило там на Ближнем Востоке, когда здесь была колонизация там, европейских стран, там, Франции, там, Англии и так далее. Это чистая колонизация. Это какой-то, ну, это временно, опять же, что очень временно, как бы, да. Ну, они вот приезжали и колонизировали эти страны. Это что-то другое. Нынешняя территория. Когда ты переезжаешь жить и получаешь, для того, чтобы получить паспорт, желая проживать в той или иной стране, это две большие разницы, Мартин. Смотри, брат. Они уехали не из-за хорошей жизни, захотели переехать жить в Европу, потому что они, наоборот, захотели жить хорошо, поэтому они переехали жить в Европу. И ведут себя там, как обезьяны, понимаешь? Ведут себя там, как они вели себя у себя дома. Надо сажать. Это две большие разницы, понимаешь? Потому что я не знаю, что ты мне пытаешься здесь объяснить, Мартин. Не, я тебе хочу сказать, что происходит в России, подожди секундочку, Мартин, то, что происходит в России, тут, получается, колонизаторы, вот, допустим, вот колонизируют какие-то там республики, да, вот какие-то страны. И при всем при этом еще им говорят, что вы обезьяны, вы здесь не будете себя так вести. И при всем при том, то, что они приходят к ним домой и ведут себя вот так, как они себя ведут. Как бы. Они берут, оккупируют эти же земли, их же земли, и им рассказывают, что вы вообще какие-то хрен его знает, какие-то чукчи, которые хрен его знает, откуда приехали. Понимаешь, в чем дело? Ты разницу чувствуешь? Разница есть, но ты пойми, вот нынешние, смотри, колонии, даже если возьмем эти колонии, даже до каких вот Израиль, да, территория, даже до того была раньше английская колония даже. Это не колония была, это не колония. Это территория была. А там конкретно вот в Марокко, это было Марокко, как бы. Там у них в Марокко был правитель какой-то. Нынешняя Франция, смотри. Был какой-то президент. И пришли французы, колонизировали, как бы. Вот да, смотри, нынешняя Франция. Смотри, нынешняя Франция. Вот эта территория, которая есть. Раньше вот эти территории, даже может часть там этих территорий, не принадлежала этим народам каким-то. Вся эта территория была Франции всегда. Кому? Арабам это принадлежало? Какая-то часть этой территории была мусульманская. Да. Какой мусульманский? Смотри сюда. Ребята, здрасте, в первую очередь. Смотри сюда. Как ты, Лазик? Я всех приветствую. Смотри сюда, Мартин. Вот Хармад, вот, ребята, наберите потом. Если не найдете, я вам скину на ссылку. Смотри сюда. Вот ты, когда говоришь про Россию, про это, смотри, есть такой профессор Кикелия. Он антрополог, он историк и еще там археолог тоже. Смотри, когда про Россию идет речь, единственное сегодня на Северном Кавказе за последние 100 лет, да, это единственная страна, которая яро хочет вырваться, скажем так, да, из-под этого гнета, это единственное, это Чечня, которая давно стремится, чтобы жить независимо. Смотри, я почему имя профессора этого привел? Я даже вчера, это вот Вендетта, по-моему, был, да, я говорил, или позавчера. Ребята, смотрите, в южной и восточной части Грузии, да, провели там несколько, уже нормально довольно время прошло, провели археологические раскопки, много доспехов найдено. И когда они провели экспертизу, они поняли, что эти доспехи принадлежат вайнахскому народу. Они начали сравнение делать, да, там датируется, да, представляешь себе, некоторые 800 лет. И вот как бы эти угли водородные, или как говорят, анализ проводят. Ну, то есть очень древние они. И смотри сюда, там много чего еще найдено. Самое интересное то, что несколько раз, да, грузинское историческое сообщество заявку подавало, чтобы как бы передать их. Но смотри, самое интересное то, что сегодня никто не разрешает, чтобы вот эти реликвии передали бы Чечне. Почему? Потому что, и самое интересное, знаете, кто? Москва не разрешает. Вы понимаете? Москва. А почему, о чем это говорит? Смотри,
они сегодня, когда колонизируют, действительно колонизируют. И почему именно только Чечня пытается вырваться из российского гнета, да? Единственная страна, остальные страны и так себе помалу, никто особо не стремится. Во-первых, все прекрасно знают, да, например, что у Чечни давно были тесные отношения с Грузией связаны, включая и Тумкалинский район тоже, которая дорога до сих пор уже несколько десятков лет не могут соединить. И договорен Масхадов же не зря в свое время приезжал в Тбилиси в 96 году. Потому что они знают, что в любом случае Чечня сможет найти свое экономическое состояние. Они по-любому смогут. Даже те ресурсы, которые они имеют, ту малую индустрию, они могут выжить. Но проблема в чем? Я тебе объясню. Проблема в соседях. Понимаешь? Вот если бы, например, соседи бы в свое время поддержали бы Чечню, да, вот этого тоже не было бы. Только там такая ситуация, что у чеченцев нет никакой возможности со стороны соседей тоже, чтобы вырваться с этой ситуации. У них, я вот был недавно там, у них страна вообще маленькая. Но там, я вам скажу, там индустрия развивается. Там, например, да, вот эти малые бизнесы, ребят, там могут люди работать и делать это. Но дело в том, что не дают ту возможность нормально развиваться в Чечне. Вот я был еще в других маленьких республиках Северного Кавказа. Там не было такого стремления. Правду скажу, не было. И когда сегодня говорят, Чечня это дотационная страна, но она имеет возможность, да, делать самим тоже что-то, много чего. Я видел сельское хозяйство тоже как развивалось. Там говорят, один китаец был, короче, несколько лет назад, его выгнали. Вот он тогда действительно немножечко травил землю. А так, я вот Чечню увидел, да, сам народ, да, он умеет деньги делать. И поэтому у них стремление, наверное, больше всего как бы вырваться с этого, чтобы самим делать. Сегодня ты, когда говоришь русская община, они подходят к людям, они документы проверяют. В Европе за это, да и в России в Конституции запрещено у кого-то отбирать документы и проверять его документы. Вообще. А это бандитское формирование. Они просто ходят толпами, стадо баранов, и просто людей начинают там бить. И ты не говоришь, что только тех эмигрантов. Нет, много частей. Когда какой-то дурачок становится чеченцем, говорит, иди, говорит, к себе на землю или там другому кавказцу. Так он на его земле же, понимаешь, пришел на его землю, и там его не хочет отпускать. Это какое-то свиное сообщество. Чеченцы не рвались особо туда. Им не дают у себя дома тоже нормально жить, понимаешь? Иначе зачем? Чеченцев, у них не было тогда еще, если глубоко в историю заглянуть пару сотен лет назад, у Чечни не было интереса вообще там что-то либо делать в России. Они сами пришли туда, и сегодня же сами должны пожинать эти русские плоды, когда эти сообщества, вот это идиотское, бегает туда-сюда. Так что, в Европе за это, чтобы ты знал бы, Мартин, да, уже давным-давно все сообщество на сроке было бы, особенно их лидеры. Вот так, как они себя ведут. Давным-давно. Так что сравнивай даже не Европа. Их сажают, тоже там уже посадили их этих. Да, я тебя умоляю, сажать. Когда такой, как Маваши, это выходит. Ты же видел Маваши, вот они что говорят. У него тоже хотя есть сами... условный срок. Его или посадили, этого Маваши, про кого ты говоришь. Они такой, то это беспредел. Причем с подачи Бастрыкина какого-то, блядь. Все знают прекрасно это. С подачи Бастрыкина. Вот тоже, дело, брат, не имеет значения. Потому что за ними стоят вот это русское националистическое сообщество. Ублюдки. Я не знаю, это русская политика, это самая грязная вещь, какой ли только либо может быть. Беспредельщики. У тебя как грузинская всегда, ты как грузин всегда говоришь. Не, я не говорю, как, я сейчас говорю как нейтральный человек, брат. Посмотри, сегодня вот Армения, вот что с Арменией, например, да? Они сейчас пытаются все гайки сжимать Армении. Абсолютно все гайки. Понимаешь? Если Армения, там, уже я не знаю, это их внутреннее дело, но согласно тому, что, ты понимаешь, на границе, ты видел на Верхнем Ларсе, что творится? Там десятки километров армянские фуры стоят, не пропускают уже в Россию. Ты сразу у них в фруктах и в овощах нашли какое-то запрещенное, я не знаю, химическое, какой-то химикат. Это уже всем надоело, не актуально. Это тупое русское быдло уже, знаешь, не знает, что нового придумать. Ну, не хочет человек с тобой жить, понимаешь, в твоем составе. Хочет выйти. Нет, он должен сжимать гайки до конца. Я не защищаю действующая власть армянская или что, но как бы можно не обязательно закручивать гайки. А они делают все по беспределу. Что ты хотел, Ибрагим, сказать, братья, перебили?
Не, я просто подтверждаю мерзкой вот этой российской политики, их не то что политики, вот это рабская, короче, среда имперская. Там вот Бандеровка, я никак не пойму, то ты так пишешь, что ты сяк пишешь. Я, честно говоря, украинскую не понимаю, короче. Подними ее, брат, смотри. Она... Не пойму, что за вот эти разборы, там, ТикТок, войны. Что мы сможем сделать, Бандеровка? Весь мир раком поставить, что ли? Здесь какие-то по миру разбросаны чеченцы. Какие, что мы еще? Мы не можем хотя бы своих людей, вот, свою нацию, своих соотечественников, их просто хотя бы их вразумить, чтобы хоть какая-то часть людей была, стояла на своем национальном самосознании, на вот этих позициях. О каких еще войнах здесь речь? То, что до этого сказал Формат насчет крестоносцев, мне аж приятно стало, потому что мы были тоже крестоносцами. У нас отдельно есть свой этот армянские лузиняне. Это официальный титул крестоносских королей. И у нас, кстати, последний вот этот Левон VI Лузинян похоронен в Испании. Его тело бетонировано, как не бетонировано, а как в памятник слито, да, его настоящее тело сверху этот. И он там в храме у них в комплексе находится. Как вот, потому что он именно, он армянский, этот Лузинян, но это официальный крестоносцев королей. Вот этот Балдуин IV, его бабушка, матери, отца-мать, армянка, его отец женился, дед женился на дочери царя армянского, это тоже официально. И вот этот фильм, даже если кто смотрел, вот этот «Царство небесное» про вот этого Балдуина, там, где есть вот этот Гиде Лузинян, когда он приходит, с Аладдином встречается, говорит: оставь его мне. Саладин говорит этому Балдуину, он говорит: нет, я сам его накажу. Вот это тоже из этого же рода Лузинянов. Вот этот, кого он хочет наказать, этот Балдуин. И когда он его в темницу заточает. Это один род царский. Вот у нас вот с этим родом тоже Лузинянов было официальное. Что вот это близко к нам. И, кстати, с тех времен, с 4 века, то, что Ибрагим вчера говорили, что мы в Израиле с 4 века, Лазик тоже был тут. Вот это с тех времен и начиналась эта тема. И с крестоносцами мы там пришли и до этого. Воевали за Иерусалим. Ты, короче, палишь контору сейчас. Оказывается, вы там тоже были, да, Мартин? Ну, мы с этими, с халифатом воевали в то время. Но такой момент есть. Есть и армянский в исламе тоже есть армянские личности сильные были. Например, это Али Яхья Аль-Армани. Али ибн Яхья Аль-Армани. Вали был за Кавказья, Сирии, территории Азербайджана, Армении. Вот это все закавказские, короче, этот был арабами. Но он мусульманин был, армянин. Он там был откуда-то оттуда. Сауди или откуда его назначили там этим главным вали. Потом был еще сподвижник, армянин второго поколения, этот Табин Ас-Сабахи. Фаркад Ас-Сабахи. Фаркад Ас-Сабахи. Этот был Табин, армянин. Вот, кстати, вот этот течение, вот это салафизм, не салафизм, а этот суфизм, да? Какой у вас там в Чечне это течение ислама? Вот этот ученик вот этого армянина. Суфизм, кадирийский тарикат. Вот суфизм, вот это само по себе суфизм. Вот это придумал, вот это течение именно, вот ученик вот этого Ас-Сабахи, Фаркада Ас-Сабахи, вот этого Армина Табина, его ученик это открыл. Это до Иисуса Христа или уже после?
Не, брат, это, смотри, эти вещи, что вот это, то, что я говорю, да? Да я понял, но просто это, что эти крестоносцев история, то, что Друзиняны у нас была своя, то, что вот это халифата, вот эти сподвижники, табиины, это никто не может от себя это придумать. Вот, ну, любой, кто что-то придумает, там есть эта история этих самих, в халифата история, есть история вот этих крестоносцев. Туда ни Армения, ни Грузия не может сказать, что у нас был там какой-то свой. Это, ну, так, знаешь, там, фальсифицировать. Это тебе не Алиса, или там этот искусственный интеллект, вот этот, где ты там можешь от себя какую-то статью ложную туда вставить, и это будет вот просто... Там такого нет, это все в книгах, в этих историях этого... тех времен это все указывается. Ну, конечно, такая тема. Можете написать и... То, что вот Бендеровка, вот, то, что, я не знаю, ТикТок войны, не ТикТок войны. Вот фильм есть вот этот, «Мимино». Отличный фильм, да, там, при Совке. И там вот этот Фрунзик, я не знаю его имя, в этом, в самом фильме. Как? Ну, короче, он вот этого играл, там, водителя Краза. И, короче, туда, в суд он когда заходит... Да. Кяна играл. Да, туда на суд после перерыва он заходит и ищет, чтобы кто-то там показания дал, короче, свидетелей. И вот этот Крамаров выходит оттуда, косой. И он ему говорит: слышишь, друг, у тебя такие красивые глаза, добрые глаза, говорит, короче, иди по свидетелям стань. А тот такой, менты потом уходят, так, налево, развернулся, пошел. Этот, извини, там, я не знаю, как у него. Товарищ говорит, извини, через 15 лет помогу. Да, лет через 5 могу помочь. Вот такая у нас ситуация, Бендеровка. Нам всем миром доказали, что мы внутреннее дело Российской Федерации. И мы вот вошли в эту роль, мы поверили. Всем миром нам, вот сегодня, если украинцам всем миром, ну, хотя бы часть мира, да, там, цивилизованного мира, она полностью осознает, да, что происходит там, и пытаются каким-то образом помочь, там, вооружением, финансами, там, и всем остальным, то в нашей ситуации нам всем миром, нам доказывали просто: вы не правы. Так нам и говорили: вы не правы. Самое правильное — это делать полностью то, что вам говорят русские, потому что вы внутреннее дело Российской Федерации. Все, вот это вот нам вбивали в голову, втюхивали. Вот представь, вот сейчас Бендеровка, вот представь, вашу Украину гасят со всех видов этих. Каждый день кто-то там погибает. Вот у нас еще больше это было, да, потому что вас так по беспределу гасить не получается, потому что вас видно вот постоянно. Вот то, что там у вас было, вот эти два села, напомните, два городка вот эти, где погибло много людей. Напомните, как оно называлось? Буча, Ирпень. Вот этот Буча, Ирпень у нас постоянно продолжалось, понимаете? Вот постоянно, куда русские заходят, там Буча, Ирпень. В следующий населенный пункт зашли, там Буча, Ирпень. Все зачистки, все ограбления, всех вот так вот. И весь мир тебе говорит, вот представьте теперь, а вам вот сейчас вот в такой же ситуации, если бы вам говорили бы всем миром: алло, вы что сопротивляетесь там? Вы внутреннее дело русских. Все, что... Да, они там права нарушают какие-то. Не нарушайте там права. Закончите конфликт малой кровью. Там, вот русским, если вы обращались так, завершите конфликт малой кровью. И вам говорили бы: а вы сидите, вы внутреннее дело российское. Не сопротивляйтесь. Не, как бы вы...
вы нарушаете конституционный строй Российской Федерации. Вы должны быть вот россиянами. И на протяжении длительного времени нам в итоге это доказали через 2 войны, через ваххабитов, которых нам полностью притащили с вот этого Ближнего Востока, через вот эту литературу, которую в Русне печатали, да? Вот это все нам притащили, и по концовке всему нашему обществу, которое вот доказали все, теперь мы уже вот поверили в то, что в этом мире нету правды, справедливости. Что здесь, в этом мире, работает право сильного. Что у каждого свои интересы, и каждый как бы готов даже с дьяволом входить в сговор, короче, чтобы лично там обогатиться или личные какие-то эти решать. Нам вот это вот доказали всем миром. Я сейчас не про себя говорю, да, потому что я чуть-чуть с другой стороны это все понимаю, вижу и то, что мир все это профукал или, грубо говоря, просрал всю демократию, всю свободу слова, всю вот эту человечность там наработанную, да, там столетиями, вот эта вся цивилизация. Весь мир это просрал. Сегодня поэтому мир получает по морде назад. Путинами получает в морду, всякими вот этими диктаторами, тиранами в обратку начинает получать. За то, что вот никто не хочет, как бы все ведут себя «моя хата с краю». И сегодня доказали вот чеченцам, мне не доказали, да, я еще неправильно чеченец, извините, я вот такие, как у нас здесь наши там многие единомышленники, мы неправильные чеченцы, мы не законопослушные. А всем законопослушным чеченцам в итоге, да, их приструнили к закону, им доказали, что они должны помогать русским нападать на весь мир, уничтожать всех. И что они являются личной собственностью русских. Вот это вот произошло. Теперь я не знаю, вот вы там ТикТок воина. А чё, какого хрена, что нам делать здесь? Ибрагим, брат, ты ее не знаешь. Не будучи ТикТок. Не, я просто хочу объяснить. Я ее знаю, она нормально. Она не поймет, просто она поймет. Просто нужно объяснять это всем. Все, что происходит, я пытаюсь, я не знаю, вот такими примерами, другими. Подними пообщаться. Если захочет, она зайдет. Ты если здесь будешь, она не зайдет. Тем более, она принципиально не говорит на русском языке, за что я ее уважаю. Но, к сожалению, я не понимаю украинскую мову, поэтому у нас получается, с одной стороны, полный респект и уважение за то, что вот я бы тоже бы с удовольствием на этом языке сейчас бы с вами не общался и говорил бы желательно на английском языке, на других площадках, где как бы тоже не маленькая публика. Ну, я вот просто что вот хочу сказать. Вот это вот непонимание, куда, с кем, зачем, куда нам воевать? За Ахмад Силу нам воевать, что ли? Или, я не пойму, или за халифат воевать, или за Ахмад Силу, за что нам воевать? Я понимаю, я вот сам был в военное вот это вот движении, потом в партизанском был. Кто меня не призывал, я знаю, что я гражданин своей страны, я военно обязан. 19 лет, вот мне когда исполнилось, началась война вторая. Меня никто не вызывал никуда, не зазывал, никуда не это самое. Никаких этих не присылал, как она называется, мобилизации там и так далее. Я знал, куда мне идти, кого защищать, что делать. Но сейчас эта ситуация, она полностью поменялась. То есть, я не знаю, за халифат русские мне оставили со всем миром, с подачи всего мира, оставили только 2 варианта. Воевать за унитаз Путина или воевать за какого-то, я не знаю, фантастический какой-то халифат, с этим, во главе с Курешитом, арабом каким-то, на золотом унитазе. Вот Путин на золотом унитазе или какой-то Абу Куэш какой-то на золотом унитазе. То есть другого здесь выбора мне не оставили.
И когда ты знаешь, за что ты воюешь, да, когда ты знаешь, что твоя гибель, она не зря, ты вот жертвуешь собой, ты знаешь, что сзади тебя стоящие, они дело доведут до конца. То есть у вас какое-то есть мотивация, и что вы воюете за народ, и твои дети, твоя семья, или твои потомки, или потомки твоих братьев, сестер, они достигнут какого-то этапа, да, когда уже они освободятся и будут свободными какими-то людьми. Когда у тебя нету этой мотивации, тебе оставили унитаз Путина и унитаз какого-то херни какой-то, куришита или хреншита, я не знаю. Ибрагим, можно, брат, секунду? Тут сначала нужно чеченцам вернуться к своему национальному самосознанию, чтобы за что-то бороться, воевать, чтобы что-то отстаивать. За унитаз, золотые унитазы арабов, там, халифатов или русских воевать нету смысла никакого, вы понимаете? В Украине это, в Севастополе, я не знаю, в Кустанае, короче, да, в Португалии, я не знаю, в Испании, где бы это ни было, нету никакого смысла, никакой мотивации нету бороться за это. Ибрагим, брат. И вообще нету никакой цели бороться, там, воевать. Есть цель вот, вести себя правильно, как ведут себя народы, которые добиваются своих целей, своих национальных каких-то продвижений, короче, интересов там добиваются. Вот такая вот тема. Поэтому, извините, вот вы нам сейчас доказали, что мы русские и должны сидеть под русскими, там, не дергаться. Извините, лет это через 50. Сейчас пока сами как бы со своими русскими, всем миром, давайте решайте что-нибудь. Мы пока халифаты будем устанавливать, и одни будут путинский унитаз золотой устанавливать, другие халифаты, а вы пока сами будете разбираться с этим всем. Иншаллах. Ну, образно говоря, да, там вы имею в виду, как бы, понятно, да, о чем речь. Сказать, брат, можно сказать? Не, я сказал иншаллах, кстати, Ибраим, секундочку, да, Мартин, да. Я сейчас быстро скажу, ты можешь разговаривать, я слышал. Я просто, давай, я хочу аминь сказать, да, то, что Ибраим сказал. Я тоже говорю, не оскорбляйте в чате никого. Я тем более, когда я говорю иншаллах, чтобы здесь все слышали, иншаллах, это получается, как бы я благодарю Всевышнего, не вашего Всевышнего, который вы там вас призывает там убивать и так далее. Я благословлю своего Всевышнего на том языке, чтобы вы понимали, что это Всевышний просто. Это не ваш Всевышний точно. В чате не оскорбляйте люди, почитайте правила стрима, взаимоуважение, как условия победы, да, ну, почитайте, да, правила. Здесь не такой стрим. В чате не надо факи там ставить, там, оскорблять. Мы сидим... Мартин, ты иудей? Нет, серьезно. Ну да, почему бы нет, да. Не, ну почему? Сейчас его тоже к нам приписывают сейчас теперь. Сейчас думают, что Мартин иудей. Гиура или как она, блин, Гиура. Клянусь тебе, меня и к мусульманам, и к иудеям, и к русским, короче. Не, ну ты расскажи им, что ты первый человек на свете, как бы, да, ты потомок первого там Адама и так далее. Не, если я вижу, кто-то не прав или прав, я говорю... Расскажи, кто ты, чтобы просто так тебя евреем не называли, как бы, да. Я не могу брать какую-то сторону тупо. Если скажи, что армянин, что ты стесняешься, что ли? Я армянин, да, что? Все, чтобы все услышали, все. Я не могу какую-то сторону тупо брать, например, как, допустим, христиане будут только христианство, это истина, остальное все ошибки, или там, ну вот какую-то, или там мусульмане, как только ислам, это правильно. Нет, я все уважаю, всех людей, все эти. Кто-то, если не прав, хоть он мусульманин будет прав, я буду его сторону придерживаться. Мне разницы нет, кто какой религии. И поэтому эти говорят, он там, вот эта бандеровка, да, пишет мне факи, что я типа, то, что в России, допустим, живу. Думает, что я типа... Мартин, добавь себе там Мартин справедливый. Не просто Мартин, добавь туда рядом. Мартин справедливый. Надо быть справедливым. Чтобы все понимали, с кем они разговаривают. Не, я себя не хвалю, просто имею в виду, брат, что надо быть человеком прежде всего. И уважать все эти. Человеческое, любое. Если кто-то прав, не имеет значения.
Надо даже во вред себе, если кто-то слабый, например, или он прав, даже если тебе не выгодно, ты должен, достойный человек должен поддерживать этого, даже если ему это в убыток будет. Но все равно за правду ты должен постараться встать как-то. Я уважаю такое. Быть продажным там или каким-то этим. И во всех этих религиях, в принципе, должно это цениться. Адекватные люди это ценят, человеческие моменты. Бандерка, поднимись на минуту, пообщайся, по-украински будем молвить, по-украинской мове, блин. Не поднимай ее, не поднимайте ее. Я не знаю, что она бегает за мной постоянно, лазик. Я честно, я вас не знаю, девушка, клянусь, не знаю. Вот, Амина, что ты от меня хочешь? Ты сидишь там у Элея, например, у этого. Он женщин чеченских трогает, говорит, у меня есть девушка там в Америке, чеченка, она изменяет мужу там. Ты сидишь, это все слушаешь, мне даже противно это все слушать, грязь эту. Еще я когда ему сказал, не говори грязные вещи, так ведите себя культурно, меня взяли, заблокировали там. Мне без разницы, я не мусульманин. Если он беспределом занимается, я ему говорю прямо. Хоть он армянин, хоть он... Вот зачем ты меня в чате оскорбляешь? Я тебя трогаю как-то, что-то. Не обращай внимания, что ты девушка говорит. И Лазика оскорбляет еще. Да, оставь Лазик разберется там. Оставь, я с Аминой не ругаюсь. И тебе советую тоже, как бы, да, не отвечать девушкам, оставь. Салам алейкум. Приветствую. Ва алейкум ассалям. Приветствую вас. Давайте это вот так пообщаемся уважительно, да? Мастер, как ты? Нормально, ты как? Смотри, да, давно. Подожди, ты сейчас будешь начинать, да? Сейчас за тебя Камаль, ты сейчас как Киркоров зашел не в ту дверь, чтобы ты понимал. Вот, ты тоже здесь, да? Как ты? Нормально, ты как? Пойдет нормально. А Ты что это? Ты Киркорова слушаешь? Не, подожди, он за правильные вещи говорит, например, да, если мужик за правильные вещи говорит. Почему ты ему такие слова говоришь, будто ты ему, знаешь, подкалываешь? Вот так если по-мужски. В чем подкал? Я говорю сейчас, Мартин за правильные вещи говорил, например. Если он за правильные вещи говорит, вы его подкалываете. А если бы он был сейчас в вашу сторону говорил бы, да, типа вас прикрывал бы или там за вас говорил правильно, вы бы сейчас за него, что не подкалывал. Послушай, Камаль, Уважение, знаешь, что ты местный казахский авторитет и так далее, как бы, да. Но на нас это не работает, чтобы ты понимал. Мы все друзья, здесь никто не подкалывает, брат. Здесь лазит. Ты там у себя на районе, там, наверное, разводишь какие-то базары там с малолетками и все такое, да. Ну, Камал, перестань. Не, давай вот так сделаем. Зачем вы сейчас конкретно ты лично трогаешь? Зачем ты сейчас говоришь авторитет, авторитет? А что, ты не авторитет? Я мирный человек, зашел как по-мирному есть. Угу. Ты зашел фитнес наводить. Мы сидели, смеялись, прикалывались, зашел здесь фитнес. Почему ты сейчас... Нет, я зашел вообще по-другому. Почему ты пытаешься с армянина с евреем поругать? И давай не будем вот это... Да. А что не будем? Вот давай ты не будешь, да? Вот ты знаешь, да, какой мы сидели, нормально общались, ты заходишь такой, слышь, ты, что вы так вот это говорите, и говорите, что вы на него наезжаете. Он тебе звонил, Мартин, ты ему позвонил? Брат, ты российский мусульманин, ты мусульманин российский? Какая разница, главное, мы люди, относиться по-человечески друг к другу, и все, что вы сразу... 100% согласен, мы все творения, мы все одна материя. Мы все творения Всевышнего, у каждого свой путь есть, понимаете? Ну, в этих ситуациях просто если за правильные вещи, когда... Это что за движение там? Какое? У него, это у него там этот... Ну, это что тебе друг нет, сейчас... подожди, тебя зовет его. Нет, подожди. Тебя создали человеком, ты умеешь разговаривать. А это животное, которое люди держат вот по соседству. Я сижу вот на улице, жарко, вышел, чуть прохладно, с вами общаюсь, диалог веду.
Я просто зашел, говорю, если за правильную вещь человек говорит, почему вы не говорите «да»? Они говорят, да, если ничего не говорят, значит согласны. Камал, а ты Что переехал, да? У тебя палестинский флаг же стоял, этот, тряпка какая-то была там. Ты мне давай вот это, как Вот тебе ты, сказать? нет, может, ты переехал, как бы, у тебя флаг стоял, ты в газе положил, Давай, нет? слушай, провокация. Я провокация. У меня тем более... Я спрашиваю, да, я интересуюсь, что ты там. Он вот Видишь, от даже не этой спрашиваю, а песенки, интересуюсь. Разик, он от этой песенки Лично отталкивается. у меня, например, у меня... Тимати песню слышали? У тебя есть борода, ты скажешь мне да. Он вот эту песенку от этой отталкивается. Это Тимати, это певец, но я не певец. Я мудряк. А ты за Палестину? Ты мне сейчас такие вещи говоришь. Ты те вещи мне говоришь, которые знаешь, что я мирный человек. Мне без разницы, Палестина и Израиль. Самое главное, чтобы по соседству и жили все мирно, дружно. Чтобы мирно все были друг к другу. Относиться по-человечески. И чтобы жили счастливо, мирно. Окей. Ты пацифист. А как это понимать? Что ты меня опять кем-то назвал, что ли? Ты вегетарианец, говорит, не, говорит, я чеченец, говорит, смотрел этот ролик, да, я правильно? Вот послушайте сюда, чеченец, это чеченец мусульманин, курд, это курд мусульманин. Разные люди вот так по нации тоже определяются, у каждого есть своя нация. Лазик, он говорит, я азербайджанец, не Может чеченец. быть мусульманином. Чеченец думает, что он мусульман. Я все равно люблю российских мусульман больше. Ты говоришь, что... Объясни, как может быть чеченец мусульманином, когда он аяты не признает, хадисы не признает. Вот ты знаешь 50-й аят сура Союзники, 33-я сура, 37-й аят, в которой Аллах и пророк дозволяют совокупляться с двоюродными сестрами. Как чеченец как может? Ты знаешь вот одного чеченца, который на двоюродной сестре женат? В Лубянке звонит ему. Он с Таджикистана, походу. Что-то с Казахстана. Камаль, он с Казахстана. Да, ты всех знаешь, Лазик, ты все Ну, здесь. курд, но он какой-то непонятный курд какой-то такой. То ли курд, то ли не курд, как бы вообще какой-то. То ли курд, то ли манкурд, да. Но он сам непонятный, но сам не знает, как он еще не определился. Флажки все меняет там на аватарках. Один раз у меня тут разборки были в ТикТоке, короче. Мне говорит, дай номер свой, короче, туда-сюда. Мне звонит, и начинаем с ним, короче, разговаривать. Он говорит, ты знаешь, кто я? Мои братья, ты знаешь, кто, короче? Ты что там, туда-сюда? И там так петух, короче, кукарекует так громко. Я говорю, что это твои братья, что ли, слушай? У него там, я не знаю, животные, короче, там, какой-то в деревне, короче, сидит, меня качает. Надо было сразу. Тиграми, львами надо быть, а петухами брать. Он так когда я сказал, вот это что? Он говорит, мои братья, ты знаешь, кто, короче. И этот петух так громко кукарекует на заднем фоне у него там. Я говорю, это что ли твои братья? Он так психанул. Ты бы видел, что с ним было, короче. Ну, этого сейчас тоже звал какой-то там баран. Ты пояснение хотел на что дать? Какой Ты кому обращаешься, Камаль? Он это маска, как его же? Он же там что-то пояснял, что хотел сказать. Кто, я? Да, ты. Нет, ничего не... Нет, там другой, я говорю, мне звонил какой-то один парень года 3 назад, тут разборки у меня, ну, он там мне номер, дай там, номер дал он, короче, это же такая прикол был, вспомнил. Все нормально, брат. Ты мусульманин? Кому говоришь? Слегка. Что я хотел поинтересоваться? Ты что говоришь? Я уважаю мусульман, как российских мусульман? Да, российских. Я вот на стриме. Считается, что ты всех мусульман уважаешь СНГ, да?
конце что ты сказал, уважаешь? Я говорю, считаю, это вы ко мне, да, обращаетесь? Да, мы же разговариваем. Я говорю, ты уважаешь всех мусульман СНГ, да? Нет, СНГ это уже нету больше. Не, раньше, ну, вообще по-большому. Только русских я люблю. Ну, это и, братан, смотри, это и есть вся община мусульман СНГ, да, как у них были с поколения до поколения, которые сейчас идет и идет, понимаешь, они такие же воспитанные, такие же. Камал, откуда вышел ислам? Оттуда вышел, да, получается? С СНГ? Не понял. Ислам откуда вышел? Смотри, ислам, чтобы ты понял, да, у каждого своя религия по названиям, правильно? Ислам это религия, да, ислам пришло от Всевышнего прямой. Книга, священная книга, речь Аллаха. Пришло миссия пророчества Мухаммада, саллаллаху, когда он Мухаммада подготовил, и через ангела Джабраиля, алейхиму ассалям, Аллах отправил Мухаммаду откровение. Сура Фатиха читай. Узнаешь суру Фатиху и узнаешь, что ради своего Господа читай. Потому что тебя Вы знаете, брат, суру Фатих? Да. Не могли бы вы, вот тут немного джинны мешают нам в эфире? Надо вот чуть-чуть им разгон дать. Поэтому мы часто просим братьев, мусульман, как вы, искренних, чтобы они нам Фатиха, суру прочитали в эфире. Сказать, окропить барай, блин. Давай начинаем тогда, слушай. Да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Это он, подождите, это он серьезно читает или просто прикалывается? Подожди, Вендетта. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Как красиво он читает. Это кто такой? المغضوب عليهم ولا Балбалай, Росса бедуинская балалайка. Это маленький джин, который возбудился. Камал, ты прочитал джин, наши целые. Нет, прикинь, на кого мы в итоге, мы на этого, на чтеца сильнейшего, который учителя Мишаня Рашида наткнулись. Это у него, знаешь, как, по-моему, маленький. Камал, репетируй снова, Камал, наберись силам и от души пей. Это вы озвучиваете, Мобедов, как ты, брат, эти, да, они, видишь, начинают слушать, хочешь, слушай. Камал сразу... Это денег зашел. Ты расскажи им, как ты с шайтаном разговаривал. Это джин-тоник. Слушай, короче, я с шайтаном разговаривал. Ситуация была такой, у меня была ситуация, с джинами, да, разговаривал. Что тебе сказали, Камал? Брат, вы с джинами тоже можете? Ну, они да, я пошел на лечение, короче, там одной девчонке помочь, она заболела джинской болезнью, и она, я когда к ней подходил, я ей помог, и она, она мне говорила, отходи от меня. Как помог? У него понос был, что был, буасил был, как ты помог? Ох ты, мам, это ты что ли? Сука, узнал я. Чё, как ты? Не знаю, вот новое фото делал. Как тебе мое фото? Нравится? А чё, ты глаза разные, что ли?
Да, один глаз Чимкена смотрит, второй в Грузии смотрит, на Кавказский город. Ты что, одним глазом туда-сюда, в мою сторону, что ли? Да, вот над тобой наблюдаю в шоке, короче. Они тебя не знают, они тебя будут долго слушать просто. Кто? Да, вот когда ты подошел, Джин помогал, что у него было? Понос была, буасил была, чем ты помог? Палец засунул. Поноса не было у него. Он, короче, рассказывал, да, мне, я у него спрашивал, он рассказывал. Оу. А ты что мне тот Джин подошел, который девочка, почему мужчина не подошел? Не, ты че? Интересно ты мой скажешь. Не, вот этот человек, антиквар, он видел джинну, общался с шейтаном. Такие люди, короче, миллиард раз вот приходят, уходят, так что. А че, почему не верят люди? Ну вот Ибрахим не верит, говорит, у джинны какой причем. В миллиард лет один раз такие, да, только бывает? Да, вот Камал, представься, ну они тебя не знают, давай. Меня Камал звать? Слышите меня, мужики? Что мы были знакомы? Это как аварский повод. Камал, какого цвета был этот джин? Я слезы еще вытираю. Нет, потому что это тоже, это самохарактерное воспитание над собой, да, это морально-психическая ситуация тоже может в расстройство. Да? Ибрахим очень чувствительный человек, он уже плачет, а он такое чудо не слышал. Объясни ему, Камал, пожалуйста. Короче, если человек познавал себя... Мой джин даже заплакал. Смотри, если да, они могут быть такое. Они, видишь, вам жалуются уже. Что я хотел сказать? Это, а так вообще по поводу этого, смотри, Мамедов, да, базара нет было в таких ситуациях. Подходили, интересовались. Ну, факт, что я был сильнее них. Даже у тебя сомнение было, что это джин или нет? Базару нет, ты зацепил, брат. Нет, смотри. У меня, короче, вот такая ситуация. Да, базара нет, они подходили, интересовали, интересы гоняли мне. Там потом подошел, там маленькие были, которые базара нет, которые по 500 лет было, по 400 лет было. Ну, приходили те люди, те джинны, которые были по 700, по 600 им лет, то они постарше были. Они дольше, чем вороны живут, что ли? По-любому. Они до 700 лет, до 600 лет. Старше Чапаевской лошади. Да, у них отряд, знаешь, какой отряд? У них есть такой отряд, да, мужики, я вам как скажу. У них среди них маленькие, есть большие, есть огромные. Тоже в таких ситуациях, да? Если Ты их никак смотрящий был там? Факт, что я, знаешь, как познал этих ситуаций? Я, когда себя познавал, когда я себя познал, и когда человек себя познает, самопознание характера человека, то тогда они большинство сильно очень подходят. Потому что ты познал себя познал, и они очень сильно подходят тебе. И ты борьбу с ними тоже видишь. Брат, а как познать вообще дзинь? Короче, не знаю, вот это насчет познавания, не знаю, да, ну, факт, что они, если бы к тебе, ты бы их в натуре хоть один раз увидел бы, тогда ты бы понял бы, видишь, ты, даже если я скажу, ты будешь, может быть, даже с таких целях будешь понимать, то, что человек врет или правду говорит, или как у тебя будет наполовину сомнений, наполовину будет говориться, да ну нафиг, он увидел эту ситуацию. Это в тебя сейчас такая ситуация происходит, понимаешь? Другим это избранным только дано увидеть. Вот я тебе что и говорю, смотри, сейчас я тебе что скажу, брат. Сейчас он со мной интерес прогоняет. Можешь определить, кто здесь еще? У тебя же ко мне сообщается такая информация, от тебя такая информация ко мне сообщается, что ты на сомнении, что у тебя как половина, знаешь, как ты думаешь? 100%, я 72%. Да. Почему я не буду брать? Потому что я себя познал, у меня внутри что творится, и то и самое с тобой творится. Сомневаемся. Ну, ты тоже, брат, 72%, да? Не понял. У него iPhone 18, у него зарядка на 100, не 70. Что он сейчас сказал? Он какой-то ответ мне ответил, хочу ответить ему. Ты тоже 72%, как я? Не, я 72%, я на весь 100, самопознание характера человека.
Я просто 72, но сейчас у меня еще 2% падает. Ну, если ты на 72, если 2% у тебя падает, ты на каком уровне? Около 70. А что в этих ты понял? Надо с коровами дружно жить. Если мы еще полчаса здесь поговорим, я, может, на 65 еще съеду. Почему ты так думаешь? Скажи, пожалуйста, твои размышления, почему так подумали? У тебя вроде бы размышления... Почему? Судя из нашего вот этого общения, я сразу как бы чувствую. Короче, вот в таких ситуациях знание это у Всевышнего. А по поводу ситуации, что мы познаем по Писаниям, и факт, что наша вся ситуация в наших руках. Это и пути жизни твоей, путешествия, как жизнеописание твое, да, как ты распринял, как ты принял, так и ты и пойдешь. А как я воспринял, как я принял, так и я пойду. Самое главное, Камал, а что значит знание у Всевышнего? Что между мной и тобой была дружба. Камал, а что значит это знание у Всевышнего? Всевышний учится чему-то? Откуда он взял эти знания? Потому что творится на земле, это все... Ты же мусульманин, братан, ты не можешь говорить. Это все маджуджи, муджуджи виноваты. Смотри, я тебе такое объяснение дам. Все речь, которая идет на земле, это вся речь Всевышнего. А по поводу всего, который против Всевышнего пошел, это сатана и стресс навса твоего, который против тебя пошел. Камал, а к чему человечество придет, скажи о концовке, как тогда будет? Самого человечества как придет? К чему придет человечество, в конце концов? Ну вот это вся неразбериха, война вся. Вот эта вся ситуация, которая вся у человечества в руках, которая есть, которые должны из сплоченности к миру идти, к всему человечеству мир, и ждать того времени, когда придет пророк Иса. Понял. Касаемого пророка Исы, сейчас я скажу, пожалуйста, потом вас послушаем. Касаемого пророка Исы, когда он придет, то люди, что человечество на земле есть, должны все к единому прийти. А Даджал, я, например, Даджала жду. Чтобы было мир над всего человечеством, чтобы никакое насильства не было, чтобы никаких ядерных военных ситуаций не было, чтобы было мир. А вот, Камал, я, например, Даджала жду. Я хочу стать его начальником охраны. Я могу на сторону Даджала. Ну, если честно сказать, ты же знаешь историю его сня. Камал, читай Туа, что Даджал не пришел, пожалуйста. У меня кредит. Смотри, в этих ситуациях, я же говорю, в этих ситуациях должно быть к всему человечеству мир. Люди не должны против... Но в Коране нигде про мир не написано. Там 9 суре, подожди. Аллах говорит 9 суре 29 аята. Убивайте неверно, пока они не уверуют в последний день в Аллаха. Заставляйте их платить джизю в униженном состоянии. О каком мире ты говоришь, Камал? Ты сумасшедший, что ли? Смотри сейчас спасение мира это от человечества. Здесь муджахид один, смотри, осторожней. Спасибо мира это человечество. В Коране про мир не говорится, по Коране говорит, Аллах говорит, терроризируйте их. Я тебе вот так скажу, потому что говорится слово «мир в обоих мирах». Говорится это слово. Это говорится. Ну, ты что, не знаешь? Ладно, это что я хотел тебе сказать. В этих ситуациях... Не знаю, где говорится мир, обе мира, мир, жвачка. Где это написано? Аят, номер, хадис. Сейчас по миру каждый человек и каждый, который есть жительство, они должны все сплоченно дружить. И у них должны быть... Камал, ты на чеченский можешь петь? Ты мне что, я же не чеченец, брат, они мои братья мусульмане, но я не чеченец. Не можешь на чеченском? Я не мусульманин, ты тамбовский волк тебе, брат. Кому? По поводу чего? Мусульманин. Почему? Тебе можно клясться и нарушать клятву? Нет, конечно. Как нет? Пророк же сказал, если что-то выгодное увидите, можете нарушать клятву. Пророк запретил это.
Смотри, сейчас я тебе аят приведу, 33 сура, 37 аят. С этим аятом это 100% факт, что пророк нарушил данную клятву Аллахом своего приемного сына Зайд ибн Харису. Он сказал перед людьми, перед Каабой, поклялся 3 раза Аллахом, что с этого дня он его приемный сын. Потом достал из кармана вот этот аят, 33 сура, 37 аят, и нарушил свою клятву, данную перед людьми Аллахом. Как не нарушал пророк клятву? Ты что? Кто нарушал? Пророк клятву нарушал? Перед каким человечеством? Да, 100%. Перед каким человечеством? Перед вами, мусульманами. Касаемо чего он? Касаемо чего? Ибн Хариса, приемный сын. Когда он его приемным сыном делал, он 3 раза поклялся Аллахом перед Каабой и перед людьми. Прямо перед обществом мусульманским. Что с этого дня Зайд ибн Хариса его сын. А потом этим аятом... Это было от какой женщины и он усыновил? Зайнаб бинту Джахш, двоюродная сестра Мухаммада. Хорошо, ладно. Тогда вот так сделаем, если ты вот эту вещь пресекаешь к этих ситуациях, как ты не понял правильно, может быть. Давай касаемо тебя. Как я не понял правильно? Давай касаемо тебя теперь. Давай вот так сделаем. Давай. Ты сейчас как сказал? Это сын Зайнаб был, правильно, когда посланник Аллаха на ней женился? Не сын был, а мужем был. Муж был двоюродной сестры пророка. Он насильно... Подожди, я тебе, ты по ходу аяты, не знаю, с 33 сура, 36 аят. Двоюродная сестра Мухаммада, Зайнаб бинту Джахш, не хотела выходить за бывшего вольноотпущенника. И она прямо в этом тафсире это говорит пророку. Я не хочу быть женой раба бывшего. Тогда Мухаммад достает из кармана 33 сура, 36 аят и говорит: Аллах уже сказал свое слово, ты уже обязана. То есть Аллах уже заключил брак между тобой и Зайд ибн Хариса. И насильственно выдал ее, за этого своего приемного сына. Потом отнял 33 сура, 37 аят. Нарушил 3 раза данную клятву Аллахом. Прямо перед Каабой, перед людьми. Да, вот такой был наш пророк, Маша. Давай вот так сделаем, ты сказал же, да, давай послушаем эти, сейчас вот так я тебе скажу. У Зайнабки было свое личное. Если она была по вероубеждению правоверная мусульманка, если она не хотела выходить за другой религиозный обряд, за мужчину, это ее право. Какой другой религиозный обряд? 29-й. Приемный сын Мухаммада, ты что думаешь, что он не был мусульманином? Ты что несешь? Алло. Давай вот так сделаем, давай вот так скажем. Например, если ты не женат... Подожди, ну да, теперь я скажу. Ты сказал? Ответ. Ты сказку сочини, давай. Ответ, да, пускай будет сказка для тебя, ответ послушай теперь. Если ты, например, одна женщина к тебе, ты понравился из такого человека мудрого, да, такого, как ты, человека нету, да, например, ты проявляешь свое милосердие, и эта женщина попросила, что этот мужчина на ней женился. И, понимаешь, если женщина у тебя спросит, ты на ней если женишься, если ты такой мужик, такой ты на языке прям громко высказываешься, да? Аят читаешь или хадис? Ты сможешь на одну женщину жениться, и у нее остался сын, и чтобы ты ее усыновил? Ты сможешь того сделать? Ты вообще, ты сейчас аят или хадис, ты что ты читаешь? Подожди, давай один вопрос, тебе вопрос я тебе задал, сейчас потом я тебе скажу. Если женщина тебе понравилась, ты на женщине женился, и у нее остался один ребенок, ты бы усыновил бы его? Алло, 29-й, я тебе говорю, что вот Зайд ибн Хариса был рабом, которого Хадиджа подарила Мухаммаду. Алло. Хорошо, и он, Мухаммад, сказал, поклялся Аллахом перед Каабой, перед людьми, что с этого дня он его сын. Потом 33 сура, 36 аят. Насильственно выдал Зайнаб бинту Джахш за своего приемного сына. Потом отнял у него ее. 33 сура, 37 аят, в котором прямо Аллах говорит: о Мухаммад, почему ты скрывал в своей душе то, что мы сделаем явным? Почему ты опасался этих кафиров, мудаков, когда нужно было бояться меня? Почему ты их боялся? Мы женили тебя на ней,
то есть на свою двоюродную сестру, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших своих сыновей. Этим аятом Аллах отменил доисламские обычаи, в которых вообще не можно было жениться, вообще не дозволено было жениться на женах бывших своих сыновей. Алло. Так ты хочешь ответ услышать? Ты мне ответ, свои предположения мне не нужны. Да, ответ. Тебе ответ вот так в руки, коротко. Тебе ответ в руки. Камал, беги отсюда, пока не стал атеистом, беги. Тебе коротко и ясно ответ, потому что даже если это было усыновление, это не было через молочное, понял? Что за молочное несешь? Алло, тут не могу. Язина, где шлиц, мадет, язина, картинки. Касаемо кровяного, что родной брат и сестра стал, только через молочное может быть. Тебе коротко и ясно сказал, все, о чем мне больше тебе говорить? Я тебе сказал, что Мухаммед нарушал свои клятвы. Я тебе дал 100% факт. О каком молоке ты говоришь, я не пойму. Если Мухаммед нарушал бы свои клятвы, мира не было бы на земле. Мухаммед много раз нарушал свои клятвы. Когда к Мухаммеду подошли из какого-то рода, там не помню как род, попросили верблюда, Мухаммед сказал: клянусь Аллахом, я нам не дам это верблюду. Потом 4-й раз, когда подошли, он 3 раза уже поклялся Аллахом, он им отдал верблюды. И ансары спросили: о посланник Аллаха, ты же 3 раза поклялся, что не дашь им верблюдов. Тогда Мухаммед ответил: когда я что-то выгодное увижу, я нарушаю свою клятву, освобождаю одного раба, или кормлю 10 бедняков, или пост держу 3 дня. Все. Алло, 20 лет. А так, если хочешь, я как мусульманин тебе скажу, если я увижу раба, если я тоже увижу раба, главное, вы его в пользу, главное, этого раба освободить, то я бы поклялся бы и держал бы 3 дня пост, и попросил бы у Аллаха прощения, и Аллах меня наградил. Ты вообще знаешь, я тебе привел факт, что Мухаммед нарушал свою клятву. Это будет моя хитрость, главное, чтобы раба освободить. Ты меня понял? Как, расскажи, пожалуйста. Если для освобождения рабов было это, то если поклялся Аллахом, обманом, если даже что-нибудь такое, то 3 дня оплачивай. Да, можно держать пост, если обманом будешь кляться. Ну, факт, что касаемо... Я тебе факт привел, что Мухаммед нарушал клятву. Касаемо раба, спасти раба. Подожди, я тебе 2 раза факт привел, что Мухаммед нарушал свои клятвы. Привел или нет? Кто не имеет права кого-то в рабство держать, понимаешь? Алло, я тебе 2 факта, что Мухаммед нарушал свои клятвы, привел или нет? Смотри сюда. В этих правилах сказано: не клянитесь. Вендетта, не так надо ему задавать вопросы. Ты понимаешь, что он проотвечался? Я знаю, что нельзя обманом кляться еще. Нет, ты понимаешь, что тебе пытается объяснить, как бы, опять же, еще раз, я не лезу в вашу дискуссию, но я знаю твою голову, как бы, вот тебе говорят, что твой пророк проотвечался. Вот Проотвечался, говорят тебе. Хорошо, если ты, давай я и ты, вот так что пообщаемся, если у тебя какой-то раб, и ты его не освобождаешь для своего выгода, для чего-то хочешь ты сделать, чтобы главное от тебя раба освободить, я над тобой прохитрю. Главное от тебя его вырвать и спасти, отпустить на волю его. Он вольный человек, он не твой раб, понял? Зачем вообще рабы нужны? Зачем? Это же несправедливо. Какие рабы? Ты о чем говоришь? Мы же люди. Были раньше как? Люди брали рабство, базара нет. Ну, были раньше люди как? Слуги были. Как сейчас у нас 21 века говорят, техничка, уборщица. Тогда было как? Тогда были как? Слуги были, да, вот такие вещи были. Назывались. А касаемо рабства, никто не имеет права какого-то рабства держать. Потому что у него есть вольная свобода. Скажи тогда. Ты же знаешь, вот ты в исламе вроде шаришь, я вижу. Не понял, что говоришь? Раньше зачем тогда рабов держали? Ты вроде разбираешься в религии, расскажешь, нет?
Раньше рабов для чего? Да, выкупали для своего дома, у кого было замки большие, королевства, вот это всего. Они брали рабство для своего дома, чтобы уборкой занимались, работали для них, чтобы они... Для них все, да, для них строили, они им рабы были. Эти люди были рабы, а не слуги. Там слоны, короче, потом эти с большими веерами. Например, если например, ты взял человека, смотри, если ты взял человека к себе, если по его услугам, как он по твоему дому делает, если ты ему платишь за это у тебя просто дома. Так, не, подожди. Камал, есть рабство, а есть, когда человека нанимаешь на работу. Да, а если ты человека к себе принял, как раз-то он на тебя работает, ты ему ничего не даешь. Значит, принял его. Вот ты берешь его, раба, ты заставляешь его что-то делать. Смотри, Камал, вот 24 суре, 31 аята. Аллах, пророк, дозволяет лишать половых органов рабов, чтобы и женщины, мусульман, не ходили перед ним, то есть не испытывали неудобств каждый раз одевать хиджаб. То есть, чтобы женщины голые ходили, пророк и Мухаммед дозволяют секирить органы вот этих рабов. Это нормально? 24 сура, 31 аят. Смотри, Смотрю. Я тебе вот так скажу. Женщина, смотри, женщина такая вещь. Ты каждой своей женщине такая вещь. Да, телевизор. Да, я скажу. Ты должен перед своей женщиной делать хорошие напоминания, к ней ласковые проявлять. Ты куда идешь? Я тебе говорю, что Мухаммед и Аллах дозволяли лишать половых органов своих рабов. Ты куда идешь, женщина, вещь, телевизор, холодильник? Я тебе говорю про рабов. Это нормально, лишать половых органов вообще людей? Это нормально? А что, половые органы, когда люди делают, они через согласованно только... Ну конечно, за деньги, за монету. А что тут? Смотри, смотри, нападение на спящих многобожников, 146 глава, 3012 хадис. Я ночью со своими муджахидами нападаю на вас, короче, отправляю на концерт Кобзона мужчин. Ты, короче, попался в плен, ты ранен остался. Твоих жен, дочерей, твоих женщин забираю секс-наложницы, а тебя делаю евнухом, лишаю тебя половых органов. Это нормально, да? Смотри, Мухаммед, он мусульманам запретил, если даже которые противники против вас идут, то если вы идете против них, то если у вас, как тебе сказать, у вас идет... Ты куда идешь постоянно? Не перебивай, если у вас идет конфликт между собой, мужиками, да, не трогайте детей, женщин, стариков. Не трогайте, я закрыл хлеборезку теперь, послушай сюда. 146, глава 146, в котором Мухаммед дозволил убивать детей и женщин даже. Читаем хадис, 3012 хадис, главу название просто прочитай. Нападение на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин. 3012 Сахих Бухари хадис. Однажды в Аббе или в Адане, проходящего мимо меня пророка, спросили: «О посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин?» То есть просто спрашивают, не будет ли на нас греха. На что Мухаммед ответил: они принадлежат к их числу, то есть мочите в сортире, как Путин сказал. Кроме того, я слышал, как посланник Аллаха сказал: заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. Как Мухаммед не дозволил убийство детей и женщин? Я тебе хадис привел, который он дозволил. Теперь опровергни этот хадис. Смотрю. Когда были между толкованием вот это действительно конфликтах, где были их воины, солдаты, где были женщины, старики, мужики, им было запрещено на них нападать. Хадис номер. Я тебе достоверную версию сказал. У нас нет такой порядок. У нас нет такого. У мусульман нет такого, чтобы пойти. У вас нет, потому что вы не мусульмане, вы обычные трусы. Потому что мусульмане знают свою религию, они так и делают. Так и делали. Мухаммед ночью нападал. Давай перейдем на аят, который ты сейчас, Камал, указывал. Почему ты лжешь? Нет уже там такого. Давай тогда прочитай там в Сирии. Да, подожди.
Давай, 24 сура, 31 аят. Читаем тафсир Эльмир Кулиева Абу Аделя. Читай тафсир гребаный. Читай, нет, ты хлеборезку тут молоть не будешь. Ты или читаешь тафсир, или вылетаешь. Смотри, картинки, Читаешь тафсир или вылетаешь. Сразу читаешь тафсир. Начинаешь читать тафсир или вылетаешь. Начинаю читать. Читай, давай, я слушаю. Смотри, я тебе не чамал, со мной не пройдет. Эльмир Кулиев, читаем тафсир Эльмира Кулиева. Мы слушаем. 24 сура, не 21 аят. 24 сура, 31 аят. Читай ты для начала, лжец. Не, ты сказал, что я лгу. Ты будешь читать как раз таки. Нет, ты читаешь, чтобы я тебя проверил? Не, ты будешь читать. Тафсир Ибн Касира, да? Там именно в этом указывается в тафсире Абу Сегодня мало Аделя. заработали. Не, давай, сначала читаешь тафсир Эльмир Кулиева, потом Абу Аделя. Давай, мы ждем. А разве у Эльмир Кулиева есть тафсир? Разве у Эльмир Кулиева есть тафсир? Успокойся, я тебе 100 раз повторяю. Перевод Кулиева или перевод Абу Аделя, или тафсир ты имеешь в виду, Касира или Асаади? Что ты конкретно имеешь? Вот когда вот заходишь туда, именно в исламский сайт, тебе первым вылетает вот этот гребаный ФСБшник татар, Эльмир Кулиев, брат мусульман. Потом Эльмир идет Кулиева Абу есть Адель. тафсир? Тебе сейчас сказали, перевод есть. Смысловой перевод? Да, бля, перестань нахрен. Ты читать будешь это или Ну ты вылетаешь? подгораешь, подожди. у Ты Эльмир будешь Кулиева есть читать тафсир? или вылетать? Что ты выбираешь? Потому что Нет, ты ты знаешь, ему что не ты сейчас не объяснил, что вывезешь. читать, я... Подождите, успокойтесь. Вендетта, на секундочку, ты не объяснил просто, что читать. Просто перевод Кулиева или же тафсир Ибн Касира, что ему читать? Сначала он читает перевод Эльмир Кулиева, Абу Аделя, потом хоть все тафсиры. Давай. Кто такой Эльмир Кулиев? Я его знать не знаю. Наш брат мусульманин, татар, ФСБшник гребаный. Эльмир Кулиев, во-первых, азербайджанец. Вот ты уже лжешь. Да, он Ты ваш лжец. брат ФСБшник, Ты мусульманин. уже лжешь. Как он может брат быть Шмаков, ФСБшником, если Игорь он гражданин Шмаков, Азербайджана? как ваш брат Как Игорь он может Шмаков. быть ФСБшником, если он гражданин Азербайджана? Почему ты лжешь? Тем Дамаев. Не меняйте тему. Алихан, не меняй тему, я тебя сейчас сам спущу. Не меняй тему, Конечно, отвечай не на... спустишь, потому что я сейчас... Тебя попросили прочитать суру. Читай. И в прах сотру я вас. Смотри, губами, смотри, давай читай губами ты будешь читай. это делать, губами это ты будешь делать. Да читай, мне уже интересно, елки-палки, давай читай. Читать ты, если не будешь, ты сейчас опущенным будешь. Ты или читаешь тафсир... Так, и, Алихан перевод. сейчас вылетит, если еще одно лишнее Чей слово тафсир? Чей? Безбожник. Алихан сейчас вылетит. Вылетит сейчас. Чей тафсир Алихан. читать? Вы Безбожник. ему не объяснили, Не, подождите, вы ему не объяснили, что читать. Вендетта, я тебе тут целый час накрикиваю. Ты не путай перевод Эльмира Кулиева, Абу Аделя, Крачковского с тафсирами Абу Касира, Асаади, там, Джаллалей, короче. Этот дурак даже не знает, о чем речь идет. Хорошо, сейчас опровергни. С эмоций. Ты конченый исламофоб. Смотри, с эмоций спуститесь на вот этот дискус, да, и Чей тафсир читай? Давай, попытайся объяснить. говори. Касира, тафсир, Ибн Только не Касира. говори, адис есть, не говори. Чей тафсир читать? Ибн Касира, тафсир, прочитай 24 сура, 31 аят. Да, я правильно произнес номер? Да, 24 сура, 31 аят. Нет, сначала он читает перевод Эльмир Кулиева, это же наш брат Эльмир мусульманин. Кулиев пускай свой Потом, перевод себе в жопу когда запихнет. закрываешь хлеборезку, сначала слушаешь. Сначала ты читаешь Эльмир Кулиева. Подожди, Алихан, теперь ты грубишь уже, потому что ты... Я не собираюсь какие-то переводы читать. А что ты хочешь? Как мы узнаем без перевода? Когда идешь к черту.
Там Зура просится, я выйду, пускай Зура поднимется. Они прекрасно знают, что в этом аяте прямо там пишется. Лишь вот кому вот эти женщины без хиджаба могут показать себе на глаза? Кому? Вот мужчина, вот там перечисляется, там отец, брат, потом, вот прямо там пишется, рабов, лишенных вожделения. Да, лишенных половых органов. Это по поводу хиджаба, ты знаешь, почему это прикрытие? Для чего это прикрытие? Это для дьявола. Я сейчас прочитаю, я знаю, кто этот хиджаб придумал. Закрыл хлеборезку, сейчас слушай. 13 глава, выход по большой нужде женщин из дома. 146 хадис. Передает Айша. Обычно для удовлетворения большой нужды жены пророка выходили на Аль-Манаси, обширное открытое место в кладбище Аль-Баки в Медине. Однако посланнику Аллаха Умар говорил, заставляй свою жену надевать покрывало. Однако Мухаммад не делал этого. Однажды Сахла бин Зам, которая была высокой женщиной, вышла по нужде положить фугас. И Умар обратился к ней, сказал: «О, Сауда, мы узнали тебя!» Он сделал это, чтобы было ниспослано откровение о ношении покрывала, то есть аят. И Аллах действительно ниспослал такой аят. Алхамдулилля, Вендетта правильно говорит, брат. Полностью я согласен с тобой. Всем салам алейкум. Бардак, мои. Пророка Аюба читал историю? Приветствую, друзья, всех. Вендетта. Ведущие. Машла. Всем салам, братья. Родные вы мои. Вендетта, привет. Ибрагим, салам. Машла. Всем братьям, ведущий, привет, брат мой. Всех салам алейкум еще раз. Вендетта, я с тобой. Ты согласен? Я полностью согласен. Ты правильно говоришь. Альхамдулилля, брат. Мухаммед был педофилом, брат. Смотри, хиджаб, если ты хочешь конкретно за хиджаб, узнаешь, прочитай историю пророка Аюба. Вот тогда ты узнаешь. Был педофил. Не, Зураб, это по кафирским пониманиям. Сейчас зачем ты сейчас как оскорбитель? С точки зрения ислама сейчас Камал, Камал сейчас разъяснит, поэтому не спешите. Хорошо. Давай вот так будем уважением относиться. Мухаммада не оскорбляйте, хорошо? Если Мухаммада не оскорбил, потому что Мухаммад спал с 9-летним ребенком. Педофил – это медицинский термин. Педофилом называют люди, у которых психическое расстройство сексуального характера. Людей с такими отклонениями вообще влечет к детям до пубертантного или раннепубертантного возраста, то есть самым маленьким детям. Это психическое расстройство сексуального характера. уважаемый, это ошибка, вы ошиблись. Не ошибка. 32 сахих хадиса есть 65 сура 4 аят, 33 сура 49 аят, в которых любому мусульманину дозволено быть педофилом официально, ни от кого не прячась. Мухаммед спас женский пол. Где? Как где? Во тех временах, помнишь, когда арабы и во время их ситуаций, когда побольше... Ты помнишь, да? Они всегда род ждали, они всегда пацанов ждали. Когда девчата рождались, они... Я тебе рассказываю два аята. Я тебе дал номер 2 аятов, в которых говорится о педофилии. Есть еще 32 сахих хадиса. 6130 сахих аль-Бухари. Сама Айша передает. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Но он снова посылал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста.
5133, 5134 Сахих Бухари. Мне было 6 лет, когда меня сватали за пророка, а когда уже повели от никахит, мне было 9 лет. 1422 Сахих Муслим. Мне было 6 лет, когда меня сватали за пророка, и отникахал, когда мне было 9 лет. Есть еще хадисы, в которых прямо указывается, что первый акт совокупления он совершил прямо в доме Абу Бакра Сидди, а прямо у них дома, не отходя от кассы. Неуважаемые, мусульманская ума знают, что это ошибка. Они не воспринимают это. Это ошибка. Когда вы не мусульмане, если сахих хадисы... Как не воспринимают? Это А вот где ты здесь видишь вы ошибку, не что это ошибка? воспринимаете. Подождите. Я согласен, Камаль, ты полностью этим кефиром всем разъяснил. Давай теперь добьем, чтобы все понимали, что мы с тобой нормальные. Вот смотри, ни Мухаммад, никто этим не занимался. Это все убираем к чертовой матери. Если сегодня 9-летняя девочка и к ней подойдет 53-летний мужик, ты кем его считаешь, такого человека, который готов с ней жениться, заниматься вот такими взрослыми отношениями? Кем ты считаешь вот такого? Я тебе вот так, только давай вот так сделаем. Сейчас вы недавно касаемо Мухаммада это говорили. Если я тебе справедливо скажу, нет. Оставь Мухаммеда, оставь, просто скажи. Да. Я тебе справедливо скажу, чтобы вы касаемо Мухаммада стрелку не кидали. Хорошо, мужики? Мухаммеда оставь, при чем тут стрелка? Смотри, мы же закрепили, что это к Мухаммаду не относится, эти хадисы, это все ошибка. Теперь нам с тобой нужно добить, чтобы люди не подумали, что мы такие делаем. Смотри, объясни вот этим всем, у них джинны, сейчас у всех там, я не знаю, агрессировать начали после того, как ты Фатиха прочел, здесь все, разбушевались. Поэтому нам с тобой нужно добить их всех. Давай, быстро. Да, объясните нам. Да, вот 9-летняя девочка, если ее вожделеть, с вожделением к ней относится 53-летний мужчина, хочет на ней жениться или ее с ней вот эти отношения вести, кто он такой? На сколько лет, например? Если 50-летний мужчина хочет жениться, на какую? 53 и 9 лет. 9-летнюю ребенку. 9-летний ребенка. Теперь послушайте сюда, мужики. Честно ответь, при чем тут Мухаммед? Оставь Мухаммед, оставь. Просто реально посмотри жизнь на сегодняшнюю. Брат, послушай, родной, послушай сюда. А секунду, я вообще слова не говорю. Вот смотри, брат. Ибрагим правильно сказал, оставь Мухаммеда, реальную жизнь, сегодняшнюю жизнь посмотри. 53 года человек подходит к 9-летнему ребенку. И он готов на ней жениться. Нету разницы или тогда. 9-летним ребенком, если он переспит с ним, сексом будем заниматься. Кем ты этого человека считаешь? Просто скажи твой ответ, и все. Мухаммед, стрелку не перебрасывай. Просто скажи для тебя, что это значит. Это педофилия или нет? Просто ответь, брат, мужик, нормально. Послушай сюда, мужик, послушай сюда. Я хотел сказать на это слово мужика. Я грузин. Слово потяну, понимаешь? Выслушай. Да. Все, ты сказал, выслушай теперь. Касаемо человеческого возраста, если, например, это полагается, если на 5, на 6, на 7, на 10 постарше разрешается, но если человеку 50-60 лет и жениться на 8, на 9, на 6, я не одобряю это, и Мухаммед это не одобрял. Кем считаешь этого человека? Скажи мне, педофил или нет? Это больной человек, можно говорить. Послушай сюда, вопрос у тебя, еще раз повторяю. Я понял, что ты не... Кого ты считаешь этого человека? Нету разницы, там, он там близкий твой или нет. Ты просто скажи. Послушай, этот человек не педофил. Слушай, если он нахально, насильно сделал, то это... Нет, смотри, сейчас они подумают, что мы с тобой такие делаем. Ни нахально, ни насильно. Вот пришел к своему другу, да, какой-то 53-летний дед, и говорит, дай свою дочку 9-летнюю, и берет ее в замуж. Кем ты считаешь его?
Смотри, уважаемый, если человеку 50 лет к своему другу прошел, если у него есть дочка в доме 9-10 лет, и ему 50 лет, если он у отца спросил, если отец сказал, дочка не против, если этого возраста, то я тоже не против, это ее счастье. То если девчонка... Давай я сейчас вот поставлю, мне 63 года, я не пойду так глубоко, мы знакомые, я нормально, не пьющий, обустроенный. У тебя 15-летнюю дочку, ты выдашь за меня замуж? За кого? За меня 63 лет, например, мне 63 года. Ну, по-большому, если по моим мнениям, я тебе не выдам. Почему? Потому что у этой девчонки тоже есть свое личное. Ну, она тоже может, согласна. Ты же ее спрашивать будешь, я подъеду нормально. Если дочка согласна, отец что можешь против сказать? Скажи, пожалуйста. Sabudayx marshal düşük masaga. İhoşi tajalyaşi liyeçi bejniş uğuşi işek uğuşi onu şek joval var son naçale dün dukkanı var na osto şovul. İş tulkoş das. Абу Кирилл, салам, братья. Маршал Думасак, приходите свободным. Ассаламу алейкум, товарищи мусульмане. Алхамдулилля, гамарджуба, брат. Привет тебе из Грузии. Привет. Вот это вот, смотрите, если дочка согласна на счастье, 9-летний, просто объясни мне, пожалуйста, как может понять счастье свое, замужнее счастье 9-летняя девочка? Вот, можешь объяснить? Замолчал, он не хочет ответить. Проблема. Все сейчас думают, вот эти кефиры, вот этот главный Абу Кирилл, который является всей Руси, короче, этим самым. Мафиозом. Нет, он святой папа. Короче, вот они все сейчас думают, что мы с тобой такие делаем. Как тебя? Наиб не делайте, наиб прямой говорите, наиб здесь не пройдет. Вы лучше занимайтесь своим, чужое личное не трогайте, зачем они? В чем тут личность? Тебе просто вопросы задаем, мы здесь осуждаем, брат, человеческую жизнь, понимаешь? Какая разница, девушка, 9 лет, человеку 53 года, брат. И когда человек просит своего друга, чтобы он видел его дочку за него замуж, это нормально, как может, родной? 9-летний ребенок? Ты эти вопросы не искажай, просто люди не от своей памяти ошибку написали. Ты посмотри, дружище, мы зайди у меня, вот смотри, брат, одну секунду, смотри, брат, зайди у меня в страницу, и первый ролик, посмотри, брат, там больше 500 000 видеопросмотров, брат, который тебя вопрос задавал, Вендетта, это его ролик был, я просто поделился. Зайди и посмотри, что люди там в комментариях пишут, брат. Больше 800 000 просмотров, брат, этот видео летит и летит, потому что вот такой вопрос, ровно вот такой вопрос был. Как можно видеть 9-летнего ребенка за 53 года человека? Какая разница? Пускай люди на ошибку внимания не обращают. Ошибкой. Подожди, брат. Послушай сюда. Я еще раз скажу, брат, родной. Религия, сегодня исламская религия, брат, 1500 лет. Это молодая религия, брат, понимаешь? И людям надо правильно показать, брат. Всевышний говорит нам, не суди человека, или ты сам будешь судимым, понимаешь? И когда ты меня учишь, секунду, родной, сейчас. Одну секунду, брат, я послушаю тебя. Секунду, мой родной. Когда ты меня учишь ненависти и убийства,
Как я это должен принимать, брать? Понимаешь, в чем дело? Когда ты меня учишь жениться на 9-летнего ребенка. Я тебя не учу, уважаемый. Не, я не про тебя говорю, мой золотой. Я просто про религию говорю. Боже упаси, я религию не осуждаю, не оскорбляю. Но поведение, брат, понимаешь? Поведение, что показывает. По этой поведению Вот ты смотри, вчера- я сам христианин, брат, православный. Если бы мой Иисус сделал бы такое, я клянусь, брат, своей честью и своей здоровьем, я бы отрекся. Я бы отрекся от этой религии, брат, Твой понимаешь? Иисус в чем дело? придет, когда твой Иисус придет, иншаллах, когда Иисус придет, он тебе Да. скажет, такого не было. Брат, если бы он сделал бы так, как Мухаммед делал, да, я бы сам бы просто сказал бы, я не христианин. И все, брат, я отвергся бы от этой религии. Потому что... Камал, придет дальше за своего брата миссию будет. Это пророк Иса за Мухаммада придет миссию дальше будет. Подожди, Камал, Я вот вот так смотри, скажу. все Одну секунду ученые... скажу и все. Не все мусульмане террористы, брат, но все террористы это мусульмане, брат, сегодня. Понимаешь, в чем дело? Вот об этом почему я говорю. Не, вот мне интересно узнать Тоже, то, потому что... он тоже мусульманин. То, что ученые арабы, арабские ученые не отрицают, почему вы стараетесь отрицать это, не признавать? Вот у меня интерес. Потому что есть над арабами еще те люди, которые... Не, ну ты, который веришь, есть, который ты ссылаешься, вот, а это нормальные ученые, вот я им верю. Есть у тебя, которые имена какие-то определил ты для себя? Кому верить? Кому-то верить? А ты думаешь, что Да, я... да, ученых ты думаешь, что по какой ученого я взял, да, Писание? Да, вот духовный наставник, кто у тебя? Это ханафитский фикх Абу Ханифа Масхаб. Вот все, дайте мне сказать, Камал, вот ты раньше сказал, если там 9-летняя дочка согласна, что она хочет счастья, вот ты сказал, я выдал бы замуж. Вот скажи мне просто, вот эта 9-летняя девочка, как может узнать замужнее счастье, вот это, как она может рассуждать, по-твоему? Смотри, уважаемый, я тебе сейчас разъяснение дам на это слово, чтобы тоже человек понял правильно. Если девчонка, такой мужик пришел взрослый, если он поинтересовался у отца... Я тебе объясню. Когда в жизни... Когда девочка в куклы играет много, она начинает понимать, что такое взрослая жизнь. Ну, брат, девчонка, которая играет еще с куклой, она даже до замужества еще не думает, это ребенок. Вы что говорите на туре? Ты сказал это, если тебе друг придет? Да, теперь послушай сюда. Если к тебе друг пришел и просит твою дочку, там, 9, 10 лет или 12 лет дочки, потому что 10, 11, 12 лет, это же дочка самостоятельно понимает... Я говорю, 9 лет. Дай скажу. Потому что самому девчонке 10 лет, 9 лет отвращение будет на этого старика, понимаешь? Как она может? Она не позволит себе этого. Может быть даже. Девчонка, например, не согласится. А как может еще отец выдать ее? Скажи, пожалуйста. Если девчонка не соглашается со стариком, как отец позволит? Я тебе скажу одно, если вот ко мне пришел бы, даже мне намек на такое сделал бы, ну, это по-другому. Я вообще говорю, ты 9 лет сказал, если она счастлива, вот это я не понял. Ты неправильно сказал, да, это? То если у меня была бы дочка 9 лет, или 10 лет, или 11 лет, то если откровение ко мне пришло бы, то если Всевышний сказал бы, я пошлю своего пророка, ты должен обязательно свою дочку отдать, то я по приказу Аллаха отдал бы. Я одно слово скажу. Камал, вам вопрос. Спасибо. Камал, один вопрос задам тебе, можно? Вот смотри, дружище, вот я тебе еще раз говорю, я грузин, я христианин, я тебя... Вопрос хочу задать. Как ты принимаешь тех людей, вот когда я еще раз сказал, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. Когда эти люди кричат «Аллах Акбар», взрывают себя, и как будто они, по их мнению, они попадают в рай. Вот смотри, вопрос в чем состоит.
Когда ты идешь мирным людям, в середине стоишь, там дети, женщины, старики, взрываешь в себя. Как ты это принимаешь, брат? Как ты его примешь? Это человек, кто для тебя? Я принимаю, что который человек идет на покушение детей или женщин, стариков, то этот человек тиран. Этот человек, то я не приветствую этого человека. Такого человека надо уничтожить. Смотри, брат, я вот так еще раз говорю. Ему говорят то, что чем больше он людей убьет, он попадет в рай. Я еще раз вопрос задал вам задаю вопрос. Вот этот человек, который себя взрывает и не убивает мирных людей, кто этот человек для вас? Чем больше он людей убьет, тем больше он в ад попадет. Значит, он для вас террорист, правильно? Он себя противоречит, ты ошибаешься, Камал. Что я хотел сказать, брат? Касаемого. Не, вы сказал, я услышал, спасибо большое. Касаемого Чувашева. Вот ты свое выдаешь среди этого исламского, то ты говоришь человеческое. Ну, не с религией ты говоришь, понимаешь? Религия это не говорит, как ты говоришь. А что я сказал? Ты сказал вот так, кто убивает детей, женщин, они, короче, падшие люди туда-сюда. А твой... Тиран, вот тиран. А вот твой пророк, он наоборот вот так нападал на спящих мирных жителей и убивал и детей, и женщин. Красавчик, вот это я хотел вопрос, брат. Вот это я хотел, брат. Ну, что ты вопрос хотел? Алхамдулилля, машаллах, красавчик, брат. Ты говоришь, я вот это и хотел, я вот это и хотел. Тебя тоже не поймешь, уважаемый, да, ты определись. Потому что Мухаммед не убивал... Вот ты не изучал этот Коран до конца, как его должны изучать. Ты по-человечески не принимаешь это. Как вы можете так на Мухаммада наговаривать, мужики, что Мухаммад пришел для всего человечества, для мира? Как вы можете на него так наговаривать? Это ошибка, мужики, вы ошиблись. Это не мы наговариваем, это его сподвижники, кто хадисы, Бухари, Муслим. Они говорят, мы-то же не жили при нем. Нам это преподносили так сладко. Ты говоришь подвижники, тогда в их время тоже уважение было такое похищенство. С те времени это до конца жизни, на все времена дано. Нету там тогда, сегодня, это до конца, все. Там печать стоит. Там нельзя менять какой-то пункт. Вся проблема в этом, понимаешь, если со временем, да, вот сегодня по-другому, надо вот так перестроить, менять пункты, это устарело, это не идет, это не делается там. Вся проблема в этом. Ты, не я, никто не может там даже одну запятую исправить. Можно я Камалу еще один вопрос задам, брат? С вашего разрешения, конечно, если можно, брат. Садал, дашь вопрос? Можно, брат? Да, я извини, что перебиваю вас. Камал, вы меня слушаете, Камал? Камал? Камал, слышишь, брат? Камал, ты слышишь меня, брат? Или ты отошел? Отошел, оказывается. Ну ладно, брат. Он зайдет потом. Ушел. Прекрасно. Ушел, Здесь ученые, арабские ученые, все это, они отрицают. Никаких проблем нету. А эти заскакивают, что-то там мутят.
О, это не так, тогда так было. Кто эти такие вообще? Просто вот хотя бы послушали или изучили. Зайдите, проверьте. И все, мы же ничего Он не наверху, говорим. наверху сидит, да. Камал, ты меня слышишь, Камал? Камал. Камал. Камал, ответь, что случилось? Что тебя там, короче, наехали, что ли, а? Ладно, в следующий раз скажешь. Кто-то хотел здесь еще что-то сказать, перебили. Да. Я не помню. Не, вот смотри, брат, какая разница, смотри, я еще раз говорю, брат. Нету разницы там. Время какое было, брат, понимаешь? Время. В 15 веке было или это, в 21 веке было. Есть доказательства, есть все медицины об этом говорят. Все это говорят, что так это было, что человек, который 53 года, да, 53 года, да, и когда ты берешь ребенка, 9-летнего ребенка, хочешь с ним заниматься сексом, я не могу понять. Конечно, брат, это педофилия. Я еще раз говорю, я не оскорбляю никакую религию, Боже упаси. Но то, что есть факт, я вот этому я и говорю, что когда 53 года человек идет к 9-летнему ребенку заниматься сексом, ты называй его, хочешь его замуж брать или хочешь по-другому, нет разницы. Это есть просто педофилия, брат. Просто педофилия. А педофила просто надо одно. Яйца отрезать, брат. Их заставить глотать свои яйца. И пускай он всю жизнь вот так будет без яйца ходить. Вот его мучение, вот это будет. Вот и все. Ну, короче, наехали дома, короче. Ему не дали слова сказать. Нормально, мужики, я подошел. Подошел, Камал, смотри, Камал, у меня к тебе вопрос, брат. Вот смотри, Говори. родной, вот послушай меня внимательно. Ты же, брат, истинный мусульманин, правильно, мой родной? Правильно? У меня есть где-то что-то косяки, базар нет. Я правоверный мусульман. У меня ошибки Нет, тоже. ну, религия ваша же ислам, брат, правильно? Думает, что он мусульман. Смотри, Да, брат, да. ваша религия же ислам, вы же мусульманин, брат, правильно? Да, Ну, скажи, братушка, смотри, мой родной, вот я христианин, брат, я говорю, что я христианин, я не живу как реально, вот как там ходят в церковь, молятся, и так с утра до вечера, нет, я просто христианин, моя религия, мои предки, то, что было, христианство, это есть. Вот смотри, брат, для вас, что в жизни самое главное, человеческое слово или Божье слово? Кого вы уважаете на первом месте? Человеческое слово или Божье слово? Почему я вам этот вопрос задаю? Почему я вам этот вопрос задал? Я вам объясню. Сначала ответьте мне, пожалуйста. Для вас самое главное, что, брат? Сейчас, уважаемый, я тебе отвечу, это хороший вопрос. Короче, для человечества пришло руководство, ты знаешь, да, Не, брат, ты ответьте для меня. Вот смотрите, брат, пожалуйста, послушай, я должен Амал, мой сыну родной, мой золотой, послушай, брат, я еще раз говорю, для вас что самое главное, первое, на месте, кого вы уважаете, человеческое слово или Божье слово? Смотри, Вот это- ну я тебе что я хочу сказать, да, подожди, пожалуйста. Да. Самый первый перед Богом, это будешь отвечать за все человечество, как ты относился к человеку. Понимаешь? Это... То есть, да. как получается? Вы уважаете человеческое слово первое месте, так получается, да? Нет. Первое слово истина. Истина, я об этом я и говорю. Я вести истину, я вести Вот смотри, истину. почему я вам этот вопрос задал? Смотри, брат, а просто вопрос, говорит, это вы не там живете, не я там живу. Вот сегодня, брат, осуждают вопрос только одно. Вот давай просто возьмем насчет Палестины, насчет Израиля. Один всего лишь вопрос, брат. Я евреев, смотри, брат, евреев называют фашистами, как будто они приехали не в свою землю и отобрали эту землю палестинцам в 1947 году. А теперь вопрос, брат.
Смотри, брат. Пророку Муса, вопрос, внимательно послушай, мой брат. Пророк Муса, когда разговаривал с Всевышним Аллахом, священным горе, Всевышний говорит ему такие слова. Иди, освободи народ Израиля и приведи ту землю, которую я даровал, землю обетованную. Авраама, Якова и Исхака, брат. Вопрос, где эта земля? Почему я задал вам этот вопрос, знаете? Вот это что для вас первое важно? Человеческое слово или Божье слово? Вот поэтому я задал вам. Да. Я вопрос задал. Где эта земля, мой брат? Вот Да, слушайте, где эта земля? Сейчас Всё, скажу, брат, больше сейчас ничего. скажу справедливо, чтобы ты знал, да? Давай послушай, я тебе- Не, брат, давай. я еще раз говорю, послушай меня, внимательно послушай. Я вам вопрос говорю, что, смотрите, родной, я вам объясняю, где эта земля, которую Всевышний Бог подарил этому народу. Я вот это хочу от вас услышать. Когда их обвиняют, мусульмане обвиняют этот народ, то как будто они оккупанты, и они приехали не в свою землю, отобрали типа палестинцев. Я сейчас вам объясняю, что это потому, что это в священным книгам написано в Коране, который в Библии. Вот послушай, брат. Можно, да, Послушай. сказать, брат? Я не закончил. Смотри, брат, я внимательно выслушаю. Камал, одну секунду, брат. Вот послушай. Почему я сказал, что человеческое слово или Божье слово? Божье слово, когда вы берете, Божье слово это есть в священных книгах, которые мы сегодня изучаем. Я христианин, читаю Библию, вы мусульмане читаете Коран, иудеи читают Тору. Это для нас священная книга, которую Всевышний Бог передал нам письменности и его слова. Понял? И его, то, что он разговаривал. Смотри, Я поэтому ты задал. сказал Я вопрос свое задаю. мнение. Да, уважаемый. Этому ты народу сказал- Бог подарил землю. Землю. Где эта земля, Ну, так брат? ты Ответь сказал, мне. хорошо Да. ты сказал, да, родной, послушай, пожалуйста, ради Божьей, послушай. Ты сейчас не даешь мне на твои слова Я размышлять. все и мои слушаю, я все молчу. Мое размышление теряется, понимаешь? Да, я тебе скажу. Я читал Библию, и Тору, и Коран. Я эти книги не различаю друг друга. Смотри, я тебе кое-что скажу. Почему касаемо человечества, чтобы ты понял. Если у тебя родился в доме внук или твой ребенок, ты этого ребенка до 18 лет, до его понимания, ты его растешь, что он понимал, ты его изучаешь, правильно? Ага. И потому что Моисей пришел для израильский народ, для пояснения единобожества. И так и же Мухаммад пришел для всего человечества, для... Подожди, при чем тут Мухаммед? Где Мухаммед, где Муса? Теперь дай скажу. При чем тут Мухаммед? Ты чё? Нет, подожди, дай скажу, ты касаемо Израиля сказал же и Палестины. Теперь палестинский народ, он уверовал в Мухаммада, израильский народ уверовал в Мусу. Теперь эти два народа должны между собой по соседству дружно и едино жить. Каждый не должен делать свое государство. Они же, эта земля им обоим дарована была, они должны же вместе на этой земле вместе дружно жить. Все. Ребят, приветствую всех. Спасибо, что уделили мне пару минут. Вот хотел Камалу, нашему уважаемому мусульманину, задать вопрос. Камал, скажи, пожалуйста, если твой друг придет к тебе домой и посмотрит на ребенка твоего не так, как на свою дочку, ты такого друга будешь считать вообще за человека, за мужчину, за друга? Такого друга будешь считать вообще за человека, за мужчину, за друга? Второй вопрос. Вот ты сказал, что если Бог тебе скажет, что свою дочку маленького возраста выдать замуж за кого-то, то ты выдашь, потому что Бог велеет так. Но я тебе знаешь, что скажу, Камал? Наш Бог никогда в жизни такого нам не скажет. Если ты сомневаешься, что твой Бог может тебе такого сказать, значит, у тебя неверный Бог. А что, Извини, теперь между мной и тобой, уважаемый, у нас разные боги, что ли? Ты так считаешь? Видимо, да. Мой Бог никогда не скажет мне жениться на как малолетке. вашего Бога, как вашего Бога звать? Скажите, пожалуйста. Иисус.
Рустам сейчас мне будет специально мешать, клянусь Аллахом. Вот я в эфир зашел, и пацан будет мне мешать вести. Мне это, походу, надо, как его, когда я диалог веду с людьми, с уважаемыми мужиками, мне надо, походу, 20-50 поставить, чтобы никто не звонил. Как начинают в ТикТоке видеть, начинает бомбить, у меня диалог теряется. Камал, все-таки ответишь на вопрос, да? Как ты будешь относиться к такому другу, который положит глаз на твоего ребенка малолетнего? И ты такой вопрос задал, да, какой-то черт идет ко мне домой, и как я его еще могу своим... Мой враг, у моего ребенка враг, нет, я его даже к себе домой... Если я узнаю, что он на моего ребенка смотрит, я ему глаза выколю. Ну, это хороший мужской ответ. Только вот ты защищаешь, только ты защищаешь, только ты защищаешь своего пророка, который женился, положил глаз на 6-летнего ребенка в 53 года. Я защищаю почему своего пророка, мой пророк так не делал. И такое знание, понимание мне дал, что я вот так расталкивал людям с правильной стороны, что люди с правильной стороны понимали. Понимаешь, уважаемый? Я вот уже много времени слушаю, тебе вот много людей уже привели кучу хадисов, доказывающих это. Мой иман Ты ставишь под сомнение хадисы, да? Нет, мой иман из лучших людей это был Мухаммад, саллаллаху алейхи. Сами арабы так говорят, что тут такого. Ты, да, тебе я не араб, я же не араб, уважаемый, я же не араб. Нет, ну ты не араб, ты должен соблюдать. Если ты один хадис или один хадис сахих и аят, если ты не принимаешь, ты уже не мусульманин, понимаешь? Если есть слабый хадис и от своей много старости, много чего могут ошибиться. Найди этих слабых хадисов. Покажи, что это неправда, где написано, какой хадис даже, это вот даже говорит. если честно сказать, вы историю читали, да, хадисы? Абу Бакр, ради Аллаха анху, отец Аиш, ради Аллаха анху, он даже некоторые хадисы сжег. Вы знаете, да, за это? В курсе? Потому что очень много были люди от своей памяти, старости, чуть-чуть ошибку писали. Короче, я так понимаю, ты законно такой ученый, ты можешь отрицать сахих хадисы, да? Ты муслим, их не признаешь. Я муслим, сахих аль-Бухари, никто его не их не принимаешь, да? Я сахих аль-Бухари, я его воспринимаю как имана. А касаемо других... Вот я тебе говорю, сахих Бухари, муслим ты признаешь? Я его признаю как качество имана, но в его книгу попал этот хадис от Урфи, от его старости памяти. Ошибки. Мал, можно вопрос один? Давай, ты вообще опасный человек. Вопрос можно один? Да. Сахих Бухари, муслим, спрашиваешь, говорят, да нет, это евреи понаписали. Почему так говорят все?
В этом тоже евреи виноваты, да? А как Камал узнал, которые хадисы Бухари правильные, а которые Бухари сахих хадисы неправильные? Нет, очень много ученых и были учителя, те имамы, которые не признавали этот хадис, если честно сказать. Ну покажи, приведи этих. Подождите. Почему тогда Бухари сахих существует как вторая книга после Корана, и которая сказано, что... Это не сахих, говорится. Я тебе сейчас скажу насчет этого тонкости. Первая книга Священный Коран, речь Аллаха, а вторая книга это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это слова Мухаммада, саллаллаху. Подожди, смотри, Бухари вы речь Аллаха и хадисы Мухаммада не совмещайте, понимаете? Подождите, не перебивайте. Ва алейкум ассалям. Смотри, как ты можешь отрицать сахих Бухари? Сахих Бухари является второй книгой для мусульман после Корана. Сахих Бухари, сахих означает достоверный. Сахих означает достоверный. Сахих Бухари не сказано вторая книга. Сказано вторая книга это священная сунна пророка Мухаммада. Нет, смотри, для мусульман, я не знаю, кто ты, для мусульман после Корана второй книгой, святой для мусульман, является Сахих Аль-Бухари. Смотри, хорошо, почему ты так думаешь? Потому что от Сахих Бухари ты говоришь. Я не думаю. Это мнение иджмуа. Смотри, помимо Сахих Бухари еще есть иманы, понимаешь, брат? Были те иманы, которые ученики изучали. Да, вот эти, которые сегодня... Не перебивайте. Есть помимо Бухари, есть и Муслим, его ученик, есть и Абу Дауд, есть и ряд других. Я ученик ханафитского типа Абу Ханифа. Не перебивайте меня. Но Бухари, именно Бухари, является второй книгой, то есть это самое важное, вот именно то, что Бухари записал, и то, что Албани, вот этот албанец, который заверил эти все хадисы, вот этот сахих, вот этот не сахих, он полностью всех их распределил. Вот эти хадисы, они... Самый достоверный источник, это... Ты не можешь... Ты не можешь отрицать Сахих Аль-Бухари. Ты можешь отрицать другие какие-то даиф хадисы, какие-то макрух, там, вот такое. А вот Сахих Аль-Бухари, который всем иджмуой сказано, что это достоверный. Да. Уважаемый, никто не говорит, что Сахих Бухари это великий имам. Теперь послушай, пожалуйста, я тебе одно слово скажу. Я придерживаю масхабу Абу Ханифа. И если хочешь знания... Это не важно, Это знание во всех всех имамах четырех. Смотри. Четырех имамов, это получается книга ханафитского фикха. Подожди, не перебивайте, не уводите темы. Я сейчас вообще выкину всех. Когда я разговариваю, сначала мы закончим одну мысль, потом я его вам передам, будете дальше там дискутировать, общаться. Ты сейчас вообще тень на плетень навел. Без разницы, ты Абу Ханифа, ты шиит или суннит? Сначала определись, ты шиит или суннит? Я суннит, но шииты мои братья. Окей, ну если ты суннит, то для тебя... Салям алейкум. Ва алейкумус. Скажите, ребята, Россия сила. Россия идет в жопу. И ты тоже вместе с ней, если ты за Россию. Смотри,
возвращаемся. Если ты суннит, если ты не шиит, то для тебя Сахих Аль-Бухари – это вторая книга после Корана, которую следуют мусульмане. Ты 5 раз в день молишься? Альхамдулиллах, хвала Аллаху, Господу миру. Альхамдулиллах, альхамдулиллах. Откуда ты взял пятикратную молитву? От руководства Аллаха на Мухаммада пришла ответственность на аманатом намаз. Решать намаз. Подожди. В Коране есть пятикратная молитва? Как ее Фатиха читать? Как ташахуд читать? Как ташахуд? Дай спросить, подожди. Сколько раз суджуды делать, сколько раз рукой делать, как правильно омовение делать, сколько ташахудов читать в дневной молитве или в утренней, сколько Фатиха читать. Есть такое в Коране? Смотри, послушай сюда. Я тебе что хочу сказать. На вопрос ответь, такое в Коране есть? Вопрос конкретно, точка, алиф, лям, мим, сура, есть намаз слова. Теперь слушай сюда. Подожди, дорогой, я тебя не спрашиваю слово намаз есть, это другая, это он с вендеттой будешь обсуждать. Я у тебя спросил, есть ли в Коране твой пятикратный намаз, как его делать, сколько руку делать, сколько Субхана Рабби Аль-Азим читать, сколько ташахудов читать, как палец поднимать правильно, как руки поднимать правильно, в какую сторону там направить. Это есть все там? Смотри, это Аллах все по своему руководству Мухаммаду сказал, и Мухаммад написал в своем сунне. Все. То есть мы с тобой пришли к тому, что вторая книга после Корана для мусульман святая. Это Сахих Аль-Бухари, где передается, что Бухари полетел на Аль-Бураке, на 7-е небо, к крайнему лотосу. Не перебивай меня, я доскажу. Ты не перебивай, я доскажу, потом будешь говорить. Мухаммад садится на Аль-Бурака, летит на 7-е небо, к крайнему лотосу. Ему Аллах предписывает 50 намазов. Потом он спускается на 6-е небо к еврею Мусе. Вот, старый еврей, раввин, пророк Муса. И пророк Муса спрашивает, так что там Всевышний Аллах сказал? И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает, мне Аллах предписал 50 намазов в день. И Муса говорит, вах, да вы что, как это? Иди возвращайся к Аллаху и скажи, что это много, я знаю, потому что моя умма не смогла соблюдать даже меньше намного количество, там 1 или 3 намаза, я сейчас точно не помню. Возвратись к Аллаху и скажи, что это много, чтобы Он снизил тебе количество. Мухаммад возвращается к Аллаху и говорит, извини, Аллах, там вот этот еврейский пророк, мой брат, бисмилля, по вере там, он говорит, что мы с тобой загнули слишком цифру до 50 молитв. Нужно снизить, потому что его умма не смогла даже там 1 или 3 намаза делать. И Аллах говорит, бисмилля. Опять Мухаммад спускается к еврейскому Мусе и говорит, саляму алейкум ва рахматуллахи та'аля шейх. И тот ему отвечает, ва алейна ва алейкум ассалям ахи. Сколько, что у вас там с вот этим торговлей насчет намазов? Торговля это сунна, если что. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит 40 штук. Он говорит, иди возвращайся и скажи, что это тоже много. И вот так Мухаммад возвращался туда-сюда, пока до 5 молитв не дошло. В этот момент уже, когда с 5 молитвами он вернулся к еврею Мусе, еврей у него спросил, и что же,
И он говорит, 5 молитв. Он говорит, иди возвращайся, это тоже много для твоей уммы. Не смогут они и 5 делать в день. На что Мухаммад сказал, мне уже стыдно к Аллаху возвращаться и просить. Тем более в последний раз он сказал, что слово Аллаха, оно неизменно. Таким мусульманам приписано молиться 5 раз. И ташахуд был прочтен там перед Аллахом. Это разговор Аллаха и его Мухаммада, посланника, когда он ему сказал «Ассалям, аттахияту, мубаракату, саллавату, тайибату, лиллах». Ну или в других 8 версиях. По-разному там ничего. И это тоже можно, смотря ты ханафит или там какой-то шафиит и так далее. И потом там он ему сказал «Ассаламу алейка, аюхан наби». То есть своего набия он поприветствовал салямом. И наби ответил, ассаламу алейка, аюхан наби, ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо. И, так, не перебивайте. Я тебе что хотел сказать? Я тебе зачем это подробности рассказываю? Это все Сахих Аль-Бухари. Я тебя поздравляю. Вторая книга для мусульман. И вот этот, который я тебе хадис рассказывал, он Сахих Аль-Бухари. И это признали все ученые, что этот хадис, он сахих. Поэтому ты делаешь 5-кратный намаз. Понимаешь, ахи? Послушай, не только в Сахихе написано, что делать 5-кратный намаз. Что я хотел сказать тебе? А так, уважаемый, это предпочтение тебе, да? Молодец, у вас такие разумные мысли, так правильно вы поняли речь, да? Поздравляю вас, вы очень все правильно сказали. Что действительно... Согласись, что Моисей оказался самым мудрым. Я же не могу против истины идти, правильно же? Я же не дурак. Ты зато согласись, что Моисей, еврей, он самый мудрый. То есть он знал, что не смогут сделать. 5 даже, вон утром тебе нужно водой обливать. А ну вставай там, короче. Моисей это брат пророка Мухаммада. Они братья были, они были у руководства Бога. Они от руководства Бога пришли для человечества. Да, и вот это вот получилось так, что Моисей самый мудрый. То есть он объяснил этим двум, Аллаху и Мухаммаду, что не смогут сделать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья, а в чем у вас спор возник? Алейкум ассалям ва рахматуллахи та'аля, шейх. А в чем у вас спор возник? Все нормально, мы чуть-чуть это самое, акиду процентную поднимаем у Камала. Камал чуть-чуть с кефирами водился много, он чуть-чуть отбился от правильной акиды, от ханафитского мазхаба. Ребят, еще один вопрос задам, Камал, и спущусь. Камал, вот я когда вопрос задал про гостя, который будет на твоего ребенка смотреть, как на женщину, ты очень негативно, нелестно сказал. Вот, ребята тебе подтвердили мои слова, что Мухаммед, ты говоришь, что Мухаммед так не делал, но я думаю, что сомнений нету, что он именно так и делал. То есть, получается, ты тем самым поставил под сомнение своего пророка. Я правильно понимаю или нет? Касаемо. Отрекся от своего пророка. А кто тебе это сказал? Вам кто это сказал? Ну, я задал вопрос, на который вы конкретно ответили. Уважаемый, ты хочешь сказать, что он отрекся от Сахих Аль-Бухари, от хадисов, от второй книги после Корана, которая святая для мусульман, что там прописаны хадисы, что Аише было 9 лет, и она играла в куклы, а когда ей было 6 лет, Мухаммад пришел, засватался, она там качалась на качелях,
Ее засватали, потом в 9 лет там пришли, ее уже забрали. И вот этот хадис, Камал, этот Сахих Аль-Бухари хадис, их несколько вариантов. Это не бухарский же хадис, уважаемый, это не бухарский хадис. Как это не иранский. бухарский? Смотри, Какой послушай, не бухарский? Ты что, шиит, что ли? Это дядькин Аиши хадис, это Урфа, который от своей памяти ошибку написал, Ты уважаемый. что, шиит, что ли? Алло, там несколько, там несколько, 30, Бухари, понимаешь, уважаемый? 32 достоверных хадиса, они не только у Бухари, а у Дауда, у Муслима. Это ошибка. А что пророк на Аль-Бураке летал, на 7-е небо? Может, там тоже ошиблись? Это на лошади, да, у него была беседа со своим Всевышним. Подожди, ты лучше знаешь или лучше знает албанец? Кто из вас лучше, шейх? Албанец говорит, что эти хадисы, они достоверные, и которые на 7-е небо к крайнему лотосу летали, и которая с куклами играла Айша. Он говорит, что эти все хадисы, они достоверные. Ты лучше албанца, шейх, что ли? Насколько я знаю, ребят, поправьте меня, вы лучше знаете, достаточно 4 свидетеля, да, чтобы мусульманин отрекся от религии. Здесь 89 человек. Он не отрекся, у него просто проценты там немного, короче, утекли. Короче, подкосила Камала, потому что он много с кефирами общается здесь в интернете. Чуть-чуть его подкосила. Надо ему назад сделать эту самую даваты побольше. Проповедь почитать. И эту суру Аль-Мульк часто надо читать по ночам. Там вот эти джинны, они, видимо, уже с ним... Он с ними там где-то общался, они ему наиб сделали. С ними, походу, договорился, Ибраим. Да, эту лампу слишком тер, наверное, там, эту джинскую. Оттуда джин вылез ему полностью. Алло, 29-й, ты уже 3 желания загадал. Иди отсюда, иди воруй. Так, у кого микро включен? Говорите, друзья. Куда делся Камаль? Куда вы, Он ушел. Куда он ушел? Камаль, возвращайся, Камаль. Не знаю, я только глаза повернул, уже нету никого. Камаль, возвращайся, эти кафиры сейчас. Там тебя всякие вахабиты, блин, вот эти Хамбаль бин Бамбаля, которые мазхаба, они будут сейчас тебя в личку писать, научать тебя шайтанским вот этим заниматься. Давай, возвращайся, короче. Нам с тобой еще тему Даджаля нужно обсуждать. Ты как этот, короче, который пришел на ночь к этим, в гости, короче, там, к дедушке, к бабушке. И сразу, как появился, взлетел туда, на 7-е небо, испарился куда-то. Давай нам еще всю ночь говорить, короче, возвращайся. У меня вот вопрос один задать. Получается, ну как задать, это ответ-то я знаю, по идее. У пророка же, получается, во сколько, в 6 лет он поженился, девчонке было 6 лет, потом в 9 лет уже официально он женился, да? Я так думаю, ну, получается, как мой ответ, да, на это все. Раньше же жизнь короткая же была. Мало кто доживал до 30, до 40 лет. Скорее всего, Аише было не 6 лет, а 16 лет.
Или я ошибаюсь? Нет, ей было тогда 9, просто еще вот этот эволюционный процесс, он не до конца прошел, вот как у обезьян. Уже в 2 года там можно. Ребят, всем доброго дня. Я смотрю, вы диалог ведете, да, там, ну, вроде толковая речь у вас. Вот, хотел бы вам один вопрос задать. Но мало ли чего вы больше меня знаете. Хотел бы у вас поинтересоваться, почему евреи не уважают Иисуса Христа, не любят и вообще не признают? Есть на это у вас ответ у кого-нибудь? Не знаю, вот как тебя, брат, зовут ниже Вы имени. можете, приветствуем вас, маршал, будьте свободными, приходите свободными. Вы можете зайти на еврейские площадки, там у них раввины бывают, и можете там задать им вопросы, почему они кого недолюбливают и недолюбливают ли они вообще кого-то. Ну, я понял, для вас это сложный вопрос, который вы не в курсе, да, походу? Да, мы не в курсе. Ясно. Слушай, тут один грузин заходил, да? Я хотел бы его слова поправить. Он сказал, что почему-то террористы все мусульмане. Я хоть сам православный, вот я его слова поправлю. Не все мусульмане террористы. Есть и христиане, очень тоже не отстают. Но большая часть, естественно, что мусульманский народ это составляет, да, разновидных только. Вот. Но я хотел бы ему поправить, потому что он про христиан ничего не сказал, а я люблю человека справедливый, я люблю и своего, и чужого, то есть рассудить на истину справедливости. Вот. И он неправильно выразился. Я хотел бы это тоже сверху добавить. Просто там знаешь, в чем проблема, друг? У христиан... Христианин может быть террористом, если он занимается этой деятельностью. Ну, тут уже Иисус не верит, там он же главный террорист. Да, а тут ситуация такая, что прямо в аяте прописано, что нужно терроризировать людей. Поэтому как бы христианин, он может чем угодно, но ему не предписана эта религия. Не, это однозначно. Если он будет даже заниматься какой-то деятельностью, это ему там не прописано. А вот здесь это прописано. Ну, вроде в Коране тоже не написано, да, что там, типа, вроде я, насколько знаю, не знаю, может, я ошибаюсь, поправьте. Да, там так и сказано, что терроризировать. Так и сказано, что христианам надо уничтожать или, наоборот, надо их поддерживать. Ну, там не только христиане, там язычники, иудеи, там... Не, просто от многих, у меня многие друзья есть, да, мусульмане, которые, они говорят, что наоборот, там написано, я не знаю, вот в Коране или там сура, или как там правильно говорить. Хорошие люди, многие, которые не знают, что написано. Да, надо наоборот христианам поддерживать и быть единым. Да, когда они узнают, что там это написано, и уже у них не бывает, возможности противодействовать этому, то они превращаются в исполнителя этого. Ну, это принцип, да. Многие не знают, что там это есть, а другие знают и просто как бы такие делают. Лицемерят и скрывают, то есть врут, что нету. Вот не, я вас слушал, да, родной, как бы я вас слушал, да, вот вы очень грамотно рассуждаете. Я с вами вполне согласен на 1500%. Есть моменты, которые не положено людскому человечеству. Вот, я с вами согласен в этом плане, да. Ну, просто мне не понравилась вот одна фраза от этого грузина, да, я сам хотя бы грузин, когда он ляпнул одну фразу неправильную, что, как мы говорим, мусульмане все террористы. Вы про Зураба говорите? Да. Ну, во-первых, он не ляпнул, секунду. Это вы неправильно слышали. Он сказал... Я сижу здесь, родная, я сижу здесь целый час почти, я слушаю ребят. Я вас поправлю, потому что вы сейчас говорите неправду. Давайте, поправьте. Он сказал, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане, но мусульмане все террористы. Он сказал, не все, слушайте внимательно предложение, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане.
Ну Вот тогда что он расшифруй сказал. мне эти слова, конкретно. Что значит не все мусульмане, но все мусульмане террористы? Другими Это словами, как простыми, понять? для вас, которые вы не понимаете, что он говорит. Он говорит, Ну, что все мусульмане, которые есть на свете, они не террористы. Но те, кто делают террор, каким-то образом все они мусульмане. нет, девочка, давайте вот Вы разницу медленно. слушаете? Можно я скажу? Мусульмане Давай. не все мусульмане, но мусульмане все террористы. Давай Где вы расшифровывать слышали дословно. мусульмане, не все мусульмане? Он Газ, так и я сказал, понятия не имею. девочка, я целый час сижу и слушаю его. Нет, он так не сказал. Это вы так Да ладно, слушаете. как бы говоришь, я же не буду врать. 100%. И он сказал, Вы не- вопрос я не задал говорю, что вы Камилу. врете, вы просто Он неправильно вопрос понимаете задал информацию. Камилу. Ну, я не знаю, девочка Вы родная, я здесь неправильно. сижу, вот Я вам ребята сейчас 3 слушают раза все. повторила это предложение, и можно? вы 3 раза Да, перевернули говори. мои слова. Вы сказали мусульмане, не мусульмане. Я такого вообще не говорила. А я Он вам сказал- сейчас Ну, я не про вам 3 говорю, не раза про повторила вас. это же предложение. Девочка, я не про вас говорю, родная. Я говорю Так про я вам вот, повторяю грузина, его там, слова. Зураб, да? Кто там? Секунду, Газ. Я вам повторяю его слова слово в слово, и вы прям Мгм. здесь при мне переворачиваете мои слова и говорите, что Да мусульмане не не ваши мусульмане. слова переворачиваю, это его слова, я повторяю. Так он тоже Ваши такого слова не мне- говорил. Я вам говорю, вы не Вы все- воспринимаете правильно информацию. Он так не Хорошо, говорил. ладно. Давай я скажу кратко и ясно, что для тебя было более подробно, понятливо. Чтобы я мог тебе вот заживать и, как говорится, разложить по полочке. Он сказал, что Камилу вопрос задал, почему, говорит, все мусульмане не мусульмане, но все мусульмане террористы. Что он это имел в виду? не Все говорил. мусульмане не мусульмане? Он такого не говорил. В смысле не Еще раз говорил? Мне два повторяю. уха. Еще раз повторяю, Газ, слушайте внимательно, я буду медленно говорить. Медленно Окей. буду говорить. Окей. Не все мусульмане террористы, не все мусульмане. То есть есть хорошие мусульмане. Но все террористы, они мусульмане по религии. Ладно, хорошо. Пусть будет Сейчас так. это понятно было? Ну, тогда почему он говорит, что все мусульмане террористы? Вопрос. Почему он всех мусульман? Он не сказал, Вас. что все мусульмане террористы. Господи, ну сколько раз Можно повторять? я ему объясню? Можно я Можно я ему? Я не знаю, как еще объяснить. Давайте я разрежу ситуацию. Ибрагим, я только ему хотела по поводу евреев ответить. Он пришел просто... Я Да, как секунду, понял- давай оставим секундочку то, что тут Да, сказал. я бы просто подправил, да, вот это сказанное, что все террористы мусульмане. Не все террористы мусульмане, но большинство террористов это мусульмане. Я с этим согласна. Совершенно верно. Вот родной, я Чтобы это и хотел. по-честному, Я да, изначально чтобы это и по-честному сказал. было. Да, я изначально это и сказал, дорогой. Просто Вот мне и- его фраза, он неправильно выговорил на русском языке. Надо было говорить, что большинство мусульман, да, они террористы, да. Но у нас тоже Стелла. есть у христиан террористов, поэтому я не хочу мою нацию типа защищать Ну, или отрицать. Стелла, можно я коротко скажу, потом ты скажешь за Иисуса то, что он говорит. Смотри, давай. брат, вот эти, что террористы, которые христиане, их просто не называют террористами. Их говорят фашистом, например, да, возьмем там художника, Нацистом. да. Называют фашистом, но террористами именно вот мусульманских называют, да, вот этот момент. Просто они там взорвали, что-то сделали, поэтому, но тот же неправда. фашист это хуже террориста, то, Это что фашист, неправда, например. Мартин. Нет, Террористы только мне называют интересно, в только чем мусульман. отличие, родной, потому что христианин убивает и христианина, и мусульманина, для него это пофигу, кого убивать, извини за выражение. Вот. А мусульманин убивает то же самое и мусульманина, и как бы максимально убивает, как бы, скажем так, не мусульманина, там, скажем, христианов, да, и евреев и так далее. Вот. Но христиан тоже убивает как бы и христианина, и мусульманина. То есть для него это тоже безразличие. Почему у одного терроризм, типа, короче, а у второго якобы фашизм. Фашизм это было в 1941 году, родной. Когда, как бы, говорят, что только... Что такое фашизм, нацизм? Это два брата. То есть в одном слове, которое расшифровано по одному, по разным действиям, да. Нацизм, что такое? Кроме своей нации он никого не любит. Что такое фашист? Он убивает всех подряд. То есть это два брата, то есть два слова в одном едином, которые просто его по мелкому разделили по разным частям. Но по сути, по единой сути, это одно и то же, равномерно. Как русские, Вот почему наверное. мусульманов называют террористов, а христианов называют фашистами. Ну, я что-то не пойму.
Неправда, потому что террористы, которые были в Австралии или там, помните, Ну, было какой-то да, остров, я знаю, секунду, да. где христианин зашел и стрелял во всех там, потому что они там как-то себя вели не так, как он хотел. Он был тоже террористом, и он не был мусульманином. Совершенно Вы верно, просто вот должны это понимать, истина. что у терроризма есть свое объяснение, а то, что другие воины-христиане делали, это были воины. То есть есть Солнце, у каждого терроризма действия есть свое Если, объяснение, однозначно. если брать, например, вот Вторую мировую, да, вот эти фашисты, у них изначально была идеология вот этого фашизма, да, там, нацизма. Да. Но при всем при этом они терроризировали, то есть они тоже запугали, вот террор Да. устраивали, когда в печках жгли людей, то Да. есть это они Да. занимались террором, ужасали как бы, да, всех. Да, Но согласен. при всем при этом их как бы начальная вот цель, да, начальная идеология, она там нацизмом, фашизмом квалифицировалась. Да, совершенно верно. Поэтому, да, к ним закрепилось вот такое. Я только добавлю к твоим словам, Ибрагим. У терроризма есть цель не уничтожить, а запугать, чтобы достигнуть своей цели политической, да, идеологической. То, что было в нацизме и фашизме, это идеология уничтожения, это не идеология устрашения. Там не было идеологии. У них была цель не устрашить, а вообще удалить, как бы, да, скажем так, красиво, людей. Поэтому тут цели чуть другие, поэтому и термины другие идут. Давай начнем почти равномерно. Я просто имел в виду, что они как бы занимались террором тоже, но их идеология была изначально, это вот это, фашизм, там, нацизм. Поэтому... Совершенно но на хуже сегодняшний террора. день, до сегодняшнего Не, день Ибрагим, террор... ты совершенно правильно говоришь, совершенно правильно, я с тобой согласен на 1500%, совершенно верно говоришь, правильно рассуждаешь. А потом за ним закрепился уже фашизм, то есть нацизм. Нацизм что означает? Это который только... Они же говорили, кроме немцев никого нету на планете хороших людей. Только немцы сами такие, скажем, как евреи говорят, кроме мы избранный народ. А хотя бы я с ним против буду речить, потому что это все вранье и придумано человечеством. Стоп. Вот. Избранного народа не существует на земле. Есть как бы все люди от Господа Бога. Все люди созданы от Господа Бога. Избранных нету. Кто первый родился, а кто второй, это не имеет никакого значения. Подожди. Гес. Ты сейчас сравниваешь вообще... Не. Вот я говорю, почему немцы так считали себя. Да, вот правильно, идеология у них была фашистская, они потом превратились в нацистами. Что такое нацист? Нацист это который кроме своей нации никого не признает, однозначно. Села, поговори с ним, короче. Я сейчас Давай, Ибрагим, я займусь им сейчас. Во-первых, Гес, я еврейка, единственная здесь в эфире. И мне Золушка, было я интересно... поправлю тебе, вот не займешься со мной, а поведешь диалог. Займусь, я имею в виду, буду вести диалог, да, не займусь чем-то Ну, другим, а именно правильно диалогом. правильно говори. Каждое слово имеет свое значение, родная. Ну, я 3 часа объясняла, что сказал Зураб, ты меня не понял, а теперь ты меня исправляешь. То есть ты уже русский хорошо понимаешь, когда тебя касается, это интересно. Секунду. Мне было интересно другое. Ты поднялся к чеченцам и спрашиваешь, почему евреи не любят Иисуса. Часто ты спрашиваешь у чужих людей про других людей. Почему ты не обращаешься конкретно к евреям с таким вопросом? Не, смотри, родная, я тебе скажу одно. Во-первых, я в ТикТок недавно, как бы говоришь, да, вот скачал. Давай так более так кратко будем задавать друг другу, чтобы не терять... То есть ты евреев еще не встречал в ТикТоке, да? Да, совершенно верно. Я им тоже этот вопрос задам обязательно, потому что когда ну, вот ты это можешь произошло, мне задать, я вообще, тебе отвечу. Слушай, я тебе скажу, родная, я, во-первых, не знал, что евреи не признают Иисуса Христа, пока не было между Израилем и Пакистаном войны. В смысле? Вот, когда... Если, вот, я тебе... Секунду, Гес. Если евреи будут признавать Иисуса, то они не будут евреи, они будут христиане. Не, подожди. Нет, ну надо, нет? слушай, мусульмане тоже признают Иса. Но они же не христиане, начнем с этого. Но вы не признаете Мухаммеда. Вот когда вы признаете Слушай, Мухаммеда, вы будете мусульманами. В смысле, Правильно? вот что-то не пойму, в смысле признавать. Я его признаю как мусульманским, скажем так, по ихнему вере, Нет, да? То есть я не признаю нет, по ты его своей не вере, по признаешь. ихнему- Ты веришь в Мухаммеда? Нет, Мухаммеда я не могу верить, это одно, а вот признавать как Отлично, для них, чтобы это, как они говорят, как они говорят. Я Ну, тоже дай мне- вас признаю, девушка, христиан, что вы верите в Иисуса. Но я в него не слушай, должна верить. Хорошо, И это тогда разница. ответь мне на такой же вопрос. Я не говорю, что ты должна верить. Почему вы его не признаете в православии?
В Вопрос. смысле не признаете? У нас в Ну книгах да, у ничего о вас нем не есть, написано. вот в Почему мы вашем, должны вот его у признавать? вас, насколько я понимаю, ваша святая книга, как называется, я забыл название, напомню. Тора. Тора, да. А в Торе упомянуто Иса или Иисус, или Нет. как у вас там называют? Ваш Нет, да? Иисус нет. Ваш Иисус нет. Ну, хорошо, ну, Иисус Христос, это понятно, по-мусульмански Иса, по-нашему Иисус. Если ты хочешь спорить, то прямо Ишуа, написано. у евреев Ишуа. А у нас, вот, у то нас есть- Иешуа. Скажи, секунду, есть Мартин, не всё-таки мешай. признают, Гес, то есть гес, признают гес, Иса. секунду. Вы называете его Иисус, Иса, но на самом деле его имя Иешуа. Скажите, пожалуйста, что в Послушай, переводе? это- Гес, послушай, дайте я мне столь- сказать, не надо меня перебивать, у нас не получится так разговор, по очереди. Что такое Иешуа в переводе? Ну, ты мне не настоящее даешь его по очереди, имя? ответить тебе. Так я Да задаю ты же сама вопрос, говоришь. что такое Иешуа, Ты мне его говоришь, ты настоящее имя в переводе? Окей, хорошо, окей, ладно, объясню на твоем языке, на родном. Вот, смотри, слушай сюда внимательно, родная. Дело в том, что я более подробности не увлекаюсь и не знаю, я не буду отрицалово включать, что, то есть я не буду говорить, что я знаю. Я Бог скажу, что я не спаситель знаю. переводится. Спаситель, Может Бог быть, спаситель. я не спорю, Мартин, может быть, Мартин, я не почему спорю. ты всегда это делаешь? Я же попросила. Вот никак Подожди, уважение. девочка, я тебе объясняю на другой вопрос. Всё, Я я тебе не задал, буду ты целый вообще уходишь в другую тему. Ты уходишь вообще в горе, в Какую другую тему. тему? Ты хочешь, чтобы другую я тему. поверила в секунду? Ты хочешь, не чтобы я сказал, поверила в что- твоего Бога, когда ты Изначально. не знаешь, что означает его Девочка, ты настоящее здесь имя? решила провокацию сеять или нормальный Нет, диалог это ты вести? устроил провокацию. Ты Нет, поднялся я не к устроил. Я всего чеченцам лишь один- спрашивать о нас, евреях. И я тебе Во-первых, сказала, я вопрос поднялась для задал, тебя. я вопрос задал. У чтобы ребят поинтересовался, Гес, дорогая, дай Гес, мне- ты не имеешь даже уважения к женщине, чтобы дать ей сказать хоть что-то. Ты говоришь со мной вместе, ну хоть чуть-чуть уважения. Ты поднялся к чеченцам спрашивать про нас, евреев. Я для тебя лично оставила свой шаббат на кухне, готовку свою. Поднялась, чтобы тебе ответить, но ты даже не хочешь слушать ответа. Значит, меня очень-очень напрягает, когда христианин не знает истинного объяснения имени своего Бога, да, что это означает, но требует от нас, евреев, принимать его Бога. Теперь, когда ты спрашиваешь, почему мы не признаем или почему мы так отталкиваемся, я тебе объясню очень простым языком. В ту секунду, когда вы сделали из еврейского раввина Бога, после этого еврейский народ от вас, христиан, настрадался, потому что вы делали кровавые наветы, вы придумали, что евреи в мацу наливают вашу христианскую Куда ты кровь и пошла едят вообще? ее. Куда Я ты пошла? я тебе объясняю по факту, что случилось с тех пор, как христианство возродилось, и что терпел от вас еврейский народ. И когда ты спрашиваешь, почему мы не принимаем, я тебе кстати, не объясняю, христиане почему. вам дали обратно вашу родину? Или вы забыли? Сталина Что вы не вы нам помните? дали? Что вы нам кто дали? вас вернул обратно? Кто вас нас вернул вернул обратно? обратно? Черчилль Вы? или Сталин? Вы? Кто вас вернул обратно? Кто такой Сталин? Вот, мы, короче, Кто такой грузины Сталин? Тот, православные. который убил... И как бы Кто такой христиане. Сталин, который... А кто тварь, такой Сталин? которая убила Отогни, 20 Википедия миллионов поймешь. народностей? Кто Дорогой, такой ты Сталин? зашел Убийца? к Ты решил чеченцам, гордиться на Сталина, убийцей? что ли, Девушка, я всего лишь Да у он не людей знает поинтересовался историю. вопросом, ты куда пошла вообще? Ты говоришь, что Сталин, ты видимо, был должен женщину христианином слушать. истинным. Я всего лишь поинтересовался. Я говорю, Так если ты интересуешься, будь готов слушать ответ. Друзья, Сталин не был евреем, кунг-изы не надо я придумывать. его снял отсюда, да, потому что его сложно было терпеть, тем более он, скажем так, не мог даже разобраться. Я его не хочу там унижать или еще что-то, да. Там вот это, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. Даже вот это 10 раз, когда повторили, там сложно было разобраться. Короче, у нас нужно, наверное, поменять вот это, попытка номер 4. Хотя еще какое-то время надо оставить, да, взаимоуважение как условие победы. Еще чуть-чуть надо, короче, поднапрячься, чтобы вот так взаимоуважать друг друга и так далее. И потом параллельно нужна еще одна туда, наверное, фотка, да, где какая-то там карикатура или что-то такое, вот как мозг мучает кто-то, да, и вот так вот зачеркнуто это, не мучили, чтобы мозг людям, да, там вот, что-то такое, короче, сюда опубликовать, да, чтобы это постоянно стояло на первой страничке. Короче,
вот такая ситуация, вот этот чел, я тебя опустил туда, ты сейчас тут Сталина, там, я грузин, не грузин, мне без разницы там, как ты себя там, кем позиционируешь. Я очень люблю, уважаю грузинский народ, да, потому что это и по культуре, и там по традициям, и генетически там есть у нас близость, короче. И мы вот рядом, нам жить в будущем, там нашим потомкам тоже жить по соседству. Но вот эта мразь Сталина, да, которого ты сейчас там упоминал, там Сталин, там грузин, не грузин, я его не считаю грузином, то есть я наоборот его грузинскому народу не отношу эту мразь. Почему она мразь? Потому что она не одна мразь, да, понятно, что это не он один все это там осуществлял, но он возглавлял интересы вот этого русского народа, да, который там государствообразующий и так далее, когда вот они уничтожали чеченцев. Чеченцев, ингуши, мне без разницы, ингуши пускай сами за себя говорят, там, карачаевцы сами за себя, пускай у себя дома, кто хочет, памятники Сталину ставит, их целует. Я не манкурт, не какая-то гнида, да, которая готова забыть вот это все. Нет, вот эта мразь, она в истории должна оставаться мразью, которая целый народ именно по национальному признаку уничтожала, загубила, замучила, на холод, на голод, короче, вон в конюшнях сжигали, да, там с пропасти скидывали, в больницах под расход всех пускали, старых, непереносных там тоже на месте ликвидировали. То есть вот этим всем то, что занимались, и вот это устроили нам вот это вот геноцид вот этот, чтобы здесь сидеть там, уважение там грузину какому-то зашедшему, я такое не терплю, извините, ребята, я за себя как бы скажу, да? Мало того, что он устроил геноцид вашему народу, так он еще истребил сколько, 20 миллионов людей? Люди пропали без вести. Да, да, ну этим людям, если безразлично, да, там кому-то, если это нравится, там мазохист кто-то, пожалуйста, флаг в руки, там, занимайтесь мазохизмом. Мне мазохизм. Мне лично мазохизм. Я понимаю, что когда во времена Сталина люди были как зомбированы, и они не понимали, что творится. Но на сегодняшний день, смотря назад, все люди знают историю, что там случилось конкретно. Как люди до сих пор могут ходить и восхвалять его, я в шоке, я не понимаю. Нет, это не то, что Сталин. У нас у самих есть вот эти ублюдки, да, вот, например, хотя непонятно, но сейчас говорить, это не наш. Пускай он трижды наш или 10 раз наш, да, вот эта мразь там есть в Чеченской Республике. Алханов, Алу такая мразь, пожизненный мент, стукачок, короче, у которого родословная в НКВД везде работала там, да, на русских стучала постоянно гнобила чеченцев. Вот эта мразь чеченоязычная, она сидит, и у нее в кабинете, где она сидит и работает, у этой мрази стоит на столе бюст Сталина, Дзержинского, короче, и он стоит еще, прикалывается, когда ему журналист даже там ему предъявил, да, ты же как ты можешь, ты же чеченец, и он стоит просто, смеется, как бы, ну, такое, как насмешка, да, еще сказал, ты там залепил это, да, то есть вот такая мразь, она, если, как бы, вот такая у нее позиция, это... Я ее не распространяю на весь чеченский народ. Точно так же там среди грузин или других национальностей, если какая-то мразь есть, которой нравится, когда народы вот так убивали, гнобили, вот такие какие-то диктаторы, я не могу весь народ ассоциировать с этим. Вот как-то так я. Ибрагим, брат, да, то, что он сказал, он Можно я коротко? Извини, пожалуйста, родной. Я выслала вам кое-что внизу из Торы. Значит, это книга пророка Исаии, глава 49, стих 6, ребята. Я вам сейчас переведу, что там написано. Это просто для христиан, чтобы вы понимали, о чем речь, и чтобы вы понимали, как евреи принимают это. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлев и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли.
Спасение – это слово Иешуа. Она внизу вот в этом предложении находится. Окей? То есть он отправляет иудеев как спасение. Он выбрал их как спасение. Окей? То есть это не человек Иисус, это народ в лице Иудея. Это то, что у нас написано в Торе. Другое, как вы это понимаете и как вы это трактуете, и это ваше личное дело. Это книга, которую каждый может прочитать и трактовать себе, как ему удобно. Поэтому, христиане мои дорогие, со всем моим уважением к вам, верьте в кого хотите и как хотите, но не приходите к нам с требованием, чтобы мы принимали Иисуса как Бога. У нас есть один Бог, Он наверху, и мы верим только в одного Бога. Иисус это тот же самый Бог ваш. Можно я добавлю, да? Не наш Бог, Мартин. У нас не может быть человека Бога. Он не человек, Не вот в может. этом-то и вся Он человек. Он для вас Нет. не человек. Это ваш трактат. Для нас Ну, человек. человек не может мертвых воскрешать, ходить по воде. Может. И от Пророки могут. девственницы родиться, от девственницы, которая... Так это ни один ваши пророк- сказки. Это Ох, ваши да. сказки. Мы в них не верим. Мартин, тебе же Вы ответили, делаете... она невнятно Послушай, ответила. Мартин, я тебе когда-то говорила, что вам, христианам, Бог отправил ислам. Почему? Потому что вы очень долго издевались над еврейским народом. Не ты, Мартин, а христиане в прошлом. Вы заставляли иудеев принять христианство, убивали, понимаешь? И Бог вас Гнобили. решил наказать. Он решил к вам, в ваши страны, отправить ислам, чтобы они вас сейчас заставляли принимать А ислам. вас за что? А вас за что они забрали? А нас здесь? вы будете всегда чварить, Не, потому не что мы, мы а первый мусульмане. источник. Все, А и мусульмане, и христиане. Иерусалим кто Все освободил? будут, потому что Крестоносцы. первоисточник, мы первоисточник, и вам для того, чтобы быть первыми и важными, вам нужно будет Мартин, искоренить ты куда-то первоисточник. в дебри пошел, Понимаешь? успокойся. Вам нужно будет аннулировать первоисточник, чтобы доказать свою правоту. Иначе вы это не сделаете, не сможете. Ты придерживаешься своего и не веришь ни что в чужое. Вот что у вас все. Это правильная позиция. Вы думаете, что вы все... Попытка номер 4. Взаимоуважение. Еврейский разбор, что устраивает. Да. Это нужно. Там Можете нужно. найти другое место и там разобраться христиане и евреи между собой. Это чеченская группа, мы здесь говорим о нашем. Смотрите, когда возникают какие-то вопросы, там коротко разъяснить, это нормально. Но уходить в разборки действительно там межрелигиозные, это нам не нужно никому, всем это нам не нужно. И вот этот, который просто зашел, вот этот, который свободнется, один момент. Вот этот, который зашел, ты говоришь, вы верите только в ваше, в чужое не верите. Это все так делают. Все верят во что-то свое и не верят во что-то чужое. Ты что, это не понимаешь? Он верит в чужое тоже, может, он не такой, он не чужое, наверное, может верить. Подождите, мы как не христиане и не иудеи, мы как относимся хорошо как к иудеям, так и к христианам. Поэтому нам неприятно вот эти разборки, Спасибо, когда брат, здесь спасибо. устраивают. Можно я коротко? Нас между вами нет разницы. Прометей, я тебе коротко скажу. Я ни с кем никогда не веду разборки, если нас не хотят принуждать к чему-то. Когда к нам, иудеям, приходят с претензиями, вот это меня выбешивает, потому что я не прихожу никому с претензиями, почему вы поверили в того, в третьего или в четвертого. Мне все равно, кто в кого верит. Я поэтому и говорю, человек, если сюда зашел и вас чему-то там призывает, принуждает, там, сразу этого человека остановить. Можно, да, я два слова скажу? Один момент. Сейчас буквально передам. Сейчас буквально вот этот, кто уже давно хочет свободнеться, секунду, успокойся. Сейчас, который это слово хочет, я тебе передам. Ахмад, я тебе сейчас передам. Стелла, вот ты интересовалась, почему некий человек зашел сюда к чеченцам и обсуждает евреев. Я тебе объясню. Ну, ты это тоже сама знаешь, просто объясню там всем. Дело в том, что к чеченцам заходят везде, где они там обитают, во всех интернет-площадках, во всех, короче, даже это в жизни, наяву.
Вот И пытаются их провоцировать, подстрекать именно к теме, антиеврейской теме. То есть это антиеврейская вот такая вот, которая вот здесь всякие шастают, да, по интернету, какие-то мат, ненависть там проявляют. Они просто не на ровном месте появляются. К ним заходят вот такие всякие провокаторы и начинают им говорить, евреи такие, они это сделали, они там как фашисты, они как нацисты, то есть вообще примеры вот такие, параллели приводят. Поэтому в некоторых моментах нам тоже важно именно про евреев разъяснять своим соотечественникам. Не вот эти как бы межрелигиозные разборки, а в том, что вот на евреев пытаются информацию, пропаганду, ее нужно как бы разрушать. И вот этот Ахмад, ты говори теперь, у тебя уже давно не дают. Ну, я только одно предложение тебе скажу, Ахмад, Ибрагим. Вот то, что иудеи были верны своей религии изначально, это то, что сохранило 2000 лет наш народ, даже когда он был разбросан, понимаешь? Я полностью согласен, полностью. И если бы у вас, чеченцев, тоже было бы то же самое, вы были бы в своем родноверии всегда и не меняли бы там... Полностью согласен. Вы бы не разошлись никак, понимаешь? Ну, но сегодняшний день христиане очень большую поддержку Израилю делают, самую большую. Если не христиане, Америка, это же 340 миллионов. Не уходи Марк, сейчас. давай не будем, не надо уводить. Я тебе в другом эфире скажу, что делают нам христиане сегодня. Давай. Да, вот Ахмеду слово дадим. Ахмад, вистралам, ашу. Салам алейкум еще раз. Говорите, Ахмед. Почему я хотел сказать здесь? Был такой абрек Ахмед Худжбаров. Знаете, скорее всего, ингуш. Больше 100 НКВДшников перевалил. Вот это меня Молодец. Мне он нравится, этот человек. Он в 53 года он становится абреком, и в 63 или 64 года он умирает. Ну, умирает своей смертью. Так же, как и абрек Зелимхан. Тоже очень воинственный человек был, очень горд за чеченца Зелимхана. Про Сталина вели диалог. Мразь, безусловно мразь, без всяких сомнений в словах моих. Мразь будет до конца веков. Пока я живой, он для меня будет тоже мразью. Что-то я еще хотел добавить, и что-то у меня вылетело с головы. Ну, пока вот сейчас, если придет этот... Что ты не знаешь, у него не было трусов даже, у него штанов не было, он своего сына, знаешь, когда немецкие попросили его на фельдмаршала поменять, он сказал, я рядового на фельдмаршала не меняю. У него вообще ничего не было, даже трусов не было. Очень бедный человек был. Да. Да, он сказал, я простого солдата на генерала менять не буду. Да не сказал он, Ахмед. Да не сказал он ни хрена. Это легенды, которые подыхают вождь, начинают народ придумывать всякие басни, блин. Хадис, кто передал? Хадис, цепочка передатчиков. Дайте мне иснат этого хадиса. Кто его передал? Брат, это в коммунизме даже и тот же Микоян говорит он... Представляешь хадис, Мартин, одну секундочку, а ты представляешь хадис, где бы говорили бы, что Сталин своего сына сразу поменял, а других, говорил на рядового не поменяют. Ты представляешь, чтобы такой хадис был в Советском Союзе? Жестким таким, брат, это правда. Он... Да, жестким был, весь комплект полностью, автопарк был, блин, дворцы были, обычный, этот бандюган, блин, сделали из него какого-то героя, блин, великого вождя, блин. Мясом закидывал просто немцев, блин, 22, сколько там, миллионов он русских мясом закидал немцев. Больше. Сначала начал с ним войну. Польшу разделил, пакт Молотова-Риббентропа, блин. Там почти, как бы сказать, почти миллиард он кинул на людей.
как мясо. Сначала прикинулся дурачком Сталин, а потом страну залил кровью. Микояна есть видео, он когда к рабочим пришел, год не помню, на ютубе есть. Речь Микояна, если напишите, он там рассказывает про историю, как сын сдал отца. И он говорит, вот, отец работал там за заводе, там раньше было это на заводе, кто работал везде, что-то, там приворовывал. И он говорит, вот он сдал своего отца в НКВД, вот какие у нас, говорит, товарищи есть, вот какие у нас, типа, достойные люди есть, сдал своего собственного отца. Они такие все. В то время, что этот Микоян, армянин, что он для армян сделал? 5-й человек был всего этого Советского Союза. Ничего, палец для Армении не ударил. Так что, то же самое Сталин, грузин, что для Грузии сделал? Вот Берия что-то сделал там, но это Сталин ничего хорошего для грузинов не сделал. И они были советские чисто. Такой же, как и Сталин, это Берия. Батуми, благодаря Берии, они у турков, он там поспособствовал, чтобы Грузии Батуми это забрал, да, там. Я не знаю для кого, для нас-то он такой же. Они были коммунисты, им без разницы, у них нация была СССР, национальность, все. Они в советское время, да, извини, что Мартин перебиваю, в советское время, да, религия, да, любая, христианская, иудейская, мусульмане, были все враги народа. Уничтожали все. Советской власти не нужно было вот эта духовная связь с Богом, с Аллахом, Всевышним. Было одно. Работай, еще раз работай, все, учись работать. Там коммунизм. Сейчас в Европе очень много развелось. И в Америке, и в Европе много их сейчас развелось, блядь. Иудо-христианскую цивилизацию хотят разрушить. И свою эту гребаный компот установить, блин. Пармат, ты хотел что-то показать, как раз Вендетта зашел тоже. Я могу его сейчас поднять там, если есть. Я спущусь. Давай потом. Я Сейчас. Я спущусь, оставайся. Или меня спустите, если хотите. Subliminal, новости есть, ты там же ходишь по группам. Расскажи нам, что там. Этот человек, который сказал, что с Грузией, я сомневаюсь, что он нас провокацию сделал по факту, реально. Может, не хотя это сделал, но... Как можно быть за Сталином, да, вот здесь написал один уважаемый, когда советская власть вашего царя просто взяли, казнили, как собаку. Как можно вообще поддерживать Сталина, советскую власть, когда обещали, говорили, что вас не тронут, Романовы, вы сложите все полномочия, перепишите все, мы вас трогать не будем. Все, только он подписал эту бумажку, тут же, молниеносно, в этот же день всю семью убрали. Не просто убрали, а Просто они, брат, жили в советское время, молодость.
молодость их там прошла в те времена. И они свою молодость, хорошие времена, как бы ассоциируют с Советским Союзом, то, что они там в то время молодые, хорошая жизнь, ну, как бы вот хорошие годы были, да, и они были в советское время, старые люди, поэтому любят Советский Союз, это все. Мартин, я тебе вот так скажу, да, у меня вот дедушка был, да, он умер, долго ждался в 2011 году. Он мне говорил, говорит, в советское время было хорошо жить, безусловно, но советское время я ненавижу. Я говорю, а почему ты его ненавидишь? Он говорит, потому что моих маму, папу, дедушку, всех убрали. Говорит, и меня, может быть, и не было бы. Но я выжил. Нога у него этих, как они, быстро хотел сказать, как они ползают, эти твари. Черви. Нога в червях была у него. И то они его хотели его ликвидировать, но он сумел и убежал от них. От НКВДшников, или как то это, советские вот эти солдаты, которые исполняли приказ 66, грубо говоря, мягко выражаясь, выражусь так. Потому что нельзя говорить ликвидирование. Ну, другое слово по ликвидации. Я немножко из фильма возьму «Звездные войны», приказ 66. Если кто смотрел «Звездные войны». У меня дед тоже за директором завода был, как бедно жил. При этом, ну, честно жил, там не нарушал. Там не много, короче, спекуляция, что-то он мог привезти, продать, но он это все не делал, потому что там, ну, честно жил. И вот, чтобы его не посадили или еще что-то, он опасался. И вот всю жизнь бедный жил, хотя был директор завода, да. Так что, ну, если там честно жил, не знаю, ничего не было, но жизнь была такая. Даже если ты честно жил, Мартин, да, твой сосед увидел то, что ты зарабатываешь там прилично, там, ну, ты финансово ты богатый, он мог пойти в милицию, нажаловаться на тебя через день, или, может, в этот же день приезжали, скручивали тебя в кутузку по коридору, и один выход у тебя. Мы же все понимаем, какой выход. Надеюсь, не надо объяснять. А так, да, ты если финансово, не финансово, а, как сказать правильно, у тебя голова, мозг твой шарит, как заработать, как это, реализовать это все, сделать это грамотно. За тобой твой сосед мог пойти нажаловаться, твой брат мог пойти нажаловаться, твой отец или мамка, там, без разницы, мог любой пойти нажаловаться, сказать, вот он занимается тем, даже разбираться не разбирались бы, просто приехали бы, скрутили бы и в этот, как она, машину, все. Каторга, да? Да даже каторга не доходила это. Бывало такое, что ты даже не доезжал туда, до места назначения. Расстрел, враг народа, расстрел. Вот сегодня Китай, коммунизм же. Ну, конечно, не такое, это несравнимо. Ну, не скажи, брат, не скажи. Мысль мою годами развиваться, в данный момент выявиться, мысль аж تحقق دولشتا وقرطو خوش برشو سقيت شو خوش دوي خاسون شو قيتي خاسون تندر موسو يقولش استعمل شيوق جيكتي بو غربو تعامت بوسو просто فاكت شو أشوف يقي سازو دعوة قطع حقل دولش قميرش ديش دعموتشو
Şuna pluralizm leni yazalı doğmadı. Yazı yok çoğu. Şunlar hayıcık çınarlı şu bu sabı. Шун, когда вам говорят что-то, надо слушать, ведь вас тоже слушают, а не вы юкедаться. Выкинуло тебя, бывает такое? Не бывает такое, я знаю, я не в первый день. Просто Хотели поднять кого-то, может, места не было. вообще там дочь докы да докыш. Цанкирт der Orders der. Мале, свободница. Бью боксер Мале, халдается. Свавехан воро, просто очень камел дэша, перебивает, масит, что из интервал, даваха. А выстылон. حيجي ما خلي حيجي لما دوغي عدوخوا وتعديت خنا وعموا جكتش بوغي هكان بوغي بوش وعموا حيجلا دوش عش مو يقص الندل مقيتو حتى تشدوا شول شيوق يقوس وها أتنوم تخا ولا دعوة قلدوا عندي خنا حيجي ما دول Двини, может быть, хотели поднять кого-то, перепутали вас, спустили. Не, я его просто... Я там разговаривал несколько раз там. Короче, такая напряженная была тема, поэтому я выключил. Каюсь. عايشت ايرلاند دي رئيس خيرون دوي يو بتبسات دك دي اكسو يو كده دويتو نرمان نخير تمت عشمو ويتعبس لو يول والجا يو كده واقصد это уже ни к чему не идет. В любое время мысли я чувал ешихо, проблема моя. Ainzeri, Paidbochi, Bio Baglieri, Hudutieši, nehej, просто larta visu tumcahu čoveč, ja ću nas opjahkaj ojiš. Это Элди необъяснимо, но факт. Мил Аллаха и как-то на руках куда-то носить его, вот перебивать, в общем-то, эфирное ханьяло, что вокруг вас как бы вселенная не крутится, господа. Если у вас какие-то мысли, запишите их на бумаге, чтобы потом, если у вас с памятью плохо, чтобы не забыть, что вы хотели сказать, куда-то себе там в телефоне заметку сделайте. Тут как бы свободная площадка, тут диалог идет, а не ваши монологи, там проповеди слушать никому не интересно. Шкваргал, кюктяшан, ручки таязина, цахомдина, не знаю. Так, Анджелина Джоли просится, чтобы ее приняли. Ничего себе. Маршал Анджелина Джоли. Вы вот в фильме одном снимались там про чеченцев. Что-то ненормально это был фильм. После этого вы мне очень нравились как актриса. Вот после этого фильма. А на фотографии черный парень, Анджелина Джоли. Вот она, видите, мусульманка и по-русски еще понимает. Бисмилля говорит. Я не могу, я ее не вижу. Может, у нее приватный аккаунт? А, это не Джоли, это уже Франк Борман.
Не Штирлиц. Штирлиц духунда такой. Больше, чем Штирлицев. Этого добра тут, блин, полным-полно. Куда не пойдешь, везде свои Штирлицы там понапичканы. Вы можете принять Анджелину? Спущусь, прими ее, я спущусь. Саляму алейкум, шашил батани. Батал шишани, дари, вадали. Муджач, бабата, жабата. Установчи так, кайфеш, маршал, там жирный, там муджаид, везра дасвет, убен, цисксен, та имами, запасной мулай, та шейхи. دو تدعيلهم سنات اليوساس عجيم تجل شغل ها عجل اشتريازين دو خشادو خطاب دو مو او شغل ها دو عجيم تجل إمام كريوريك Куда делся Кемаль? Слишком рано он ушел. Кемаль, возвращайся, бисмилля. Ты Коран читал вообще. По-моему, ты скрытный вот этот чтец. Я, правда, его не любил. Он вообще до того нудно читал вот это, да? Но все равно зачет тебе, Кемаль. Анджелина Джоли, примите Анджелину, у нее, видимо, приватный аккаунт. Примите ее, господин администратор. Она, по-моему, просится на мубахалю. У кого-нибудь есть под рукой Сахих аль-Бухари, где объясняется, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, взлетел на 7-е небо к самому крайнему лотосу, и как вот этот процесс установления 5-кратной молитвы дневной, как он закреплялся. Просто мы когда здесь рассказали, там сейчас подумают, что мы от себя придумали какую-то 1001 ночь. Поэтому я хотел бы, чтобы вот, если кто-то из наших участников мог бы этот хадис, он, честно говоря, слишком длинный, там нужно пропустить момент, как в каждый врата стучатся ангел Джабраил и Мухаммад на каждом небе. И эти ангелы там спрашивают: а ты кто, а с собой кто? Потом открывают вот эту задвижку, короче, врата пропускают. Тоже у них какая-то ни камер там, ничего. Зачем спрашивать, ты кто с тобой? Уже примерно по-ангельски там должны были знать, кто идет, кто небо перед. Короче, я не знаю, слишком, наверное,
много вопросов. Все запутано, Ибраим, баха. Не, просто, видимо, вопросы нудные, да, вопросы. Да что ты там вопросы задаешь, просто прочел, принял и дальше пошел. Вот так же думает большинство. Ну, как-то не вяжется это. Он туда летит, короче, быстрее скорости света. Вот тут нам один объяснял, что теория большого взрыва, там туда-сюда. Но теория большого взрыва, она же не допускает быстрее это, что могло вообще скорости света, то время просто останавливается. И вот эта скорость света, чтобы ее уравнять как бы. Короче, не знаю, не вяжется. Что-то у нас не вяжется, ничего. Поэтому, если есть возможность, прочтите этот хадис в студию, пропуская момент, как они на каждое небо поднимались, потому что слишком длинно это получится. Эфир у нас. А вот именно момент, где торговля идет, да, там Муса и назад посылает Мухаммада и говорит: иди, вернись и скажи, что не смогут столько молитв делать твои последователи, как у еврея опыт, короче, огромный, мои последователи не могли и меньшее количество намазов делать. Давай, возвращайся там. Объясни Аллаху, ты все равно любимчик, чтобы тебе скосил. Короче, я Мусе вообще благодарен, потому что благодаря нему вот я молился не 50 раз в день, а 5 раз. Если бы не Муса, алейхиссалям, короче, еврей помог конкретно. Да благословит его Аллах, приветствую.
Маршал Дума Серга. Армат, я как раз спрашивал про новости. Утешительных новостей пока нет, к сожалению. Один стресс. Давай, стресс тоже пойдет. Короче, в Европарламенте проголосовали, короче, будут беженцев выдворять, походу, нежелательных из Европы. Я бы не сказал, что нежелательный. Но вот я знаю таких много. Да, главное, чтобы под шумок и другие под раздачу не попали. Самое удивительное, что вот столько уже 25 лет я нахожусь в Европе, и столько людей приезжает. Вообще, походу, Европа пустая была, получается. Наверное, после Второй мировой войны опустела. Не, Европу турки тоже заполнили после Второй мировой. И турки, можно сказать, тоже соучаствовали, содействовали в восстановлении Европы, когда отстраивали ее заново. Ну да, в Голландии, наверное, больше сейчас алжирцев было. Ой, не Алжир, это во Франции Алжир. А в Голландии, по-моему, Суринам, я так понимаю, Суринам. Колония была там суринамская. В Бельгии, Марокко. В Саудовской Аравии, как Саудовская Аравия, вот так надо работать. Поработал, заработал и домой. Вот там хорошие правила для рабочих. Да, там они не церемонятся, я так понимаю, особо. В общем, Вообще по городу нельзя гулять. Ты живешь в отдельном месте, тебя утром возят на работу, вечером домой. И никуда тебе оттуда уходить нельзя. Я имею в виду вот этих пакистанцев, индусов, которых они нанимают. Вахтовым методом работают и домой. Вообще, вот, Бесплатно работает, то можно оставить на крайняк, и гражданство можно дать. Если бесплатно работает, там, за еду, за паёк. волонтер, как волонтер получается.
Сколько, интересно, в Саудовской Аравии месячный доход? Миллиард будет в месяц или меньше все-таки? Вот с чего ты имеешь в виду? Ну, доход с тех, кто приезжает там на паломничество. Да, вроде больше, по-моему. Для них это копейки. Интересно бывает, Инстаграм листаешь, с одной стороны, там где-то ногти стоят, собирают там где-то, короче, помощь там по Садашам, в Палестине. Дальше листаешь, там арабы едут на последних этих Тойотах или какие-то Камри, их там крутят, разбивают. Дальше листаешь, какой-то араб стоит в своем одеянии, детей подзывается, одному всем по золотым слиткам вот так раздает, короче говоря. Потом другой ролик листаешь, араб такой большой коробкой, у него полная коробка телефонов американских, этих кефирских. И вот он их, короче говоря, всех там кэш в руках, и они за них дерутся, так и телефоны раздают. А вот наша вот так вот собирает, с мискинов собирают деньги на помощь. Да, есть такое. У меня где-то одну неделю этот израильский флаг стоял, я так по эфиру выходил, реально такая ненависть все-таки к этому флагу, особенно у Нохчи, реально, меня даже эфиры не пускали некоторые, я просто писал сообщения, меня сразу блокировали. Да, поэтому вот это важно, просветительскую деятельность вести. Просто многие не понимают там, даже не буду лайки, почему это важно. Чеченцев просвещать в том, что евреи вообще не враги нам. Абсолютно ничего вражеского у чеченцев с евреями нет. Да, Ибраим, скажешь им конкретно, скажите, где, что вот чеченцам они сделали. О, они миром управляют, начинают вот это, какое-то дебри уходить непонятно, ничего не могут обосновать. Самое интересное, Фудугойшин работают с евреями, на евреев тут же, короче, за спиной там политика у них вот это начинает. Им начинаешь, когда преподносить, сразу уже, короче, начинает обижаться. Когда правду им говоришь, ну ты тогда что, с кем работаешь, где двигаешься? Ну, в 2000-х годах и там в 2005-2006 к чеченцам такое же примерно отношение было там вот. Даже в Европе, ты когда я наверное, приехал, тоже как бы шарахались там, типа, чеченец, боже, опасный, короче. Тут-то понятно, окей, там окей, там война была. А вот то, что особенно еще у молодежи, которые там, даже возьмем там им лет 15-16, там дети, короче, у них тоже, короче, сразу такая ненависть, там мат, перемат. Шайна эхцахит, вот джукти, бол бешуна джукти, и тут же поливает, говорит, вот поправляешь их сразу, косанули, арло, видите что? Что если ногче далят, ты будь честным,
За всех тогда не говори конкретно. Тебе же преподнести можно это, любой может. Не я так, другой левый какой скажет, «Да ты что болтаешь? Парбат, я сегодня на эфире у этого был, и как его, Моусер вас. Але я думаю, он уже, короче, близок к этому, к выходу. Реально. Он сегодня в эфире там... Что? И Вац, Милвейз, Моусер Вац. Это Да. Каханов. Да, он уже, я думаю, что ему осталось недолго. Потому что он уже, короче говоря, ему уже пишут, ламас диашуя, и он говорит, Вац. И, короче, он тоже... Но ему там то, что пишут, это в этом эфире, это вообще жесть полная. Любое время на эфир заходишь, там творится такая дичь. Куз бетен, духа мою, и прямом эфире, куз бетен, И буцар куз бюцаг. вообще, тома бауш, куз бетен, что, штел бетен, ахке хауи хаител, жизнь ахе лемас дирмадача. Буцар бюцаг, и буцар оча бюцаг эфир швауски, и куз да, кеттасол. Давай, сапекаром, лосуном, кахицуном. Как можно вот так над больным человеком, да, делах? Цун дел чучи, внедена, бой, и что, Шевай буй, заман, ответить, шире. По своему профилю, что умшли елда. Вот спектакль мой, генерал, за раз 4-5 персон он может разными голосами, короче. Вообще, его приход был. Талантливый он избираем, да? Да, и ждал, что там, что дикий вывез колонис. И что мало шло, нормально он. Ну да, там дусом надо дичь. Ama deš buyur, o delach, o tiš buyur, отцелый пекар, сис вак, доха модез. Ганнибал, самое опасное, вот когда его эфир поднимается, вот если он поднимается, самое, что он, салам алейкум. Все, знаешь, что сейчас пойдет мат сразу. That's our vocal, he's worried about that bitch. Если он цеяшем, ай, что ему там только не пишут, это вообще жесть. Я сажим гонал, и сейчас помогаю немного ему. А он меня вначале блокировал, сейчас перестал. До этого израильский флаг стоял, и в Шайвериге ему начинали... Он один раз поднялся этим флагом, я поднялся к нему, и ему там... Короче, он получил еще двойную порцию хейта. Короче, ты отвел ребят на себя, да? Я хотел ему этим помочь, а Хажим уже на себя это взял удар, уже его забыли, переключились до меня, потом он меня начал блокировать, и я, короче, временно пока флаг убрал так, чтобы подниматься можно было, потом ему там пишут. Педофил лично. Это кто там кукарекнул?
Čača dezgal doš distelых солнц. Честь моя мода дома. Чего-то, да? Си, что? Да, си, совершенно верно. Велах, тап эгерин байхдаш дица вахта ва мачо сидо холдиста. Сегодня ему там что-то про Пармата написали. Он, кстати, он говорит, Моусель говорит, он говорит, короче, что-то про Пармата, не знаю, что написали ему, короче. И он, до удивления, очень хорошо о Пармате отозвался. Сказал, вы к нему поднимаетесь, вы даже там слово сказать не можете больше. Что, дикость хлори, Бодолич? Они докапываются до него, что он якобы сказал ЛЛ или Волчинах. Ну, что мы идут. Сдаться дешь. ЛЛ Волчар, короче. И ты сум коучбеком, короче говоря. Сейчас дите, но ты дать комиссариате, а он коучбеком, типа, что комиссариате сейчас, короче, ЛЛ. Типа, насчет себя. Почему он из дома уехал? И Бандол, что же пишет ему? И Куза бьют сердце, и ушли сердце, короче, беспредел. Продолжай, ждём, Куза, я думаю, под 40 градусов. Тоже так же. Можно, да, вот я скажу. Как мой дядя договорил, да. Мухаммад, пидорас вечная. Что материшь сейчас, вылетишь? Не матери здесь, добрейший. Ставься, что, кто вообще, куда пришел, знаешь или что? Зовут меня Ахмад. Живу я в Казахстане, Кустанай. Хуп Цабахас, не тебе говорю, боих дождитесь, ворваться. Походу, легенда это был. Ну ты рассказывай, Ахмад, что ты рассказываешь? Вот. Ахмад, адить, мама, Мичерова, мало, соишмой подробно. Мой дядя... Боих дождитесь, да. Как мой дядя говорил, да, алкогольные опьянения, наркотические или другие несоображения, да, ты должен нести за свое слово, да, ответственность. По-любому, ты не просто так же носишь штаны, он мне говорит, Ахмад. Ну, дядя мне как говорит, ты же мужчиной родился, не женщиной, не другой, как она, полом. Ты же мужчина родился. Я говорю, да. Я говорю, ты за свое слово должен держать свое слово. Какой бы ты в состоянии не был, ты должен за свое, в первую очередь ты мужчина, ты должен за свои слова отвечать. Я говорю, понял, дядя. Твои слова это для меня закон. Как ты говоришь, так и будет. Потому что отца у меня нету. Как я деду говорил. Дядя, у меня отца нету, ты мне и отец, и дедушка, ты мне их отца заменил. Поэтому твои слова это для меня закон, я слушаю, ты уже не один десяток разменял, поэтому я тебя должен слушать, то, что ты говоришь, ты истину говоришь. И он говорил, как есть, как должен вести у себя истинный мужчина.
как он должен себя вести. А вот это вот то, что там он в алкогольном опьянении несет чушь. И потом, когда он отрезвляется, он потом хватается за голову, говорит, а я в алкогольном опьянении был, я не виноват. А какая разница, в каком ты состоянии не был, ты в первую очередь должен нести за свои слова ответственность. Должен, как сказать правильно, твоим словам должен быть вес. Ты сказал, ты должен выполнить свое обещание. Перед кем не было бы. Плохой это человек или нормальный, или он такой разношерстный. Ты сказал, ты должен свои слова держать, за тобой должны держаться эти слова. Ты сказал, ты должен разбиться, сдохнуть, помереть, но ты должен выполнить свои слова. Ты сказал человеку обещание, да? Ты должен это выполнить, разбиться, но сделать это. Вот, все, что я хотел сказать, добавить. Ахмад, конечно, низ бах, конечно, дед свой правильно говорил. За свои слова, хоть пьяный, не пьяный, тем более в войнах должен ответственность нести. Тем более мне дед говорил, у тебя тем более такая фамилия, вот ты носишь. Ты не просто так, фамилия твоя, как сказать, громкая, сильная фамилия. Ахмад, он мне говорит, ты должен за свои слова должен отвечать, потому что твоя фамилия это многовековая, историческая даже, несет ответственность. Ты не просто так там ингуш, не просто ты в войнах. Твоя фамилия это твой, как сказать по-русски? Твое лицо, твой тейп, наверное, так? Твой тейп, да, род тейп. Да, твой род, большой тейп, у тебя громкий тейп. Я говорю, понял, дади, услышал тебя. А милых тейпова? Плиев. Все, понял. Анкой. Как? Паланхой мабать плеевар или бу? По-моему, или я точно не помню, но так, Терлой Бариш, Терлой относится, или Дишни, не помню сейчас, Ибраим. Паланхой бу Терлошно относиться дэш. Паланкой, точно. Ну, мне когда мне когда объяснял, что плиевский род это намного сильнее, самый сильный род на Кавказе. Нет, Ахмад, нет, никакой род, ни Плиев, ни чеченские рода, никто не сильнее, ни ингушских, ни чеченских, это все сказки. Не сильный, как он сказать правильно? Все мы равны, древний. племена. Старый. Ну, все старые, там сейчас это, не надо вот это, говорить, сильнее. Ну, как мне Дади говорил, так я говорю. Дади, видишь, говорил сейчас, тебе другой ингуш придет, тоже скажет, у меня такой... Дади не совсем так говорил, вай, что просто вай тейп, вай ларда диез, типа, вай тейп, анце ларя ез, вот такое, наверное, Дади говорил, цаце южа, магер дать. То, что он древний, старый. Хюгер элдол хумдуй, хюгер хумдоле, тейп на хакомах, что ицундел, нормально, чакуэл, и хумел, херду Дади, там неправильно, видимо, понял. Ну вот, на аватарке, который стоит у меня, это вот родовой тейп, герб. Ну да, что типа символик, хрюк, говорят. Полярный знак. Почему полярный? Не, солярный. Солярный, по-моему. Солярный. Так вроде называют, не знаю, Парма. Лучше, наверное, знает. Ну я вот копался, да, вот, как оно сказать? Вот внизу пишут, тейп это арабское слово. Тейп это не арабское слово. Как Тейп, раз тоже думал.
как раз нет, не арабское Тейп слово. это английское слово, тейп это у многих Тейп народов. это, тейп это индоевропейское, протоиндоевропейское. Тип, тейп у англичан, у русском языке, у нас. Это индоевропейский корень. Очень древнее слово. Так же, как и каста. Каста. Ну, я вот начал копаться, да, вот этот родословный. Я вот даже вообще нашел древние деньги, да, этих воинов. И там вот, как она сказать правильно, вот этот герб, да, вот, он как на деньгах нарисованный герб фамильный. На каких деньгах? Как сказать правильно? Древнего Кавказа. Какая там валюта была Древнего Кавказа? Я даже не знаю. Ну там символика вот эта вот герба Ингушетии. И все, а обратную сторону там не видно. Она как она, со временем стерлась. Вот этот единственный герб, который, как вот, фамильного герба, получается, такой же монеты. Там этой монетке больше 2000 лет, что ли. Ее нашли недавно, если я не ошибаюсь. Я, короче, вот лет 15 назад, короче, там, короче, в гостях там был, и там с одной женщиной разговаривал, и она мне рассказывает историю, говорит, типа, 2 ночи, говорит, где-то в Москве проходили, по часу говорили, и какой-то человек к ним подходит, говорит, а на каком языке вы разговариваете? Те говорят, на чешском. Он говорит, какой это чешский? Это древний индусский язык, типа такой рассказ. И я там с ней посмеялся, приход поймал и оставил, короче. И где-то потом это рассказал другому человеку, эту историю тоже. Сидим, чапим, я говорю, прикинь, женщина рассказываю. Мы как бы общаемся вот по чешски языке, и она мне так говорит, что, короче, 2 ночи в Москве шли, где-то проходили, и кто-то к ним подошел и сказал, что это язык, на котором мы говорим, что это индусский, а не чешский. Потом проходит время, я эту историю этому человеку рассказываю, и потом еще где-то какое-то время проходит, и я опять к этому на остров приехал в гости, короче, и он мне одну книгу достает, по-моему, детский Плутарх называется она, история какая-то там разная. И вот он там книгу где-то до Индии доходит где-то и показывает, говорит, что... И там рассказывают, какие там племена жили, короче, вот в этом месте, где Индия, такие племена. И говорит, и вот что переводится с индусского... Я, правда, искал, я не нашел это. Сейчас недавно я смотрел, но я не нашел это подтверждения. Тогда чата GPT еще не было. И он говорит... И он мне показывает на этой книге, говорит, смотри, говорит, они пишут, что... там какие-то племена жили, и Хинда переводится как «отец вод». И на чешском получается «хинда». Но я это искал вот, где-то, может, пару месяцев назад, и я как бы не нашел этом подтверждения, что именно так оно переводится. Но в этой книге, как насколько я помню, он мне это рассказывал, так и переводилось «хинда», «отец вод». Может, Пармат что-то знает об этом? Ну, я про это не знаю, но есть там индийский, это тоже как бы
сегодняшний индийский это не тот, как бы, скажем так, местных племен. Это религиозный язык, ну, санскрит такой. Вот в санскрите есть, то есть туда, короче, пришли вот эти северные люди, и, короче, они там, ну, как, вот эти брахманы, неприкасаемые, там, белые, вот, стали там, типа, высшая каста. Потом религию сделали, короче, ну, появилась религия, у них писание. И вот этот, короче, языковой тоже корень, базис, фундамент, скажем так, этого древнего языка, протоязыка, точнее, древнего языка. Он как бы там находим схожести какие-то. Например, мархкабар, мархуа, пост на санскрите. В Ригведа описывается пост. Держать пост там в честь кого-то, солнце там встает, садится. Как русские, наверное. И то же самое каста, касты там. Скажем, до цыган, но насчет хинда я не знаю. Духом схожий, как дочь о. Вот тоже в чате пишет, он говорит, Мэри на чеченском, Мария, Мэри. Скандинавские вот эти, я помню вот это видео Парма посмотрел, когда вот это сходство он там сравнивал, много чего там интересного тоже для себя открыл. Fargo, lässt du schon zu Cocktail schon? Mikrofon. Они их запускают где-то с двойного. Арма, ты, по-моему, вчера показывал, да, этого ночью, этого человека, который, типа, Батиста, вот такой, он такой, на голове такая, с бородой был. Это типа он, что ли, Батиста? Я так и не понял. Я скриншот сделал, ты вчера, по-моему, показывал ночью это. Да. Это он и есть, да, Батиста, получается? Ахмед Богу доца. Микрофон выключи. Ахмед, выключи микрофон. Это просто жесть. Это просто пиздец. Есть что-то на моей еще. Все, горит, вся Москва горит. Машалла, блядь. Машалла, блядь. В интернете там смотрел про этого Батиста. Там немного информации было дальше. Там, если на месте вот в Италии, там где-нибудь, там можно было накопать вот это. Или в Турции где-то, не знаю. Ох. На русский они мало что-то перевели. Путешествие в Черкесию есть Джорджа Спенсера книга. Он тоже о нем упоминает. Есть Оттино профессора на итальянском, по-моему. Тоже книга. Я пока только наброски у меня, я собираю их. Шамилем и с прочим. Закончу, перейду. Займусь им.
полгода уже идет война. И война не в пользу России. И если русские не опомнятся, хотя бы оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что Единственное, красный петух войны остался Зелимхан Харачоевский, который, войдет, на мой взгляд, и будут гореть не российские знаю, города, если не не опомнятся. засланы, получается. Когда я раньше говорил, что будет гореть земля под ногами агрессора, журналисты так скептически комментировали, вроде Дудаев сделал заявление, а земля так и не горит. Якобы там оппозиционные уголовные силы уже наступают на Грозный. Горела, и земля горела, и броня горела. И еще раз заявляю, Они их запускают где-то с Войного. Плюс вот я эти тоже еще вот недавно башни смотрел, которые они в горах строились. Реально, если подумать, это очень как бы башни, которые они строили в войнах и в горах. Вообще это, короче, сейчас это тоже, может, как инженерная мысль такое строить, наверное, не так. В этих горах эти камни поднимать тоже, короче. Сколько они, 30 метров, да, они, по-моему, вышину эти башни были, которые строились. Плюс я читал еще, что у них внутри был тоже такая система была обогрева. Типа вот, как бы внизу, как бы, типа там внутри как бы такая система была, как бы вентиляция, как бы они когда башню строили, как бы тоже как бы такой по кругу такой, как бы не труба, а как бы был дымоход такой, и вот он всю эту башню как бы тоже обогревал. Ну, то, насколько это правда, я не знаю, но я так читал. Да, там и холодильники, и канализация была. Но насколько я слышу, не знаю, правда, нет, слышал. Вообще Терлой, они очень вот это по всему Кавказу, то ли миру, вот, величайшие вот эти поднимали башни, строители сильнейшие были. Ну, ремесло имеется. Не знаю, насколько правда, нет. Криштиану, нужно всегда помнить, важно, чтобы забила команда. Не лично ты, а команда. Сейчас я объясню, что... Позвольте представить вам короля и королеву диско из Африки. А вот башню, что охренеть, что реально кто-то видел изнутри эту башню? Видео сублиминал видел я так-то. А так действительно там и канализация, вентиляция, вот это все было, холодильники, это 100%. Ты же видел вот это 4 или сколько тысяч лет назад, которые недавно откопали вот это воина одного, там золото, не золото, короче, с лошадью что ли вместе его похоронили. А таких закопок. В таком обрыве такой, в таком обрыве или тысячу? Да, тысячами, которые мы не знаем. Публиковали большой материал, где они доказательства приводили, как захваченных заложников палестинцев израильские солдаты, военнослужащие насилуют. И помимо этого есть 7 эпизодов, причем несколько эпизодов, еще вот, кстати, вот касательно вот холодильника сейчас Ганнибал сказал, вот фильм помните, Парамат, вот этот фильм про этого, как его звали, Салахуддина. Там такой момент был, что, короче, этот, там, когда он в этом шатре сидел, там, типа, короче, ему так, он так, и там такая, он открывает такой ящик, и там лед. Откуда лед? Собаки воют, их насилуют. Да? Их хватает там, бабу, педрилы, грубо говоря, не идут. И вот там вот идешь по улице, вой собак. Пустыня, там, жара, он шатер заходит, открывает. И вот когда вот эти преступления, вот эти античеловеческие проявления, здесь надо иметь
какие фантазии сатанистов возобладать для того, чтобы совершать эти мерзости. И это все как раз в том числе и порождает, когда вот эти ближневосточные страны, скажем, этнически разного происхождения, разной культуры, они начинают вдруг понимать, что где вот это исчадие зла, и понимать, что им необходимо объединиться против возможной угрозы, которая достаточно активна, ведь мы же знаем Нетаньяху, людей подобным образом имеющих и знаний политического, в то время, скажем, вот это просвещения и, по всей вероятности, оценку я дать его знаниям и, скажем, грамотнейшие. Я скажу честно, без преувеличения, я редко встречал людей подобным образом, имеющих и знаний политического, скажем, просвещения и, по всей вероятности, оценку я дать его знаниям. Но если он... Конечно, вот эта вода, там, снабжение, акведуки, эта технология, она во всем мире гуляла. Имеется в виду, вон за 100 километров могли в город воду подводить, она сама потихоньку вот так по акведукам. Там много этого. Даже вот... Новое, забытое, старое. Даже вот этих, Рим взять, они из низины в горы, вниз, в горы, вниз. Nie jebie was Allah, tu jest Polska, nie będziecie rozkładać dywanów. Wszystko w temacie. Вот это я говорю, вода, акведуки вот эти. Да, конечно, не только Żadny rasizm, kurwa, to wy swoją religię tu wpierdalacie. тоже так Tu же jest жили, как и Polska i они. tyle, Не думай, rozumiesz? что римляне в то время жили Polska, только Jezus так. Chrystus И i мы tyle, i жили, wszystko w temacie. Я, душа, думаю, что в войнах Gdzie kurwa rozkładać i намного chcecie jakieś умнее dywany были, i swoje чем modły robić, co to ma римляне. być? Конечно, Chcesz się конечно. pomodlić? Так и думайте, Chcesz się да. pomodlić? Знаете, Idź do kościoła. скоро это Albo do swojej откроется. świątyni. Я серьезно A nie говорю, kurwa что w miejscu да, publicznym да. będziesz dywany Не, я rozkładał. кроме шуток. Дальше больше. Это раньше нам просто мозги там... Nie ma ломали. żadnej gadki. Понятно, сейчас-то нам... Даже вот в наших войнах Chcesz взять do вот swojego этот, kurwa kościoła, родовые rób sobie башни. co chcesz. Tu jest Они же Polska. как-то там отапливались, Tu они jest как-то там Polska, nie ma kurwa хранились. dyskusji. Отапливались, Chcesz się modlić? холодильники, Idź sobie do świątyni. Вода была, все Wszystko w было. temacie. Что это? Я же говорю. Chcesz iść się modlić, idziesz do swojej świątyni, rozumiesz? A nie rozkładacie tutaj dywany i co to ma być? Я думаю, знаешь, Cześć, как, pozdrawiam. Вот этот всемирный потоп, когда прошел, Ty jesteś jebany. и No вот i co? этот, как No i co? ковчег, он, скорее No i всего, co? где-то на Кавказе он Ja się nie będę z застрял, tą szarpał, bo tu się и człowiek, оттуда пошли tu się все. nie bijemy, tu mamy prawo, Род wiesz, to nie jest jak u человеческий, was. животные, все происхождение вот этого всего с Кавказа тянется. Почему этот австрийский художник он стремился на Кавказ прийти, посмотреть, увидеть там кое-что? В каких-то пещерах, что ли, там хранилась какая-то информация. Вот после достижения своей цели, зачем он тогда свои войска, да, своих людей отправлял совсем не туда, куда надо. И те корабли, Напомню, которые один из отправлялись взрывов, на прогремевших вчера Южный на полюс, московском НПЗ, да, это результат попадания российской они ракеты до сих ПВО. пор Это следует из новых не видео с нашли. места событий, опубликованных сегодня корабли, утром. На которые, кадрах видно, даже если они как в сторону потонули, нефтеперерабатывающего завода должны в же быть Капотне какие-то обломки, какие-то, как сказать, улики какие-то должны быть присутствовать. Фрагменты. Фрагменты, хотя бы фрагменты должны быть оставаться от корабля. Maşallah. Vur kardeşim vur. Там версии разные. Maşallah kardeşim. Армяне по-своему, так, у нас вот это тоже не знаю. Еще есть, еще. А истину никто не узнает. Давай, давай. Так, Vur bir узнавать. tane. Армат узнает, Vur, Армат vur. узнает. Давай.
Уже огонь взял, дал, раздал нам. Так что дальше Машалла, нам блядь. тоже надо шевелиться. Машалла, блядь. Машалла, блядь. Вообще в том, что именно этот Ной причалил на Кавказ, это вообще откуда вообще это пошло? Ну, это, если я не ошибаюсь, эти европейские ученые, как-то они там гуляли по территории Кавказа, и там нашли этот обломки этого корабля, судна. Мне кажется, какая-то замануха это. И вот этот вот, как она, чемодан, который тащили через всю земную часть, грубо говоря, с Европы, и куда-то тащили его через пустыню, и там уже он где-то потерялся, вот этот, как он правильно сказать? Не сундук, как он правильно? Как типа ковчега, ну, он, если его откроешь, судный день начнется. Грааль, да? Не святой Грааль, а как он правильно называется? Не, этот, не Грааль. Золотой Да. чемодан. Да, сейчас Как он вспомню. Золотой теленок. Не, как чемодан. Пандора. Сундук Пандоры. По-моему, да? Он же как-то потерялся же. Или Руно вот пишут, или Руно, да, что-то такое. Или ящик Пандоры, по-моему. Ящик, он такой здоровый ящик. Не ящик, а как не чемодан, как он правильно сказать? Как сундук выглядит. Как сундук, и там как носилки его тащут, да? Типа, Да, он золотой был, полностью весь в золоте. Да, это знаешь, как называется? Ой, я сейчас как говорил до этого, блядь. Пишет в чате. Дипломат. Рюкзак. Бля, забыл В я. горах Кавказа найдем. Барсетка пошла сейчас. Парпане еще бы сказали бы. Ковчег Заветов, по-моему, называется. Да. Этот Ногчу, который, помните, искал этот ковчег, он, по-моему, умер, если я ошибаюсь. Умер он, Далгеш Дольцин, связаться. Там тоже, видишь, это тоже какой-то этот вообще не был, по-моему, вообще что-то левое. Какой-то огород был, что ли, или что. Ковчег лифтера Ибраим пишет. Где там? Поднимите к Ибраиму. Его передвигали не передвигали, как правильно сказать, перевозили как они, тамплиеры. И что, смотреть нельзя было. Кстати, ты про тамплиеров мне сказал, как раз напомнил. Пармат, там вот я смотрел, вот в Галачёжском районе, короче, тамплиеры пришли, Хабаярды вот это, построили храм, потом Терлой, Ахи, там соседи были, и там что-то с ними у них непонятки, и потом Терлой и Ахи их прогнали, этих тамплиеров. Ничего не слышал ты про это?
Ходи, пацаны, чего у меня глючит здесь все? Ибраим, О, сейчас слышу.